На минувшей неделе Конституционный суд Молдовы утвердил результаты парламентских выборов, состоявшихся 28 сентября. Действующий премьер-министр Дарьян Ричан объявил о намерении покинуть пост, а правящая партия «Действие и солидарность» после формирования нового парламента выдвинет на должность главы правительства Александру Мунтяну. Об этих и других значимых событиях недели далее. 16 октября Конституционный суд официально подтвердил итоги выборов. Результаты парламентских выборов 28 сентября 2025 года подтверждены. Мандаты избранных депутатов признаны действительными, заявила председатель КС Домника Маноли. Таким образом, состав парламента 13-го созыва выглядит так. Партия «Действие и солидарность» ПДС – 55 мандатов, Патриотический блок – 26, блок «Альтернатива» – 8, Наша партия и партия «Демократия дома» по 6 депутатов каждая. Новоизбранный парламент должен собраться на учредительное заседание по созыву президента не позднее, чем через 30 дней после выборов. 13 октября премьер-министр Дарьян Ричан официально объявил о своем уходе. В своем обращении он поблагодарил Майю Санду, депутатов и членов правящей партии за совместную работу, отметив, что ключевые достижения правительства стали возможны благодаря координации и профессионализму сотрудников госструктур, а также поддержке граждан. «Я не буду участвовать в политической жизни, сложу депутатские полномочия после утверждения нового правительства и продолжу профессиональную деятельность, которую оставил несколько лет назад», заявил Ричан. Лидер ПДС Игорь Гросу подтвердил, что после формирования парламента правящая партия выдвинет Александру Мунтяну на пост главы Кабинета министров. По его словам, Мунтяну – профессионал с впечатляющим опытом в экономической, академической и инвестиционной сферах. «Нам нужны такие люди, чтобы продолжить европейский путь Республики Молдова», подчеркнул Гросу. Александру Мунтяну – экономист, преподаватель, предприниматель. Работал в сфере высшего образования, руководстве Национального банка Молдовы и международных организациях, включая Всемирный банк. Он возглавляет французский альянс в Молдове. В 2006 году был награжден орденом Почетного легиона Франции за вклад в развитие культурного и экономического сотрудничества. На этой неделе в Евросоюзе начала работать система электронной регистрации въезда и выезда ЕЕС. Она распространяется на граждан третьих стран, включая Республику Молдова, которая пересекает внешние границы 29 стран Шенгенской зоны для краткосрочных визитов до 90 дней. При первом въезде путешественникам необходимо пройти регистрацию, сдать биометрические данные, сфотографироваться, предоставить отпечатки пальцев и отсканировать паспорт. Система будет внедряться постепенно в течение полугода и полностью заменит ручное проставление штампов в паспортах с 10 апреля 2026 года. В Молдове пилотный запуск проходит на пункте пропуска Кастешты. Цель нововведения – усилить безопасность и контроль миграционных потоков. Кроме того, на контрольно-пропускном пункте Скулена с 15 октября введен совместный контроль Молдовы и Румынии. Проверки теперь проводятся вместе, чтобы ускорить прохождение границы. Оформление осуществляется один раз в общем пункте. Это 4-й пункт совместного контроля. Аналогичные механизмы уже действуют на КПП Люшаны Албица, Джурджулешты Галат и Кантемир Фалчу. Между тем, паспорт гражданина Молдовы поднялся на 48 место в мировом рейтинге, позволяя путешествовать без визы или с визой по прибытии в 121 страну. Это на одну позицию выше, чем годом ранее. За последние 10 лет Молдова демонстрирует стабильный рост. Если в 2013 году страна занимала 68 место, то после введения безвизового режима с ЕС в 2014 году поднялась на 46-е. С тех пор показатель варьируется между 45 и 50 местами. Лидером рейтинга остается Сингапур – 193 страны, далее следуют Южная Корея и Япония. Среди европейских лидеров – Германия, Италия, Испания, Франция и Швейцария.
Служба экстренных вызовов 112 внедряет систему eCall нового поколения, технологию, автоматически оповещающую спасателей о дорожно-транспортных происшествиях, передавая данные о месте и степени тяжести аварии. Проект направлен на модернизацию инфраструктуры службы и повышение скорости реагирования в критических ситуациях. Сейчас система готова на 60% и проходит этап тестирования и интеграции. По данным службы, внедрение eCall позволит привести национальную систему экстренных вызовов в соответствии с европейскими стандартами. 17 октября пограничная полиция сообщила, что в международном аэропорту имени Иуджена Дога в Кишиневе утром был обнаружен багаж, в котором предположительно может находиться взрывчатое вещество. В связи с этим пассажиров и сотрудников эвакуировали из здания аэропорта. Регистрация на рейсы временно была приостановлена. После проверки было установлено, что в подозрительном багаже нет ничего опасного. Такой была минувшая неделя. Здравствуйте, вы смотрите программу «Лав о главном» на информационном портале LoveMD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий в стране и в регионе, а также комментируйте активно наши программы и в том числе предлагайте темы для обсуждения, для того, чтобы больше вовлекаться в тот контент и иметь возможность задать вопросы нашим гостям и тон нашей дискуссии. Сегодня мы поговорим вновь о Гагаузии, о том, что Гагаузия, по сути, оказалась в институциональном кризисе в связи с тем, что с апреля 2025 года Евгения Гуцул, будучи главой автономии, в связи с решением судебных инстанций, сперва была под домашним арестом, сейчас вы знаете, что она осуждена на 7 лет. Апелляционная палата в Кишиневе рассматривает ходатайство ее адвокатов по поводу изменения меры пресечения и отмены приговора первой инстанции. Мы знаем, что на прошлой неделе прошло это первое заседание. Суд отказал в ходатайстве о том, чтобы освободить под домашний арест до вынесения решения апелляционной палаты, и она остается под стражей. В то же время мы знаем, что были внесены поправки в уложение автономии о том, что если Башкан Гагаузии не может выполнять свои функциональные обязанности в течение 60 дней, то должна быть инициирована процедура по поводу подтверждения факта судебными инстанциями о невозможности выполнения обязанностей и должны быть назначены новые выборы Башкана. Уже прошло практически полгода, но Народное собрание так и не приняло такого решения и не обратилось в судебные инстанции, хотя закон четко не оговаривает о том, должны ли это сделать один депутат, большинство депутатов или группа депутатов, или кто-то из жителей автономии, но все же такое право было, и вполне логично, что этим должно было заняться в первую очередь Народное собрание автономии, потому что это представительный орган автономии, в том числе и политический, который должен брать на себя ответственность в таких ситуациях.
Об этом и многом другом сегодня мы поговорим с нашим постоянным гостем Иваном Терзи, председателем общественного объединения «Народный контроль Гагаузии». Здравствуйте, Иван Алексеевич. Добрый день. Эту тему я выбрал не случайно сегодня, чтобы мы обсудили с вами как политические события ушедшей недели, потому что на прошлой неделе было много высказываний по этому поводу от разных людей, в том числе и господин Лейчу, который был у нас в студии, на мой вопрос о том, почему Народное собрание не инициировало до сих пор процедуру подтверждения факта невозможности выполнения Евгении Гуцул обязанностей Башкана, ответил, что этот вопрос был нес политический характер, потому что мы помним, что 6 августа было заседание Народного собрания, где было принято заявление о том, что Народное собрание не признает приговор в отношении Евгении Гуцул и считает ее до сих пор законно избранным Башканом. Заявление было достаточно пафосным, я бы сказал, даже театральным, и об этом мы писали много, но факт остается фактом. И во всяком случае то, что это было политическое решение, а не продиктованное требованиями законов Гагаузии, в том числе и уложения. Давайте послушаем фрагмент из программы «Фокус» с господином Лейчу, где он говорил о том, что это решение было политическим, а не продиктовано законом. Правового характера препятствия не были, но в основу отказа депутатского корпуса обратиться в судебную инстанцию все-таки были положены политические мотивы, а не правовые. Я вам это откровенно говорю, и это совершенно очевидно было, потому что по многим причинам мы... С правовой точки зрения этот процесс должен был быть инициирован. Мог быть, давайте так. Я сейчас говорю о себе, я вам сказал, какие проблемы есть. Но и сказал то, что депутаты чем руководствовались, какова мотивация была. Прежде всего политическая, потому как... в каких условиях Башкан была привлечена к ответственности, как была задержана, как в отношении нее применялись меры пресечения и так далее, свидетельство о том, что это дело носит политический характер. Во всяком случае, все общество у нас в Гагаузии воспринимало это, абсолютное большинство, как политически. Я сейчас не буду говорить о правовых сложностях в случае, если бы Народное собрание инициировало бы вопрос о признании невозможности исполнения обязанностей и назначило бы выборы Башкана. Я сейчас не буду говорить, их миллион. И навряд ли бы Народное собрание при самом добром отношении судебной инстанции смогло бы преодолеть вот эти препятствия. Я говорю, это спор сейчас между юристами должен был быть. Я говорю о политической составляющей. В этой ситуации пришли к выводу, что пока не будет окончательного решения, чтобы определиться, вот то, о чем вы сказали, как идти дальше, мы не можем принять свое решение тоже. Я имею в виду окончательное решение судебной инстанции. 8 числа апелляционная палата вынесет решение, и оттуда мы будем уже отталкиваться и, соответственно, действовать. Вы смотрите программу «Лав о главном» и подключайтесь к комментариям активно под нашими программами для того, чтобы мы могли знать ваше мнение о том, какой контент мы производим, и во всяком случае слышать и ваше мнение, и обратную связь. Иван Алексеевич, мотивация политическая, то есть не правовая, то есть объяснить с правовой точки зрения, почему депутаты приняли такое решение, Георгию Георгиевичу было сложно, да? Мы видели из фрагмента программы, но во всяком случае мы можем много уходить от темы, да, и пытаться говорить о каких-то правовых моментах, связанных с решением по делу Евгении Гуцул, но нас это меньше всего интересует, потому что есть уложение Гагаузии, где четко прописано, 60 дней должен быть констатирован факт. Тем более мы абсолютно четко знаем, что Евгения Гуцул 60 и более дней не могла и не может исполнять обязанности Башкана. Это длится с апреля. Сейчас уже мы имеем 13 октября, и во всяком случае процедура так и не инициирована, а в Гагаузии, по сути, находится
в общем-то, без официального главы автономии. Как бы вы могли это прокомментировать и почему сегодня в Гагаузии политические решения превалируют и становятся выше, чем решения, которые диктуют уложение, то есть основной закон автономии? Ну что ж, прежде всего нужно вернуться к тому, что как у нас появился в качестве башканом госпожа Гуцул. Ей купили эту должность, и она благодаря деньгам господина Шора и приближенных к нему лиц стала башканом. После этого, как вы думаете, Шор, он что, тайный гагауз или как? Так возлюбил Гагаузию? Просто он посчитал о том, что через Гагаузию, захватив Гагаузию, можно будет потом через этот плацдарм идти на захват Молдовы. Только таким образом он решит все свои проблемы. В Гагаузии нашлось достаточное количество продажных депутатов Народного собрания, благодаря которым он мог продавливать свои интересы. И вот данный результат еще раз подтвердился в высказывании господина Лечу, который, будучи много лет работая прокурором, а потом адвокатом, прекрасно знает, что такое означает высказывание «lex dura lex». Закон суров, но он закон, его нужно выполнять. Кроме того прочего, подавляющее большинство депутатов Народного собрания также носят в кармане дипломы юристов. Многие из них закончили юридический факультет Камрадского госуниверситета. В принципе, это хорошо. И они знают, что значит власть закона. Но налицо они демонстрируют закон власти. И так и получается. Я не понимаю, как это можно исходить не из силы закона, не из тех нормативных актов, которые принял тот же самое Народное собрание, где четко определено, 60 дней не может башкан выполнять свои обязанности, 61-й день должен становиться вопрос о том, чтобы осуществлять перевыборы, потому что без башкана не может должным образом управляться данный регион. Тем не менее, никто этого не сделал. А не сделал почему? Да потому что Шор вкладывал в Гагаузию деньги, подкупал депутатов и прочих лиц на 4 года, но не на 2. Поэтому так называемая, как говорят, политическая составляющая была хорошо подмазана деньгами Шора. В результате это и была главная составляющая, потому что, конечно, большинство депутатов Народного собрания это проходимцы и предатели гагаузского народа, которые работают за деньги преступника беглого против своего народа. Но они не тупые, они прекрасно знают, что они нарушают закон. И подводить под то, что политическая составляющая и все. Давайте посмотрим на историю. Холокост, который начал Гитлер со своими головорезами против еврейского народа, цыган и других национальностей, тоже имел политическую составляющую, но это были противозаконные решения. Так что мы здесь являемся ярыми сторонниками Гитлера, которые будут попирать все человеческие и гражданские права людей. Это явный пример того, что здесь территория, где закон не уважает и нарушает. И пора уже, по сути дела, властям Молдовы проснуться и выполнить свои обязанности, на которые они были назначены и выбраны. О том, что типа пусть гагаузы там делают, что хотят. Нет, гагаузы должны делать то, что они
хотят в рамках закона. А как только вышли за рамки закона, их сразу нужно привлекать и применять всевозможные санкции. Иван Алексеевич, вот вы вспомнили руководство страны после выборов депутатов парламента, которые состоялись 28 сентября. Результаты все знают. Партия власти ПАС получила 55 мандатов. И, в общем-то, большинство. Сейчас речь идет о том, чтобы Конституционный суд утвердил результаты выборов, после чего парламент сможет приступить к своей работе. Но после выборов были высказывания Игоря Гросу, лидера ПАС, Майи Санду на различных информационных площадках по поводу взаимоотношений с Гагаузией. И Гросу, и Майи Санду заявляли о том, что диалог нужен, и, в общем-то, в перспективе они его не исключают. Но была интересная мысль, которую высказала президент страны, о том, что жители Гагаузии должны тоже сказать свое слово для того, чтобы Гагаузия наконец-то сменила тот политический класс, который находится сейчас у власти, для того, чтобы можно было вести нормальный конструктивный диалог. И вот условия, когда Народное собрание, по сути, блокирует выборы Башкана, и мы понимаем, что, по сути, блокируются и выборы в Народное собрание. И здесь возникает много вопросов. То есть политический класс не собирается сменяться, как минимум хочет затянуть время. И сегодня аргументы разные, там ЦИКа нет, кто-то обжаловал, но факт остается фактом, потому что мы видим и слышим, что определенные решения носят политический характер, а не законный. В этой связи, как вы думаете, как может быть развиваться ситуация? Потому что мы видели сигналы со стороны руководства страны и видим действия, которые делают Народное собрание, и в том числе остатки исполнительного комитета, потому что мы знаем из прессы, что часть из них где-то находится непонятно где, и, в общем-то, исполком сегодня, по сути, не особо и выполняет те функции, которые должен выполнять. Знаете, исходя из того, что наша власть в Республике Молдова далеко не самостоятельная, и они выполняют только те указания, которые им дают их, прямо скажем, кураторы из-за границы, нужно прежде всего спрашивать у тех, кто является настоящими хозяевами Республики Молдова. Но то, что творится у нас здесь, в Гагаузии, я вам скажу следующее. Это мне напоминает одну притчу, которую мне как-то рассказал мой покойный дед по поводу того, что был один, скажем, сосед, который все время копировал все то, что делал другой сосед. Сосед садит сад хороший фруктовый, этот тоже посадил. Сосед видит о том, что под этим садом там растут трава и нужно ее полоть. Он купил там штук 20-30 свиней и пустил туда в сад. Они там быстро кушают траву, те, значит, плоды, которые падают на землю, значит, свиньи тоже кушают, и хорошо, и свиньи растут, и как бы и травы нет, и плоды не гниют, все прекрасно. Но у одного соседа все хорошо, а у второго эти свиньи вместо того, чтобы кушать плоды, они подрывают корни этих деревьев, и в результате и деревья сохнут, и плодов нет, и трава растет, и свиньи как бы не очень. Результат какой? Просто второй сосед не обратил внимания на то, что первый сосед, более сообразительный, каждой свинье поставил по одному кольцу на рыло, чтобы она землю не рыла. Может быть, нашим депутатам тоже по колечку в их рыло нужно поставить, для того, чтобы они не подрывали жизненные устои нашей Гагаузии. А вот в фрагменте программы, которой мы начали программу с Георгием Лейчем, он говорил, ссылался на заседание апелляционной палаты, которое было назначено 8-го и прошло. Но мы знаем, что уже апелляционная палата отказала в ходатайстве об освобождении Евгения Гуцула и других ходатайств отклонила. И в этой связи я так понимаю, что Георгий Георгиевич говорил о том, что они будут ждать окончательного решения для того, чтобы понять, как действовать дальше. То есть уже как бы забыв про 60 дней, которые есть в уложении.
Давайте сейчас прервемся на то, как проходило заседание суда в пятницу, чтобы иметь более понятную картину, стоит ли скоро ждать, допустим, окончательного решения апелляционной палаты. Первые кадры с Башканом Гагаузии Евгений Гуцул после вынесения приговора. Апелляционная палата «Центр» рассмотрела 8 октября жалобу, поданную ее адвокатами после осуждения. Гуцул участвовала в заседании онлайн при помощи монитора, установленного в зале суда, хотя адвокаты настаивали на ее физическом присутствии. Она появилась на экране рядом со Светланой Попан, бывшим секретарем партии ШОР, признанной неконституционной. В зале также присутствовала мать и муж Гуцул, а также другие сторонники. Команда защиты, в которую входят и иностранные юристы, требует освобождения обеих заключенных, а также пересмотра ранее вынесенного решения. Напомним, что в начале августа руководитель гагаузской автономии, связанная с беглым олигархом Илоном Шором, была приговорена к 7 годам тюрьмы. Евгения Гуцул была признана виновной в незаконном финансировании бывшей партии ШОР. Она отбывает наказание в исправительном учреждении полузакрытого типа. Она не признает свою вину и утверждает, что решение суда было политически мотивированным, однако власти отвергают эти обвинения. Так, это были фрагменты судебного заседания, которое прошло 8 октября на минувшей неделе. И как мы поняли из сюжета наших коллег с Ньюсмейкера о том, что Евгений Гуцул отрицает, возможно, свою вину и считает, что дело было политическим. В то же время опять сошлюсь на интервью президента страны Майи Санду телеканалу «Молдова-1», где она сказала, что гагаузы не должны отождествлять приговор Евгении Гуцул с ее национальностью и с ее функциями, так как речь идет о незаконном финансировании, периоде, который охватывал до того, как Евгения Гуцул стала главой автономии. И вот в этой связи, если связывать высказывание Георгия Георгиевича Лейчо о том, чтобы ждать решения апелляционной палаты для того, чтобы принять какое-то решение, судя по всему, оно будет и не на следующем заседании. Скорее всего, конечно. Но я хочу отметить следующую вещь, что я, как и многие жители Гагаузии, рад тому, что наконец-то Республика Молдова начала привлекать к ответственности лиц, которые приступают закон. Это говорит о том, что все-таки органы управления Молдовой осуществляют некоторые шаги для того, чтобы грамотно управлять этим государством и применяют правильно один из принципов законодательства о том, что все должны быть равны перед законом. Простой гражданин, башкан, депутат, все должны быть равны перед законом. Если Гуцул совершила преступление, если имеются собранные органами уголовного преследования доказательства, значит, человек должен быть привлечен к уголовной ответственности. И если имеется установленная статья, он должен быть осужден и должен от жителей изолирован. Это послужит также и в назидание другим лицам, которые подумают о том, чтобы также совершить какие-либо преступления. Потому что преступление имеет своей целью не только наказать, но и служить примером для того, чтобы не допустить впредь совершения подобных преступлений. Иван Алексеевич, вся эта ситуация, которая сложилась в Гагаузии вокруг, в том числе, возможности выполнения Евгении Гуцул обязанностей башкана Гагаузии, выборы в Народное собрание, да, вокруг которых сегодня имеется достаточно скандальная ситуация, в том числе, которая привела к абсолютному институциональному кризису в автономии. И потому что, когда депутаты говорят о том, что
после 16 ноября. Почему 16 ноября эта дата? Потому что 12 ноября считается сроком конституцирования или начала мандата нынешнего созыва Народного собрания. И мы, наверное, можем по-разному, или депутаты, трактовать закон, но четко понимаем, что после 12 ноября Народное собрание или депутатский корпус не будет обладать полными легитимными полномочиями. То есть они смогут принимать постановления, какие-то нормативные акты, но не законы на уровне автономии. Соответственно, мы понимаем, что их полномочия будут усечены. То есть они не будут обладать полной легитимностью, хотя многие из них говорят о том, что они выполняют обязанности до избрания Народного собрания нового состава, но они не могут принимать законы. И здесь у меня возникает в связи с этим следующий вопрос. Весь политический институциональный кризис, который сейчас развивается в автономии, и вокруг выборов Народного собрания, вокруг полномочий и обязанностей Башкана, не является ли каким-то намеренным сценарием, потому что если мы будем ожидать окончательного решения апелляционной палаты по делу Гуцул, мы можем в аккурат перейти и остаться после 12 ноября. Конечно. И тогда возникнет очень много вопросов, в том числе и полномочий так называемого исполняющего обязанности господина Узна, потому что все же я считаю, что Народное собрание должно было принять какой-то акт и наделив его полномочиями, несмотря на то, что занимаемая им должность, согласно уложению, является первой строчки, кто исполняет обязанности. В случае невозможности выполнения обязанностей со стороны избранного Башканом. Как вы думаете, есть ли в этом какой-то продуманный сценарий кризиса Гагаузии, и чем он может завершиться? Ну, конечно, давайте исходим из того, что кому это выгодно. Это выгодно тем, кто профинансировал, значит, ту ситуацию, в которой мы сегодня находимся. И сегодня, когда я разговариваю с некоторыми депутатами Народного собрания или с некоторыми лицами, которые являются, входят члены исполнительного органа Гагаузии, никто из них не видит своих, как говорят, промахов. Никто не говорит о том, что да, наша вина тоже есть в том, что, значит, у нас не получается диалог с Молдовой. Все они говорят по поводу того, что Молдова не хочет с нами общаться, поэтому так получилось. Исходя из этого, хочу вам сказать следующее. На сегодняшний день есть лица, которые заинтересованы в том, чтобы накалять обстановку в Гагаузии, и они ее делают всеми возможными средствами. И одно из средств, которое они делают, это то, что вот затянули процедуру выборов в Народное собрание, назначение выборов. Сделали все для того, чтобы получилась такая ситуация, чтобы, значит, невозможно было соблюсти, значит, процесс выборов. Затянули ситуацию с тем, чтобы, значит, поставить вопрос о том, что из-за того, что Башкан не может выполнять свои обязанности, значит, надо назначать выборы Башкана. И теперь делают все для того, чтобы затягивать ситуацию с выборами нового Башкана. Из этого всего, знаете, как говорят, торчат уши господина Шора и тех, которые за ним. Иван Алексеевич, вот, например, в какой-то европейской стране после решения даже первой инстанции судебной, я имею в виду Евгению Гуцул, потому что последние недели мы видим, что ее не просто пытаются героизировать, да, но наверняка вы тоже видели в ряде социальных сетей мемы о том, что Евгения Гуцул, гагаузская Жанна д'Арк, в общем, мы понимаем, откуда растут уши, условно говоря. Но в любом случае, как бы есть попытки ее героизировать, но в любой нормальной стране после решения даже первой инстанции чиновник такого уровня объявил бы о собственной отставке, да? Потому что она вот уже находится 5-6 месяцев, уже не может выполнять обязанности, а по сути заложником остается жители Гагаузии, потому что с каждым днем ухудшается социально-экономическое положение. Конечно. Многие вещи, в общем-то,
должен принимать на себя глава региона, то есть и некому представлять регион. И по сути она не подает в отставку. Депутаты руководствуются политическими принципами, а не правовыми и не законом. Исполнительный комитет, часть из них является исполняющими обязанности. Председатель, исполняющим обязанности главы автономии является первый зам. И мы видим, что по сути в Гагаузии нет власти. И Гуцул, которая заявляет о том, что она защитница Гагаузии и пострадала за Гагаузию, так не лучше ли было объявить о своей отставке и идти разбираться в суде? Если ты окажешься прав и правоохранительные органы, как вы говорите и заявляете о том, что это политическая подоплека была, смогла бы участвовать в следующих выборах, если бы ее суды оправдали. Но мы этого шага не видим и с ее стороны не видим назначения даты выборов Народное собрание как депутатов, так и главы автономии. Чем, на ваш взгляд, это может завершиться в принципе? Я, честно говоря, надеюсь на то, что центральная власть Республики Молдова все-таки вспомнит о том, что она является властью, и она отвечает перед всем народом Республики Молдова за соблюдение и единообразное исполнение законов на всей территории Республики Молдова и применит установленные в Республике Молдова законодательные акты, а также применит те механизмы, которые разработаны международными нормами для того, чтобы, значит, в конце-то концов в этом регионе установить власть закона, а не закон власти, который сейчас есть. По сути дела, нам сегодня демонстрирует наше руководство Гагаузии о том, что закон на этой территории не имеет никакой силы. Они действуют только из политической целесообразности. А политическая целесообразность, к сожалению, часто идет против законов. Так что же у нас? Вообще какая-то там разбойная территория, где каждый как ему выгодно, так и действует. Не должно быть иное. Я полагаю, что чем раньше Молдова начнет применять установленные меры, тем будет лучше. В последнее время чаще звучат голоса о внешнем управлении Грузии. Я так понимаю, речь идет о том, чтобы центральные органы республики назначили кого-то, кто будет временно исполнять обязанности Башкана до выборов. И об этом же и говорит глава бюро госканцелярии в Гагаузии Сергей Чернев на телеканале Молдова-1. Давайте послушаем. И тут в Гагаузии единственный выход — назначить временное управление. Временное управление человек должен быть оттуда, с Гагаузии. Понимаете, который знает этот регион, который в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами. Почему? Потому что он один это не вытащит. Пока не сломается вот эта сетка Шора, у нас другого выхода у центральных властей нету по Гагаузии. Гагаузия не будет договороспособной. Да, Гагаузия сегодня это тлеющий фитиль замедленного действия, который выжидает, как только придет вот сюда фронт поблизости, она должна дестабилизировать, взорвать ситуацию в стране. Я бы избегал таких чрезвычайных мер. Мы и так на таком режиме чрезвычайности живем уже много лет. Выборы у нас постоянно с применением чрезвычайных мер проходят. Поэтому желательно, чтобы легитимность демократическая власти в Гагаузии восстановилась через естественные электоральные процессы. И выборы Башкана, и выборы Народного собрания. И пусть гагаузы сами очищают свои органы власти. Если в этом будет вот таким образом, чрезвычайным образом участвовать Кишинев, я 100% даю гарантии того, что Кишинев получит в свой адрес столько упреков и обвинений, что сам рад не будет. Кишинев должен помогать Гагаузии, но вводить чрезвычайное положение не знаю. Я
Просто у меня нет ответа. Я должен посмотреть, есть ли такие прецеденты и вообще что это предусматривает. Вот эти вот чрезвычайные меры. Вы смотрите «Лав о главном». Это было мнение Сергея Чернева, главы территориального бюро государственной канцелярии в Гагаузии, о том, что возможности ведения внешнего управления, и было мнение политолога Алексея Тулбери. И я, пожалуй, больше склоняюсь к тому, что говорил Алексей, по той причине, объясню как бы вам свою позицию, потому что в уложении автономии не предусмотрена такая процедура, и в то же время мы знаем, что республиканское законодательство, кроме закона об особом статусе автономии, там таких положений нет, и такой возможности тоже. И в избирательном кодексе, кроме как того, что окружной избирательный совет Гагаузии включен в структуру центральных избирательных органов, тоже нет положения о том, что Центральная избирательная комиссия Молдовы могла бы организовывать здесь выборы в Гагаузии. И здесь вопрос внешнего управления остается не просто открытым, а достаточно сомнительным, потому что предположить, что парламент может принять решение, чтобы объявить чрезвычайную ситуацию на территории Гагаузии, не знаю, какие должны быть причины, и является ли то, что там Гуцул не может исполнять обязанности, причиной для объявления чрезвычайного положения. Но в любом случае это достаточно интересная тема для дискуссий, и мне бы хотелось узнать ваше мнение, потому что несмотря на то, что окружной избирательный совет Гагаузии, то есть это аналог Центральной избирательной комиссии, и в общем-то так и имелось в виду, что Центральная избирательная комиссия Гагаузии является окружным избирательным советом, который включен в избирательный кодекс. Если этого органа нет, то ни выборы в Народное собрание, ни выборы Башкана в Гагаузии технически некому организовать. То есть, на ваш взгляд, каково вообще должно быть правовое обоснование внешнего управления и какова должна быть ответственность за то, что Народное собрание не принимает решений, и мы находимся в той ситуации, в которой находимся? Вы знаете, Потому что, извините, если одни хотят резко действовать, то Народное собрание вообще бездействует. конечно. Вы знаете, не помню, кто сказал, было такое высказывание: добиться власти – это не самая трудная задача какой-либо партии или какой-либо организованной группы лиц, а вот удержать власть и добиться, находясь у власти, любви народа и благодарность народа за то, что ты делаешь, это в разы тяжелее. И это мы, к сожалению, видим и в Гагаузии. Нам Гагаузская республика далась не так уж и легко. Может быть, кому-то кажется, что она нам далась легко, но она нам далась нелегко. И тут была и кровь, и были и преследования, все было. Но, слава Богу, нам в этом деле очень сильно помогла Турецкая республика. И, слава Богу, молдавский народ оказался достаточно мудрым народом. И вместе гагаузский народ и молдавский народ пришли к соглашению путем того, что обе стороны пошли на некоторые уступки о том, чтобы создавать не самостоятельную Гагаузскую республику, как того хотели лидеры Гагаузии и народ, собственно говоря, а создать автономное образование внутри Республики Молдова. Но после того, как мы добились автономии, к власти с каждым годом приходили в большей части всевозможные проходимцы, политиканы и аферисты, которые с каждым годом ухудшали положение нашей автономии. И они действовали не в интересах, большинство из них, не в интересах жителей Гагаузии, а против их интересов, в результате чего мы с каждым годом теряли свои, скажем так, полномочия,
жители Гагаузии начали уезжать из Гагаузии, потому что становилось все хуже и хуже. И я хочу сказать следующее. Не зря же говорится о том, что, значит, управлять нужно имея две вещи. Кнут и пряник. Если будет только один лишь пряник, ничего хорошего, значит, можно довести, как говорят, этот организм до сахарного диабета. Если же иметь только один кнут, то в данном случае это будет сплошной террор, сплошные нарушения прав человека. Все должно быть дозировано. В данном случае и вот то, что говорил господин Чернев относительно внешнего управления. Может быть, это внешнее управление тоже необходимо, и оно может оказаться меньшим злом, чем то зло, которое мы сегодня имеем у нас здесь в Гагаузии. Может быть, Республика Молдова должна принять какие-то нормативные акты, в котором четко будет определено по поводу того, что в случае, если, значит, срок исполнения обязанностей Народного собрания, исполнения обязанностей Башкана подошли к концу, а эти лица не проводят установленные действия, не проводят перевыборы, а значит, они находятся у власти больше положенного срока, чем тот срок, на который их избрали, значит, в данном случае имеются элементы узурпации власти. А для того, чтобы этого не было, принимаются данные действия, данные нормативные акты, которые дают возможность на этот период назначить временное управление, а это временное управление назначается ровно на тот период для того, чтобы назначить и провести, значит, выборы в Народное собрание или выборы в Башкана. То есть, если гагаузы не могут убрать тех негодяев, которые дорвались до власти и не хотят по добру, по здорову уходить, значит, да, действительно нужно вводить внешнее управление, а этих негодяев сажать в тюрьму. И тогда следующим будет неповадно. А вот сейчас у нас что? Одни пряники, а где же кнут? А кнут необходим. Иван Алексеевич, ситуация, я бы сказал, мы можем даже, конечно, посмеяться над тем, что происходит и произошло. Но факт остается фактом, потому что в Гагаузии нет власти. По сути, законной власти. Пока еще Народное собрание находится в легитимном поле, она может принимать законы, но с точки зрения исполкома мы имеем полное подвешенное состояние. Конечно. В общем-то, потому что сегодня даже непонятно, кто расходует публичные средства и кто подписывает документы для того, чтобы перечислялись те или иные трансферты в подведомственные учреждения. И какой наиболее вероятный сценарий вот в этих условиях, по вашему мнению, для дальнейшей Гагаузии? Я, честно говоря, вижу только один сценарий. Сами жители Гагаузии не смогут решить данную проблему, потому что те негодяи, которые сегодня дорвались до власти в Гагаузии, добровольно не уйдут, они будут это оттягивать до тех пор, пока у них не сложится обстановка, чтобы продлить свои полномочия, назначить на должность Башкана подобную Гуцул и самим же также переизбраться. Они будут делать все, что возможно. Поэтому единственное, все должно проходить под контролем центральной власти Республики Молдова. Я, например, не боюсь того, что Республика Молдова здесь установит жесткие порядки, которые не допустят в дальнейшем злоупотребления властью некоторыми случайными людьми во власти Гагаузии. Иван Алексеевич, вот завершая сегодняшнее наше интервью, о том, первая часть моего вопроса будет о том, какой вы видите дальнейшее развитие Гагаузии, и второй вопрос, где Ирина Влах, потому что мы ее давно не видим. Я понимаю, что вопрос не ваш адрес, но как минимум, может быть, у вас есть какие-то предположения, потому что мы же помним ее до того, как сняли с выборов, насколько она была активна, и рэп пела, и плакаты вешала, а теперь как бы куда-то это все пропало, и весь
посыл пропал и все месседжи, которые они предлагали избирателям. Ну, Ирина Влах, как и большинство наших политических деятелей Республики Молдова, они все купленные, проданные, перепроданные, перекупленные. Поэтому все они действуют, исходя из того, что им говорят их кураторы. Вот и Ирине говорят о том, что делать нужно вот так, она так и делает. Говорят, так не делать, она так и не делает. К сожалению, такова проза политической жизни в нашей Республике Молдова и в Гагаузии. Я благодарю вас за то, что вы, как обычно, по понедельникам находите время, приходите, чтобы мы смогли проанализировать те основные события, которые были на ушедшей неделе. И все-таки, как бы, вот обращаюсь опять к нашей аудитории, чтобы они более активно вовлекались в комментарии программе наших с вами мыслей и анализа этой ситуации. И, в общем-то, в том числе и писали о тех темах, которые они хотели бы, чтобы мы могли проанализировать сегодня в студии, для того, чтобы больше вовлекались, в том числе и становились участниками создания контента и этих программ, чтобы Да, мы не конечно. с вами только вдвоем сидели и, ну, скажем, в кавычках, умничали в эфире перед аудиторией, но и сама аудитория, чтобы вовлекалась в создание этого контента. Напомню, что сегодня мы говорили о том, в каком положении оказалась Гагаузия, что ждать от апелляционного рассмотрения приговора Евгении Гуцул, которая находится сейчас в апелляционной палате «Центр», и когда могут быть пройти выборы, и какой может быть выход, и является ли выходом внешнее управление, которое может быть назначено центральными властями. Поэтому напомню вам, не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях. Это была программа «Лав о главном». Встретимся в следующий понедельник. И сегодня с нами был, как всегда, Иван Терзи. Здесь, в Кирсово, на одной улице можно услышать сразу два языка – гагаузский и болгарский. Для местных это не барьер, а повседневное богатство. Перед вами два платья. Это платье тети Лены гагаузка, а это платье моей мамы болгарка, чисто болгарка. Вот эти два цвета, вот обратите внимание, здесь графировка. Вот эти платья назывались графировка. Вот она чуть-чуть в крупном размере. А вот это тоже графировка, но она в более мелком размере. Формат такой оригинальный, но этим платьем это, считайте, 50-е, 48-е года. Здесь вы видите предметы и от болгар, и гагауз. Вот если посмотреть, первый гвоздь. У нас был дядя Марин, который самым бондарем он работал. Вот он, первый гвоздь его, они делали, это самодельные гвозди, когда первые дома их строили. Самое главное, что гагауз у нас, Дмитрий, вот у него, он тоже был бондарем, этого человека, он себе сделал это предмет, оно работало на все село. В этой комнате стоял вот такой крупный столик, на котором помещалась вся семья. И даже когда приходили гости, могли поместиться 10-12 человек. Сидели, кто на земле сидел, кто на стульчиках сидел. Женщины обычно стелили кожух на землю и сидели на земле. Мужчины сидели на стуле.
На суфру ставилась, как обычно, традиционная еда, которая готовилась на плите. Вот здесь есть плита. Но кроме этого в каждом доме был еще куптер, кухня. И в этом куптере, вот в таких чугунках, это моей бабушки чугунок. И вот с этим хватом доставали еду, готовили. Очень вкусная была еда, вот таких чугунок. Грели воду и приносили сюда, и за этим столом сидели. Всегда в каждом доме, где этот столик был, суфра называем, был еще долап, вот такой шкафчик маленький, в котором хранился хлебушек, посуда. Мой отец – первый учитель гагаузского языка в селе Кирсово. Мама – первый агроном колхоза «Маяк». Они построили этот дом в 1959 году. Здесь я сделала потом свои первые шаги. Здесь мы выросли 4 детей. Дом – это как память не только о моих родителях, это память о всех моих родственниках, это память о всех жителях села, как гагаузов, так и болгаров. Потому что моя бабка была и болгарка, и молдаванка, и украинка, и я гагаузка. Поэтому здесь память, и здесь сколько экспонатов, я не могу разделить. Гагаузские экспонаты, болгарские – это и болгарские, и гагаузские, и молдавские, можно сказать, и украинские экспонаты. И вот эта память мне дает не забывать, а наоборот помнить и продолжать их, потому что они все это делали любовью. Различия между болгарами и гагаузами: мы яркие, у нас красный цвет, а гагаузы у нас синий цвет, более зеленый, более такой. А у нас все время яркий цвет. Здесь вы видите экспонаты, я не могу разделить. Болгарские, гагаузские, все смешано. И здесь у меня девочки, которые присутствуют, поют, помогают, и болгарки, и гагаузские. Живем дружно, понимая друг друга, радости, веселье всегда, когда собираемся вместе, потому что это память, а память – это прекрасно. В Кирсово языки не границы, а мосты. Символ ладони и знак, что богатство культур и языков делают людей ближе. Тихие улицы села не предсказывают бурную жизнь активистки, но именно здесь формируются принципы, которые потом становятся делом всей жизни. Мама! Привет! Привет, доченька! Как дела? Хорошо. На чем приехала? Коллега подвез. Вышло такое на улице холод. Хорошо. Катя где? Катя, она осталась дома, пойдет на репетицию. Ее пригласили, будет ведущей на линейке, посвященной гагаузскому языку. Пойдет туда. Все звонит мне, как одеться. Говорю, одевайся очень хорошо, на улице очень холодно. Что делаешь? И что делаю? Вот дома. Да, все, заходим. Заходи. Расскажу. Позавтракала дома? Как? Нет, мама даже не успела, так рано быстро встала и быстро прибежала. Мама, этот цветок вот туда вот на подоконник поставь, очень красивый, спаливать душу. Большой, очень красивый. У меня цветочек. нет времени. Мама купила вот этот хлеб. Сейчас позавтракаем. Лида была в детстве очень хорошей девочкой, послушной, выполняла работу дома, помогала маме, папе, прошивала в огороде, помогала мне в садике. Была очень активной. Она была боевая, как и
братья. Делала и работу и мужскую, и женскую. Я много времени проводила с мальчиками. Как-то вот вокруг нашими соседями тоже были дети-мальчики. Потом мы играли в войнушки. Была это любимая игра их, но я, конечно же, тоже принимала в этом участие. Я даже ученикам сейчас говорю, в детстве я играла в футбол. Будучи в университете, я играла в профессиональной команде в волейбол. Сейчас уже, конечно, ни на то, ни на это не хватает времени. Но активный вид деятельности помог мне в дальнейшем в жизни. И сейчас я могу и по дому многие вещи сделать сама. Одинаково воспитывались как мальчики, так и девочки. Не было, что она девочка или мальчик. Все вместе работали, делали общую работу. Были времена, мама ездила, была на заработке в Турции, мы с братом готовили, закатки делали, все убирали, то есть работали. Мы были приучены работать. Мама всегда говорила, а родители не должны говорить детям «делайте», а родители говорить должны «давайте вместе». Ну и у нас было это в семье, такая вот традиция, мы все вместе что-то делали. Мы провели счастливое детство, несмотря на то, что мы тогда много времени уделяли работе, труду, по хозяйству, в огороде, по дому. То есть это было... Такие были установлены правила, и мы их придерживались. Лида, я принесла чай, ты наливай, пока пойду за плацентой. Хорошо. Я уже поставила, мам, вилки здесь. Садись. Садись. Резать или ты ее порезал? Режь. Лопатка нужна? Ты была на работе? Мама была на работе, уроки провели, то мероприятие с ГГУ сделали, все это там писала, заполняла, что-то там делали. Куча таблиц, приказов писали. Работа есть только. У папы взяла что? То, что боевая, ничего не боится, лидер везде и во всем. А у тебя что, наверное, у тебя тоже лидер? И у меня, может, тоже лидер, потому что у нас с мужем не было такой. Если мы идем куда-то, он говорит, туда идем, все, идем. Не было, что я не пойду, я не хочу. Все, вместе туда. Прошу им вместе в огороде, на участке. Едем к нему в село, едем в Кишинев, куда надо. Мама китайская? Наша умная очень вкусно готовит. Вот такое именно? Имя такое. Я детский сад и среднюю школу я окончила в селе Кангащик, в своем родном селе. После окончания 9 класса средней школы я поступила в лицейское звено, в теоретический лицей имени Гаврила Гайдаржи в муниципе Камрад. Там я проучилась еще 3 года. А после завершения лицея я решила поступить в Кишиневский государственный университет. И там я обучалась, тогда думала, какую же профессию выбрать, и решила, остановилась на специальности социальный ассистент. Тогда это, конечно, было что-то новенькое. Я сама даже не знала, что это и как, что это за специальность. Но вот поступила именно на эту специальность. Так посчастливилось мне, что я училась в румынской группе. Это был такой вот новый опыт. Учителя нас очень уважали, всегда приводили нас в пример, говорили, вот, смотрите, они знают хорошо русский, но и насколько хорошо румынский. У нас были там, конечно, очень сложные предметы, философия, право, семейное право, трудовое право. Вернувшись в родное село, в родной регион, в Гагаузию, я, конечно же, не смогла найти работу именно по специальности. В то время это была, в принципе, новая специальность, и эту должность при Марии занимали не специалисты, а это в основном были учителя. Моя мама всю жизнь работала в детском саду. Конечно, у нее были знакомые в детском саду, и она предложила мне прийти работать в детском саду села. Тогда была такой вот интересный факт. Была вакантная должность директора. Ну, я говорю, ну и почему бы и нет? Я, помню, обратилась в управление образования Гагаузии и говорю, вот я хотела бы поработать или поступить в эту должность директора этого детского сада в селе Кангащик.
Там, конечно, удивились: ой, вы такая сразу после университета и сразу директором, что-то новенькое такое, редко мы такое встречаем, таких вот, скажем, решительных. Ну, они мне предложили вначале поработать и воспитателем простым, и, то есть, скажем, вырастите вот это, дорастите до должности директора. Ну, я, естественно, согласилась, но места свободного не было. Но потом предложили мне пойти на работу, трудоустроиться, да, в детский сад муниципе Камрад, детский сад номер 9. И я, так как знала румынский язык, они мне предложили быть преподавателем румынского языка. Я с удовольствием согласилась. Тогда у меня уже была дочка, ей было 9 месяцев. Ее смотрели мои родители, помогали мне смотреть, папа, когда мама, когда какие-то родственники. Иногда дочку с собой забирала, были такие вот сложные моменты. Но все преодолели мы вместе с поддержкой моей семьи, моей дочки. Маленькая она была послушным ребенком. Также мне предложили еще работать преподавателем румынского языка в лицее Гайдаржи, в том лицее, который я успешно закончила. Было время, когда я работала вот на двух, совмещала. То есть основная моя работа была в 9-м детском саду и совмещала несколько часов у меня было в лицее Гайдаржи. Там я преподавала в начальных классах румынский язык. На протяжении вообще педагогической деятельности. В 2015 году я приняла участие в конкурсе «Учитель года», «Воспитатель года». Я выиграла первое место после бессонных ночей, потому что необходимо было готовиться к следующему этапу, который проходил в Кишиневе. Я рано утром, мы поехали в дождливую, очень ветреную погоду. Мне необходимо было присутствовать на этапе этого конкурса в Кишиневе. Я провела открытое занятие в абсолютно чужой группе, в чужом детском саду в Кишиневе. Занятие по румынскому языку. Я получила тему этого занятия за день. И необходимо было вот за ночь подготовиться к этому занятию, провести занятие, а потом еще один этап был нужно. Необходимо было представить домашнее задание во имя будущего, то есть что из своей деятельности, такое вот свое видение об этом. Ну, я, конечно, это тоже прошла. Я вошла в 6 лучших в этой области среди конкурсантов. Ну, и так вот, скажем, тоже одна из важных страниц в моей жизни, в моей карьере, в педагогической деятельности. В 2019 году я ушла с детского сада, начала работать в Главном управлении образования Гагаузии, главным специалистом в области дошкольного образования, раннего образования. Я вместе с моей коллегой на протяжении этих лет курируем деятельность, образовательную деятельность в 56 учреждениях раннего образования Гагаузии. Лидия была той, кто шел первой. Кто не боялся задавать вопросы, кто знал, равные права начинаются с равного участия. Будучи педагогом, была всегда заинтересована в реализации различных проектов. Я приняла участие в программе, которую реализовывала организация ЧПД, Центрul Parteneriat pentru Dezvoltare. Я приняла участие в различных обучающих семинарах, тренингах. А потом они предложили написать проект и реализовать его, ну и, конечно, для своего населенного пункта. Это был проект по повышению доступа жителей села к публичным учреждениям населенного пункта. В рамках этого проекта были реализованы обучающие семинары для женщин нашего населенного пункта. И потом был реализован инфраструктурный проект, то есть была проложена в белом варианте участок дороги, который люди использовали после этого для того, чтобы водить своих детей в детский сад, в школу в безопасности. Европейские фонды дали ресурсы, но настоящие перемены рождались здесь, в доверии, в разговорах, в простом «а что, если попробовать?». Конечно, было сложно все реализовывать поэтапно, получить финансовые средства с проекта. Это было $2000 на то время. Но этого было, конечно, мало. Я тогда обратилась в наше местное
местные органы власти, ну, в исполком, тогда управление строительства. И я говорю, вот у меня, вот я просто, здравствуйте, я хотела поговорить, и вот у меня вот такой вот проект, вот у меня столько-то денег уже есть, скажем, они нам выделяют эту сумму, но, конечно же, нужно еще. Но они мне тогда сказали, вы что, такая сумма, это всего лишь только заштопать какие-то ямки. Ну, конечно, я такая расстроилась, говорю, боже, на самом деле, что можно реализовать? Но я не остановилась на этом. Они нам выделили для этого проекта, но не деньги. Конечно, было бы легче получить деньги, перечислить их в организацию, которая нам бы поставили бы щебень. Но было не так, было намного сложнее. Они нам сказали, мы вам можем выделить только из наших... то есть это было дизтопливо. Ой, я думаю, что же делать тогда? Тогда я даже потом думала, боже, я уже стала королевой бензоколонки. То есть мне нужно было пройти этот путь. Нужно было это дистопливо как-то получить, куда-то его реализовать, получить денежные средства, чтобы потом купить щебень. Этот путь я тоже с таким, конечно, трудом, то есть препятствиями, я даже не знала. То есть говорят, если вы берете в это время это дистопливо, оно столько-то весит, оно в том-то, в этом. То есть это все пришлось изучить. Вот этот процесс такой вот, скажем, с препятствиями, с преградами тоже был реализован. После того, как я приняла участие в проекте, реализованном Центру партнеров pentru dezvoltare. Потом они объявили другой проект через 2 года, в 2016 году. Тогда мама реализовала она проект, она его написала, а я была ее ментором. У них было такое условие, участница должна была найти ментора. Я была ментором. В рамках этого проекта была оборудована группа для детей старшего возраста, и также были приобретены игрушки Мария Монтессори, деревянные качественные игрушки. Это был такой очень необычный проект. Там было много участниц, но одна единственная только реализовала такой проект. Директора проекта, они даже были удивлены, и было даже сложно в то время где-то приобрести такие вот игрушки. То есть долго находились в поисках, чтобы приобрести эти качественные игрушки. Также родители тоже внесли свой вклад. На их денежные средства был приобретен большой, огромный ковер для этой вот группы. И сейчас также дети могут пользоваться, играть этими необычными игрушками, которые у нас в Гагаузии, по крайней мере, нет ни в одном детском саду такие игрушки. Также для своего населенного пункта, в котором я родилась, прожила, в котором живут мои родители и в целом уважаемые жители нашего села, был реализован проект. Я написала проект на румынском языке, и по завершению этого проекта была приобретена музыкальная аппаратура для Дома культуры. И сейчас, в настоящее время, работники Дома культуры активно используют эту аппаратуру, и наши праздники проходят веселее, интереснее. И в рамках проекта были организованы также 2 фестиваля, которые были запланированы и организованы. И сейчас о нашем селе знают больше. И в наше село могут приезжать и другие представители населенных пунктов для того, чтобы принять участие в прекрасных праздниках. Как говорится, место женщины не только на кухне. Это я еще в университетские годы услышала, наш педагог говорила, что если бы все время ее повторяю, надеюсь, она, скажем, разбудит желание женщины быть активнее, реализовываться, действовать. Если бы Бог на самом деле создал бы, либо определил бы место женщины только на кухне, Он дал бы ей металлические руки. А так как у нас и у женщин, и у мужчин одинаковые руки, поэтому мы должны быть равны. Женщины могут занимать высокие должности, посты и получать одинаковую заработную плату, если они делают ту же самую работу, как и мужчины. Естественно, много раз мужчины, к сожалению, порой женщины того же мнения. То есть они говорят, зачем тебе надо? Это ж так сложно, все-таки примаром должны быть мужчины.
директорами тех или иных организаций все-таки должны быть мужчины. Почему женщина должна? Для женщин это сложно, ты не справишься. Такие стереотипы есть, и их произносят не только мужчины, к сожалению. Но я считаю, что женщина тоже имеет право и должна действовать, чтобы быть наравне с мужчиной. Должна найти свое место и должна быть там, где она хочет. Не там, где кто-то продумал, кто-то думает, либо не там, где об этом говорят стереотипы. Женщина-лидер — это та, которая может за собой потянуть и другую группу, либо смотивировать и других женщин, продемонстрировать, что это возможно, что необходимо только иметь желание. В 2015 году я баллотировалась в примары нашего села. Это после того, как я реализовала этот проект. В примары населенного пункта я, конечно, тогда не прошла. А потом в 2019 я баллотировалась только в советнице. Я вот была избрана в советнице. В 2023 году я баллотировалась и в примары, и в советнице. В примары я не прошла, только в советнице. На протяжении моего участия в предвыборных кампаниях, естественно, тоже сталкивалась с такой ситуацией. Во-первых, недоверие людей в женщинам. Я ходила сама, говорила с людьми лично, с жителями, с различными, с людьми. Они, конечно, тоже: ой, женщина, но тебе надо, это ж так сложно, это там должен мужчина. Это вот еще, к сожалению, в селах что есть? Когда мужчина примар, он там с любыми, и там за стаканом вина что-то решит, что-то там обсудит. Конечно, ой, женщина же такие вещи не сделает. Женщина не будет там в любой компании обсуждать там вечером после работы и так далее. Хотя я считаю, что это неправильно так думать. Женщина тоже имеет право и может быть успешным лидером населенного пункта, то есть успешным примаром или советницей. Я рада, что у нас намного больше советниц. В этом мандате у нас их 6, в предыдущем было меньше. С каждым годом все больше женщин-советниц в нашем населенном пункте. Это отрадно. Женщины тоже понимают, что почему бы и нет, мы тоже можем внести свой вклад, будучи советницей, в развитие нашего населенного пункта, в создании лучших условий для жителей нашего села. Я думаю, что это правильно. Пускай будет их больше, пускай и председатели. В предыдущем совете я была и председателем на многих заседаниях. Примаром не суждено было быть. Может быть, я еще попытаю свои силы, не знаю. Конечно, сейчас это сложнее. Много было, может быть, я проиграла, потому что были свои стереотипы, у людей были другие видения, у жителей нашего населенного пункта. Но я ни о чем не сожалею. Я и сейчас, даже если я в принципе, когда я реализовывала проекты, я не была советницей, не была примаром, я была просто жителем населенного пункта, и почему бы нет, если у меня была такая возможность реализовать этот проект. И сейчас я не примар, я советница, но я продолжаю, если есть какие-то возможности, помогать жителям нашего населенного пункта. Я еще являюсь волонтером в одной организации, они тоже иногда предоставляют продуктовые пакеты, мы раздаем жителям. Либо у нас есть и сейчас, кто обращается, мы можем предоставлять инвалидные коляски. Может, это не самая лучшая помощь, но люди иногда нуждаются и тоже просят, скажем так, и благодарят за и это небольшое содействие, эту помощь. Я горжусь своей дочерью, то, что она достигла своей цели, выучилась, закончила высшее образование, потом пришла, работала, устроилась на работу вовремя и продолжает по сей день свою работу и повысила свой имидж. И я за это очень горжусь. Она продолжает не ради славы, ради будущего, в котором женщина может быть кем захочет и быть услышанной. Самое главное – это говорить. Остальное – вопрос времени.
На минувшей неделе Конституционный суд Молдовы утвердил результаты парламентских выборов, состоявшихся 28 сентября. Действующий премьер-министр Дарин Ричан объявил о намерении покинуть пост, а правящая партия «Действие и солидарность» после формирования нового парламента выдвинет на должность главы правительства Александру Мунтяну. Об этих и других значимых событиях недели далее. 16 октября Конституционный суд официально подтвердил итоги выборов. Результаты парламентских выборов 28 сентября 2025 года подтверждены. Мандаты избранных депутатов признаны действительными, заявила председатель КС Домника Маноли. Таким образом, состав парламента 13-го созыва выглядит так. Партия «Действие и солидарность» ПДС – 55 мандатов, Патриотический блок – 26, блок «Альтернатива» – 8, Наша партия и партия «Демократия дома» по 6 депутатов каждая. Новоизбранный парламент должен собраться на учредительное заседание по созыву президента не позднее, чем через 30 дней после выборов. 13 октября премьер-министр Дарин Ричан официально объявил о своем уходе. В своем обращении он поблагодарил Майю Санду, депутатов и членов правящей партии за совместную работу, отметив, что ключевые достижения правительства стали возможны благодаря координации и профессионализму сотрудников госструктур, а также поддержке граждан. «Я не буду участвовать в политической жизни, сложу депутатские полномочия после утверждения нового правительства и продолжу профессиональную деятельность, которую оставил несколько лет назад», заявил Ричан. Лидер ПДС Игорь Гросу подтвердил, что после формирования парламента правящая партия выдвинет Александру Мунтяну на пост главы Кабинета министров. По его словам, Мунтяну – профессионал с впечатляющим опытом в экономической, академической и инвестиционной сферах. «Нам нужны такие люди, чтобы продолжить европейский путь Республики Молдова», подчеркнул Гросу. Александру Мунтяну – экономист, преподаватель, предприниматель. Работал в сфере высшего образования, руководстве Национального банка Молдовы и международных организациях, включая Всемирный банк. Он возглавляет французский альянс в Молдове. В 2006 году был награжден орденом Почетного легиона Франции за вклад в развитие культурного и экономического сотрудничества. На этой неделе в Евросоюзе начала работать система электронной регистрации въезда и выезда ЕЕС. Она распространяется на граждан третьих стран, включая Республику Молдова, которая пересекает внешние границы 29 стран Шенгенской зоны для краткосрочных визитов до 90 дней. При первом въезде путешественникам необходимо пройти регистрацию, сдать биометрические данные, сфотографироваться, предоставить отпечатки пальцев и отсканировать паспорт. Система будет внедряться постепенно в течение полугода и полностью заменит ручное проставление штампов в паспортах с 10 апреля 2026 года. В Молдове пилотный запуск проходит на пункте пропуска Кастешты. Цель нововведения – усилить безопасность и контроль миграционных потоков. Кроме того, на контрольно-пропускном пункте Скулена с 15 октября введен совместный контроль Молдовы и Румынии. Проверки теперь проводятся вместе, чтобы ускорить прохождение границы. Оформление осуществляется один раз в общем пункте. Это 4-й пункт совместного контроля. Аналогичные механизмы уже действуют на КПП Люшаны Албица, Джурджулешты Галат и Кантемир Фалчу. Между тем, паспорт гражданина Молдовы поднялся на 48 место в мировом рейтинге, позволяя путешествовать без визы или с визой по прибытии в 121 страну. Это на одну позицию выше, чем годом ранее. За последние 10 лет Молдова демонстрирует стабильный рост. Если в 2013 году страна занимала 68 место, то после введения безвизового режима с ЕС в 2014 году поднялась на 46-е. С тех пор показатель варьируется между 45 и 50 местами. Лидером рейтинга остается Сингапур – 193 страны, далее следуют Южная Корея и Япония. Среди европейских лидеров – Германия, Италия, Испания, Франция и Швейцария.
Служба экстренных вызовов 112 внедряет систему e-call нового поколения, технологию, автоматически оповещающую спасателей о дорожно-транспортных происшествиях, передавая данные о месте и степени тяжести аварии. Проект направлен на модернизацию инфраструктуры службы и повышение скорости реагирования в критических ситуациях. Сейчас система готова на 60% и проходит этап тестирования и интеграции. По данным службы, внедрение e-call позволит привести национальную систему экстренных вызовов в соответствии с европейскими стандартами. 17 октября пограничная полиция сообщила, что в международном аэропорту имени Иуджена Дога в Кишиневе утром был обнаружен багаж, в котором предположительно может находиться взрывчатое вещество. В связи с этим пассажиров и сотрудников эвакуировали из здания аэропорта. Регистрация на рейсы временно была приостановлена. После проверки было установлено, что в подозрительном багаже нет ничего опасного. Такой была минувшая неделя. Здравствуйте, вы смотрите программу «Молдова. Европейский Союз» на информационном портале LoveMD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе того, что происходит в стране и в Гагаузии. Также я прошу, чтобы вы активно комментировали наши программы в Фейсбуке и в различных социальных сетях, в том числе и в Ютубе, а также предлагайте новые темы для дискуссии, в том числе, возможно, если у вас появляются вопросы к нашим гостям, мы тоже будем рады, если вы будете их оставлять в комментариях. Сегодня мы поговорим о том, как Молдова собирается жить после парламентских выборов, потому что уже прошло достаточно времени, уже появились первые новости о том, как может выглядеть новое правительство. У нас опять на зиму глядя возникла ситуация и проблема с Приднестровьем, в том числе снабжением газа Приднестровского региона. И в этой связи в том числе начались активно вестись дискуссии по поводу того, насколько вообще может быть правдоподобным сценарий того, что Молдова может стать членом Европейского Союза в 28 или в 2030 году в связи с ситуацией в Приднестровье. Об этом и другом мы будем говорить сегодня с нашими гостями, политическими аналитиками Алексеем Тулбери и Виктором Чебаном. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Рад вас видеть в Камрате, у нас в студии. Ну, как бы тем для дискуссии вот много к вашему приезду накопилось, как бы, наверное, случайно, не случайно, но точно ни вы, ни мы не были заказчиками тех событий, которые произошли за последние дни. И, конечно, я бы хотел начать все-таки вот начало нашего разговора, прежде чем мы дойдем до возможного правительства, потому что Конституционный суд еще рассматривает результаты выборов. Начать все-таки с Гагаузии, потому что помимо того, что апелляционная палата продолжает рассматривать апелляционную жалобу по делу Евгении Гуцул, в аккурат после парламентских выборов и Игорь Гросу, и Майя Санду на различных информационных площадках, выступая и комментируя результаты выборов, в том числе и высказывались по диалогу с Гагаузией. И в частности, после этого мы получали комментарии и господина Лечу, и ряда других активистов Гагаузии.
Я бы хотел начать с этого, вот в перспективе того, что происходит сейчас в Гагаузии, потому что одно дело намерение центральных властей, другое дело ситуация в Гагаузии, потому что вы знаете, что у нас очень под большим вопросом проведение выборов, как в Народном собрании, так и главы автономии, потому что по главе автономии господин Ленч у нас в студии сказал, что в августе их заявление, что они не признают приговор в отношении Гуцул, было политически мотивацией, и, в общем-то, они не руководствовались уложением о 60 днях и инициировании процедуры, потому что признать факт ее невозможности ей выполнять свои обязанности. Поэтому сейчас Гагаузия находится в достаточно сложном, я бы сказал, институциональном кризисе. И, в общем-то, пока не видно, что где-то на горизонте может произойти смена власти в результате выборов, а Кишинев все-таки говорил об этих политиках, что они не рукопожатны и диалога не будет. И вот в этой связи и в связи с этой ситуацией, как бы вы видели взаимоотношения, которые могут, как минимум в краткосрочной перспективе, потому что долгосрочную нам сложно, да, сегодня прогнозировать. Алексей? Несколько слов буквально. В этих условиях, когда ситуация заходит в тупик, и сейчас в Гагаузии мы видим, эта проблема институциональная, есть взаимная неприязнь между Кишиневым и Камратом, но она персонифицирована, эта неприязнь. Это конкретные люди, Константинов, исполком, там еще какие-то члены Народного собрания и так далее здесь, и представители ПАС в Кишиневе. То есть эти люди не смогли найти нужные слова, так сказать, создать условия для диалога. Поэтому важно, и опять же к этой общенациональной теме перехожу, важно формирование как можно более скорейшее нового правительства и появление там новых людей, которые придут с какими-то решениями. Конечно, надо решать вопрос и ЦИКа в Гагаузии, организации выборов Народного собрания, и разобраться с тем, что связано с Башканатом и так далее. Поэтому я вижу разрешение вот накопившихся проблем после формирования нового правительства. Если там в этом новом правительстве в Кишиневе появятся мудрые люди, которые понимают, насколько важно этот диалог восстановить и потихонечку одно за другим разгребать вот эти дела, которые накопились за, как минимум с 23 года, вот за 2 с чем-то года накопилось очень много проблем, которые надо решать. Почему говорю 23 год? Потому что после выборов Башкана там обострение произошло. Прекратила работу вот эта платформа межпарламентская и так далее, что было важным механизмом. Все-таки люди собирались, что-то обсуждали. На уровне исполнительной власти там сложнее. Вот. Поэтому я считаю очень хорошо, например, что президент специально отметила, что вот в Гагаузии мы, потеряли в каком-то смысле, и надо возобновлять диалог, все начинаем с нуля. Я не согласен, что с нуля, но надо начинать восстанавливать механизмы диалога и взаимодействия. Вот, в общем. Виктор, вот продолжая эту тему, потому что президент высказал еще такую мысль, что центральная власть продолжит работать с простыми жителями Гагаузии, но в то же время рассчитывает на то, что жители Гагаузии тоже примут какое-то участие для того, чтобы сменить политический класс в регионе, но в то же время возвращаясь к проблеме назначения выборов, потому что наши местные эксперты высказывают даже мысль, что если продлится такой кризис и Народное собрание не начнет назначать дату выборов, то здесь как бы не обойдется без вмешательства центра в процесс как минимум формирования окружного избирательного совета и дальше организации выборов. На ваш взгляд, как может сегодня население, если не назначены выборы, повлиять на то, чтобы начать сменять политический класс? Совершенно очевидно, что население не может в отсутствии вот этого механизма выборного, в котором, собственно, граждане участвуют. И здесь я бы, наверное, подобрал такой термин, продолжая то, что говорил Алексей. Здесь необходима перезагрузка. Вот мы сейчас в таком состоянии, когда надо все это отложить. Да, мы можем
сейчас долго анализировать, почему, по какой причине прекратился диалог, кто виноват там, и так далее. Но это уже дело прошлого. Я считаю, что вот надо прямо с чистого листа просто подходить. И вот эти сигналы, о которых вы говорили, о том, что и, собственно, Игорь Гросу, и Майя Санду вот эти сигналы послали Гагаузии, это означает, на мой взгляд, что политический сигнал из центра, так сказать, уже поступил. Но вот этот политический сигнал должен трансформироваться в какой-то операциональный алгоритм. А здесь уже то, о чем говорил Алексей, это возможно сразу после формирования нового правительства, когда вот будут ответственные люди, назначены на соответствующие должности, и этот диалог можно будет возобновить. Это не означает, что ПАС на уровне парламентской фракции, на уровне того, что уже есть, не может ранее инициировать какие-то контакты. Я думаю, что они должны происходить в любом случае. Но в принципе вот алгоритм, он выглядит именно таким образом. Вот парламент собирается, правительство назначается, и после этого начинается вот это движение. Теперь здесь очень интересный вопрос. Хорошо, предположим, в Кишиневе решили, назначили ответственных, началось какое-то движение вот в сторону Гагаузии, а как поступит в ответ то, что называется местной властью в Гагаузии. То, что мы видели до сих пор, это иначе как обструкция, я назвать не могу, но все дело в том, что вот эта обструкция, или, скажем, проще, вот опять вернусь к термину Алексея, неприязнь на каком-то личностном уровне, ну, как в известном фильме, такая личная неприязнь испытывал, кушать не мог. Вот это ни к чему хорошему не приводит. Здесь надо отложить все в сторону и просто констатировать тот факт. С того момента, когда диалог в 23 году был прекращен фактически, когда между Кишиневым и Гагаузией создался такой вакуум отношений, в общем-то, все показатели объективные, экономические, социальные, любые другие, касающиеся бюджета и так далее в Гагаузии, пошли, в общем-то, вниз. И это факт. И надо просто этот факт осознать и понять, что для того, чтобы выйти из той ловушки, в которую сами себя загнали власти Гагаузии, надо выйти из вот этого окружения, которое сами же себя окружили и из него не выходят, и просто пойти навстречу вот тем сигналам, которые будут идти из Кишинева. Мне кажется, вот только в рамках некоего конструктивного подхода возможно вот это решение. А далее уже будет переход с решением вот этих, в том числе и вот таких моментов институциональных, о которых вы говорили, потому что ну, нельзя исключать, если ситуация тупиковая и, ну, мы знаем, когда юридические документы не предусматривают черным по белому выхода вот из такого тупика, то значит надо приходить со стороны и просто явочным порядком разрешать. Да, создавать какой-то орган в виде избирательного совета, как это будет происходить здесь, провести вот эти выборы и уже дальше двигаться. Но в любом случае из тупика надо выходить, и варианты здесь возможны различные. Ну, надо больше творческого подхода.
Здесь и добрых намерений, самое главное. Надо понимать, я только одну реплику, что это институциональные тупики, они преодолеются, хотя бы исходя из того, что совпадают намерения. Надо проводить выборы, это надо и региону, это надо и центру. Но если разрешится институциональный кризис, это не значит, что гагаузы станут более лояльны там, каким-то идеям и каким-то другим. То есть надо понимать, что это только начало для того, чтобы тут появилось такой плюрализм политический, идеологический, чтобы расцвели 100 цветов, используя маоцзедуновскую, извините, значит, лексику. Значит, тут нужна работа, очень конкретная. Та работа, которая здесь не проводилась. Тут надо и организовывать значит, изучение румынского языка, тут нужна работа министров, депутатов, гражданского общества по разъяснению населению, что это означает модернизация страны, почему она связана с интеграцией европейской. Я же говорил не раз, не знаю, извините, я сказал одна реплика, но меня понесло. Но вот на этом закончу, что при опросах, соцопросах здесь в Гагаузии выясняется, что у гагаузов очень много фобий. Они боятся будущего. Значит, и вот тут главное различие между населением здесь и населением за пределами региона. Улучшение жизни или сохранение вот этого уровня жизни гагаузы связывают с сохранением статус-кво, то есть ничего не менять. А ничего не менять — это вот традиционные связи там, с Востоком, Россия, никто сюда не лезет и так далее. Мы особо ничего тут не развиваем. У другой части населения как раз улучшение связано с европейской интеграцией. Они считают, что вот если мы будем двигаться в этом направлении, будут улучшения. Это не непреодолимые противоречия, вообще противоречий нет. Это просто разное восприятие реальности. И это результат того, что Кишинев, значит, действительно как-то очень странно относился к одному из регионов собственной страны. Поэтому, когда Майя говорит, что мы должны восстанавливать диалог, Майя Санду, диалог с Гагаузией, я это воспринимаю как долговременная программа политическая, не просто выйти из институционального тупика. Из тупика выйдут, приедут юристы, сядут, скажут, давайте придумаем формулу, придумают и из этого выйдем. Но как дальше, значит, склеивать все, да. В начале нашей программы вы сказали, что в том числе, как будут развиваться взаимоотношения с Кишиневой и Камрата, будет зависеть от нового состава правительства. Да. Интрига последних дней в том, что номинально объявлен возможный кандидат на должность премьер-министра. Да, будем осторожны в формулировках, потому что Конституционный суд еще не утвердил мандат, и в молдавской реальности все может измениться. Делает нас философами, мы все допускаем. Пока заявлено, не объявлен, да. Да, Александр Мунтян, человек, который не был очень вообще известен в широких кругах, особенно в политических, поэтому это тоже добавило интриги во все эти заявления. И, на мой взгляд, насколько сегодня этот человек готов вот этот период, потому что все-таки мы все понимаем, что для Молдовы это будет не самые легкие 4 года, то есть мандата парламента, потому что они совпадут в том числе и с выборами президента, пока будет парламент, но и в том числе с какими-то решающими шагами на пути к европейской интеграции. То есть мы должны будем и наконец начать или завершить процесс переговоров, и должны будем получить какое-то решение. То есть или мы в скором будущем становимся членами Евросоюза, или наша перспектива отдаляется. Потому что есть и такие примеры. Там Турция, я не знаю, там уже больше 25 лет. Поэтому от этого правительства будет зависеть много. Насколько Мунтян способен будет правительство организовать его работу так, чтобы как минимум достичь поставленных целей и задач. Я коллеге предоставлю слово сначала, потом добавлю. Значит, по той биографии, которая была очень оперативно представлена нам журналистами, расследователями и всеми, кто успел погуглить, с добавлениями постоянными, весьма внушительная
и такая внушительная, да, и хорошая биография, хорошая профессиональная подготовка у кандидата. В общем, все как бы соответствует и некоему профилю такого профессионала-экономиста. С другой стороны, есть некое противоречие, которое вот мы с коллегой постоянно отмечаем, о том, что мы в очередной раз, ну, как бы наступаем на одни и те же грабли. То есть самым естественным в парламентской демократии является назначение лидера правящей партии следующим премьер-министром. И в этом, в принципе, вот все европейские страны, большинство из них именно вот этой логики и следует. У нас было правительство Ричана, где премьер появился как бы тоже из тумана, там, по крайней мере, до 23 года, где-то с 15-го его нигде не было видно. Потом он приходит, говорит о том, что у него мандат обеспечить безопасность в условиях гибридной войны. Ну, с чем он в целом, там, если будем касаться Ричана, скажем, в целом по безопасности он более или менее справился, но все остальные задачи, которые в ведении правительства, а это руководство, в общем-то, всей страной, движением вот, страны в сторону Евросоюза и, в общем-то, всегда за правительством должен стоять вот тот самый мандат избирателей, который на выборах делегируется парламенту, а парламент уже назначает свое собственное правительство. Поэтому я считаю, и мы об этом вот как раз говорили в последнее время, что фигура премьер-министра — это самая тяжелая фигура, пользуясь шахматной терминологией, значит, в парламентской демократии, а Молдова именно такой и является. И здесь должен быть очень тяжелый политик. Вот когда приходит кандидат, который имеет блестящий профиль технократа, но при этом он не политик, он 20 лет не жил на территории Республики Молдова, он находился в Украине, это означает, что некоторых вещей, ну, проще говоря, он не знает нашего минного поля. Да? А молдавская политика — это такое сплошное минное поле. У нас есть прецеденты с приглашением ведущих специалистов. Ну, здесь вспомню хотя бы антикоррупционного прокурора из Соединенных Штатов, который приезжает тоже с блестящим профилем, у которого есть свое видение, который считает, что он... И многие считают, что он профессионал в своем деле, но он попадает в молдавскую реальность. И вот тут начинаются какие-то подводные камни, подводные течения. И оказывается, что молдавская система, в общем-то, сильнее, чем, ну, наверное, любой кандидат, который будет предложен со стороны и готова скушать, да, не поперхнувшись любого. Вот это первый, наверное, и главный вопрос к этому кандидату, который у меня возникает вот на первый взгляд, так сказать, в первом приближении. Есть, конечно, и вопросы, вот опять же, а как сотрудничает новый премьер, скажем, с фракцией ПАС? Потому что это должно быть очень органическое, естественное сотрудничество. Конечно. То есть вот ПАС выиграет выборы, вот фракция, это люди, которые ходили по городам и весям с программой, с обещаниями, да. И говорят, а теперь мы идем воплощать свой мандат во власть. И появляется премьер, который говорит, ну, в общем-то, я думаю, что здесь нет, вот это так не должно быть, вот должно быть как-то по-другому, потому что, ну, не знаю, там, в кругах технократов принято считать, там, что скажут, не-не-не, это не политика, извините.
Вот и политика это немножко другое. Вот эти как раз противоречия, я думаю, создадут интригу в ближайшее время, но я надеюсь, что достаточно скоро, поскольку все-таки время быстро сейчас пройдет. Вот валидация мандатов, далее первое заседание парламента, и вот когда премьер уже начнет представлять, набирать команду, вот потому каким образом это будет происходить, мы поймем уже, удастся ли ему реализовать вот эту некую сверхзадачу, если хотите, или все-таки вот будут вот эти внутренние трения, что в общем-то ни к чему хорошему не приведет. Более того, я вам скажу, если в ПАСе кто-то просчитал, что можно взять технократа на 1,5 года, чтобы, грубо говоря, стабилизировать ситуацию бюджетную, там любую, то для этого не надо было нанимать премьера. Это можно было министра финансов, любого, вице-премьера и так далее. Да. А премьер это тот, вот о котором мы все думаем. Вот 28-й год, вот у нас совсем немного времени, вот у нас 3 года, за которые мы должны столько всего сделать, столько реформ провести. При этом я сейчас не говорю о том, что мы вот уже открываем кластеры и пошли по переговорам. Там команда как раз замечательная, она свое отработает. А вот чтобы... Если она останется в составе нового правительства. Да, тоже вопрос, тоже вопрос, кстати, да. А вот вопрос в том, чтобы, что называется, как барон Мюнхгаузен, это себя буквально за уши надо вытащить, поскольку правительство Речина показало, что у нас устойчивый, стабильный нулевой рост экономики, а с этим мы не можем идти в Евросоюз, да, значит, нам надо за 3 года просто скакнуть куда-то вот. Или показать там. Или показать. Чудо какое-то. Конечно, да? Какое-то молдавское чудо, да. Вот. Алексей, я просто, чтобы... Одна маленькая деталь, потому что я, может быть, что-то упущу, но как минимум за последние, скажем так, несколько мандатов парламентов, но я не помню, что премьер-министр или его кандидатура официально заявлялась до того, как были утверждены мандаты. Тоже. И здесь такая очень интересная деталь, потому что такое, и задаешься вопросом, почему так поспешили, для чего? Может быть, для того, чтобы есть еще какой-то козырь в рукаве? Помните, у нас был политик, который всегда имел какой-то козырь в рукаве. И может быть, сейчас там какое-то расследование выйдет, и нам скажут там после утверждения мандатов, а вот господин Мунтян оказался не тем, кем уже пошли. Но это очень хорошо. Это правило золотое. Вы журналист, вы лучше меня знаете, что как только человек попадает в публичное поле, его надо изучить со всех сторон, потому что это касается всех. Он будет руководить правительством или претендует там, и так далее. Это правильно. Сейчас уже появились какие-то публикации о его там каких-то офшорных делах и так далее. В чем нет криминала, но как бы репутационно там возникают вопросы. Значит, почему они вышли? Я по-другому немножко интерпретирую. Внутри ПАСа идут, и это нормально, как внутри любой партии, любого коллектива какие-то подковерная какая-то борьба, противостояние. Там есть какие-то группировки, они продвигают своих каких-то людей. И об этом даже чуть ли не открыто говорится. Там есть претенденты на пост премьера, кроме Речина. Внутри ПАСа, например, один из этих претендентов это Боля, Владимир Боля, который ныне министр регионального развития. Одно время говорили даже об этой даме, которая возглавляет Министерство экономики, да, и так далее. Говорили о Марчелле Спатари, который считался одним из лучших министров социальной защиты. Он там 1,5 года проработал, но оставил хорошее о себе впечатление. Я думаю, этим можно объяснить, что появление вот такой фигуры извне, оно как бы снимает эти противоречия, накрывает этот, бурлящий котел такой крышкой плотной, и это все заканчивается. Появляется, варяг
Варяг, который призван на правление. Проблема только в том, о чем говорил, прекрасно сказал Виктор, что когда ты идешь в политику, ты идешь в политику для того, чтобы бороться за власть. Значит, ПАС победил в борьбе за власть, но власть будет осуществлять не представитель ПАС, а будет осуществлять какой-то сторонний человек. Ведь он не просто идет, чтобы повысить экономический рост страны. Это один из элементов его деятельности. Он идет осуществлять власть, руководить страной. От имени, от чего имени? От имени ПАСа. ПАС будет говорить, мы хотим тех-то, тех-то министров. Это скажет, ну у вас были свои министры. Я хочу других людей, я по-другому вижу. И вот тут начнутся противоречия. Когда все происходит правильно, значит, люди, избиратели, общество видят лидера. Вот лидер партии победивший, это лидер страны будущий, лидер правительства. Министров тоже видно, потому что, как правило, еще задолго до начала предвыборной кампании или в самой предвыборной кампании намечается некое теневое правительство. Этот у нас специалист по внешней политике, этот по финансам, тот по обороне, этот по здравоохранению и так далее. То есть примерно контуры будущего правительства ясны. Тут вообще ничего не понятно. Когда нас спрашивают, кто из министров останется, а кто уйдет, ну это то же самое, что монету бросить, понимаете, это гаданием заниматься, прогнозировать. Ну можно сказать, что вот эти Кристина Герасимов, которая, в общем, замечаний к ней нету, должна остаться, мы так считаем. Там еще кто-то. Но новый премьер, который не из ПАСа, может считать совершенно по-другому. И это только на этапе формирования команды. А потом надо какие-то политики внедрять в жизнь. У премьера могут быть свои видения. Тем более, что премьер, мы видим, вот этот человек, Мунтяну, он очень подготовленный. И говорят, что он их организатор хороший, управленец неплохой. То есть это не теоретик, не ботан, как говорит молодежь, не очкарик такой, оторванный от жизни. Нет, он вполне приземленный человек, понимающий, какие процессы должны происходить и так далее. И он понимает, куда его приглашают. То есть это не парашютист, упавший с Луны. Ну, Алексей, я могу ошибаться, но разве в публичном пространстве были какие-то комментарии самого господина Мунтяна? Да. Потому что я как-то... По поводу чего? Ну, по поводу вот этого предложения. Может, он как бы... Он сказал, что ему сделали предложение, и он находится в разговорах сейчас. Он не сказал, что я согласился. Кстати, вот по поводу, почему эти вышли. Выскочил Гросу и заявил, надо было получить окончательное согласие Мунтяна, потом уже после утверждения мандата выйти и сказать, подождать, может быть, формальной встречи. По-моему, при Дадоне была история то ли с министром, то ли с премьером, когда предлагали, она была когда-то министром финансов, сейчас я не помню ее фамилию, и она потом выходила и говорила, что ей звонили, но как бы каких-то предложений не делали, хотя уже... Дорожтяну. Да. Не, у нас была чехарда премьерская в 2015 году. Весной был этот Бурич, потом Майя Санду чуть не стала премьером, потом стал Стрелец, после Стрельца это в течение полугода там 3 премьера сменили друг друга, потом Филипп стал. Филипп уже все, он был приемлем для мафии, он до конца там продержался. Да. Нет, тут другое. Значит, надо было дождаться, наверное, и консультации президента с фракцией, потому что это же важно. Это по Конституции положено. Значит, президент консультируется с фракциями, а потом озвучивает имя претендента. Может ли это означать, что внутри ПАС, которая, по сути, выиграла выборы, могут идти очень большие разногласия? Я с этого начал, Виталий. Потому что Ричан как бы заявил о том, что он сложит и мандат депутатский. Может, ему просто не дают то, что он для себя видел? С Ричаном сложно. Вот по Ричану тоже тема, понимаете, потому что если он свел все свое управление к обеспечению безопасности, то это тоже странный подход. Ты все-таки не министр безопасности, а премьер-министр. Да. А в ведении премьер-министра все.
Начиная от внешней политики во всех ее проявлениях, кончая внутренней политикой во всех ее проявлениях, включая экономику, там, экологию, культуру и так далее, здравоохранение. А у нас по экономике 0, по борьбе с коррупцией 0. У нас прорыв только вот в зеленой энергетике. Там действительно, тут надо признать, но это заслуга Парликова, которого Ричан выгнал с работы, понимаете? То есть тут много вопросов. Я думаю, что Ричан хотел бы продолжить. Но были какие-то разговоры внутри партии, у президента, наверное, может быть, и с международными партнерами были какие-то разговоры, что нужен рывок. И при этом потенциале вот и Ричана самого, и его команды этот рывок они не видели. Поэтому нужна новая команда. А вся ситуация, которая складывается вновь вокруг Приднестровья с поставками газа, финансовая ситуация в регионе, опять это аккурат происходит перед началом отопительного зимнего периода, потому что мы не так давно, это вот было буквально осенью прошлого года, ситуация практически в один повторяется. Но сейчас как бы она обретает немного другой контекст, потому что если в прошлом году мы не имели еще как бы так выборов, как таковых парламентских, и сейчас мы уже понимаем, что мандат по внешнеполитическому курсу в принципе население дало на ближайшие 4 года, то теперь вопрос приднестровский уже чуть-чуть, скажем так, звучит немного иначе, да? Потому что банкротство региона и сегодня какая-то нестабильность там, она может быть совершенно по-другому аукнуться на всей ситуации в республике. На ваш взгляд, там ситуация почему так складывается опять? То есть это долгие интересы России, что она не смогла решить свои вопросы во время парламентских выборов и теперь решила за счет Приднестровья или эскалации ситуации там попытаться повлиять на политические процессы в Молдове, или, в общем-то, наконец-то, может быть, решили, что они уже не хотят содержать этот регион? Я думаю, что Россия гораздо раньше еще закрыла этот вопрос. Она решила, что содержать его она не будет. Приднестровье нужно России исключительно как элемент вот в этой игре по дестабилизации в целом Республики Молдова. Это, мы же понимаем, что по отношению, даже вот когда мы обсуждали эти выборы, мы говорили, что Россия будет реализовать различные сценарии. По сути, это индуцирование хаоса вот в Республику Молдова. Это, в общем-то, все. Россия никогда не планировала в последнее время, по крайней мере, военных интервенций или еще чего-то. Она сейчас на это не способна. Приднестровье было списано уже давно, но вот как элемент дестабилизации оно сохраняет свою привлекательность. Что для этого надо? Надо, чтобы там было достаточно плохо. Содержать Россия уже не будет, и это уже давно достаточно происходит, даже с учетом вот этой сомнительной схемы поставок газа, венгерско-дубайско-российские вот эти, которые исключительно там минимум практически поставляют на левый берег для того, чтобы там просто коллапс какой-то гуманитарный не случился. Мы же видим, что нет уже. Вся предыдущая модель строилась на том, что бесплатный газ поступает, промышленность работает, электроэнергию продают на правый берег. Деньги платят молдаване на левый берег, бюджет при этом как-то существует, и все это работает. Вот этой модели уже все, больше нет. Сейчас мы подходим вот к очередному этапу. Первый надо вспомнить, что это был январь все-таки этого года, 25-го, да, когда вот этот газ прекратил поступать в Приднестровье. И появилась замечательная возможность, которую нам предоставил Европейский Союз. Вот 60 миллионов евро, вот схема поставок газа, совершенно прозрачная. И тут у предыдущего уже правительства Ричана была абсолютно уникальная возможность приступить непосредственно к продвижению в деле разрешения приднестровской проблемы. То
То есть вот газ, вот деньги, но вот взамен условия, которые Приднестровье должно выполнять, и только на таких условиях вы будете получать. И вот начинается сближение каким-то образом, пошаговая, там вот такая интеграция происходит. Но тут опять же из тумана откуда-то нарисовалась дубайско-венгерская вот эта вот новая схема. К сожалению, эта возможность была упущена, и вот мы приходим сейчас опять в разгар отопительного сезона, и в нулевую точку мы возвращаемся, мы опять перед той же самой проблемой. Поэтому я считаю, что надо возвращаться в легальное поле финансирования через Евросоюз поставок газа на левый берег, но надо понимать, что при этом у Кишинева должен быть буквально пошаговый уже план. Вот, а что мы делаем в этой связи? Чего мы требуем от Приднестровья, кроме тех робких требований освободить политзаключенных? Оно очень важно, но этого мало. То есть там должен быть целый план, что в ответ должно делать Приднестровье. И вот когда такой план у нас будет, и он будет расписан пошагово, вот мы, я считаю, что, опять же, вот здесь очень важный момент. Я считаю, что оговорки по Фрейду, которые периодически допускают наши, в том числе, руководители, и говорят, что, ну, возможно, мы войдем в 28-м, а вот Приднестровье как-то позже, а может оно как-то там, мы уже подпишем договор, есть и прецедент Кипра и так далее. Это абсолютно контрпродуктивный подход. Мы должны входить вместе с Приднестровьем. И на это очень мало времени. Это опять те же самые 3 года, за которые надо двигаться, ну, как прямо как у Льюиса Кэрролла. Так быстро бежать, чтобы просто стоять на месте надо. Алексей, но вот проблему, которую сейчас обозначил Виктор, если Россия дальше не решит, что должна поддерживать Приднестровье, хотят приднестровцы, не хотят приднестровцы, в любом случае станет очень конкретно вопрос о том, чтобы реинтегрироваться с Республикой Молдова. И здесь возникает много вопросов, потому что реинтеграция — это не значит снять блокпосты и завтра там свободное хождение, потому что это вопрос с правовой системой, законодательной, это плюс правоохранительные органы, потому что возникнет вопрос сразу обеспечения там порядка или конституционного контроля на этой территории. Это судебная система, которая должна быть интегрирована как минимум в общемолдавскую. И здесь возникнут тоже проблемы, которые вряд ли можно будет решить за 3 года. Проблема социального обеспечения и много-много других проблем. Нет, подождите. Правильно вы говорите. Ну вот сказали 3 года, это для меня как триггер. Я вступлю тут в этот момент. Я понял вопрос. Все, вы правильно говорите. И интеграция будет длиться долго, не 3 года. Мы смотрим ГДР с ФРГ, интегрируются вот уже свыше 30 лет и так далее. Но, значит, у нас тоже это будет происходить. И посмотрите, значит, я немножко отойду от вот этого цикла вопросов, которые вы сформулировали. Есть альтернатива, да, прошла в парламент. Значит, альтернатива говорит о том, что без Приднестровья невозможна никакая интеграция. Почему они так говорят? Ну, Виктор повторяет, но по другим соображениям. Я сейчас объясню. Значит, они говорят это, потому что они видят Приднестровье как залог сохранения молдавской независимости. Вот они говорят, что вот евроинтеграция — это, значит, конструктивный путь модернизации и сохранения государственности. Но Приднестровье — это такая территория, такой запас голосов, который никогда не позволит тут случиться чему-либо, референдуму там по отказу от государственности и так далее. И ситуация совершенно наоборот у ПАСа. Они говорят, что мы в 2 шага будем заходить, потому что у них нету никакого видения, никакого плана. И они не видят ценности этой Приднестровья политической. Они наоборот
видят, что там будут голоса, которые будут голосовать против европейской интеграции. Они не хотят этот регион сейчас интегрировать. Исключительно из политического такого интереса. Я, может быть, резок в оценках и так далее. Но вот вы задали целый ряд вопросов, на которые должно ответить правительство. Значит, какая политика малых там, или средних шагов будет применяться в процессе реинтеграции? Сначала, что мы будем делать с армией? Там 6 тысяч человек. Что будем с полицией? Что с судебной системой? Унифицируем судьи, кто там будет судить? Потому что те судьи работали в условиях авторитарного режима, или, скажем так, социалистического правосудия, где революционная целесообразность был главный принцип, или целесообразность красносельского, а не закона. Ну и так далее, и так далее. И вот для этого в новом правительстве должна быть команда, во главе которой должен быть человек, который в этом разбирается. Вы имя нового вице-премьера по реинтеграции можете назвать нам сейчас? У нас сейчас новый, уехал Серебрян в Турцию, сейчас новый вице-премьер. Знаете? Нет. И я не знаю, понимаете. А у нас, вице-премьер по реинтеграции. Но, Алексей, согласитесь, здесь как бы мы можем, конечно, приводить примеры ГДР и какие-то другие примеры подобные. Да. Но вопрос в чем, что если мы начнем вести переговоры по кластеру правосудия и так далее, Приднестровье, которое, это не Гагаузия, да? Там и по населению, и территориально этот регион больше. То есть это получается, что мы никак не сможем соответствовать требованиям, которые предъявляются в этом кластере, потому что большая территория, которая будет не подконтрольна. Так вот по 3 года, да. Нет, так это будет отклонение от этих критериев. Значит, будут учтены какие-то политические моменты, что да, Тирасполь и Кишинев согласились, что должна происходить унификация систем соцобеспечения, правосудия, безопасности, единая валюта, единая таможенная служба, там, охрана границ и так далее. То есть все это, почта. И процесс начат, и у нас это будет как задание, которое мы должны, выполнить внутри Союза, ангажемент. У нас так случилось, когда мы вступили в Совет Европы. 19 обязательств, которые мы до сих пор выполняем. Может, уже выполнили, я не слежу за этим, но уже 30 лет вот в этом году, я связан с Советом Европы, знаю эту тему, 30 лет с момента вступления мы еще не перешли от этапа мониторинга поствступления к следующему. Настроение, что нас с такими же условиями могут принять в Евросоюз? Да. Почему я так говорю? Потому что есть прецеденты. Есть Кипр, разделенная страна была принята, и есть 2 страны, которые совершенно не соответствовали копенгагенским критериям, но были приняты как кредит доверия, как жест такой, да, авансом, и они вот до сих пор догоняют, они находятся в таком состоянии догоняющего развития, это Румыния и Болгария. Но, повторяю, раздаются сейчас все больше и больше голосов и на уровне европейской бюрократии, и на уровне национальных правительств, что это очень серьезный негативный опыт для Союза, это очень тяжело, потому что есть стимул для страны-кандидата менять что-то внутри, потому что вступление это, конечно, большое достижение. Когда ты уже вступил, немножко градус вот этого вот мотивации падает. И до сих пор и Румыния, и Болгария это 2 страны, которые по большинству показателей находятся на 2 последних местах. Они меняются там местами, то одна, то другая, но в общем на 2 последних местах. Более того, если уж мы на эту тему сели, мы вот из Приднестровья. Вопрос коррупции. Это о приоритетах. Я прошу у коллеги прощения, он это слышит, вот эту мою песню, так сказать, «Одинокого путника», слышит уже не знаю который раз, но я тут повторю, вас мы не говорили об этом, что Молдову не будет принимать Еврокомиссия только, или Европейский совет, не Урсула фон дер Ляйен и не Европейский парламент Роберто Мецола там и прочие. Нас будут принимать граждане Европейского Союза, которые доверяют принятие решений своим собственным парламентам национальным и правительством. Потому что после того, как мы подписали договор об ассоциации, ратификацию надо пройти. Когда будет ратификация, значит, люди будут спрашивать у своих депутатов,
Вот я позавчера покупал яйца, десятка яиц за 5 евро. Сейчас они стоят 7. А если мы примем Молдову, которой мы обязаны по уставу Европейского Союза давать фонды, поддерживать, поднимать ее до определенного уровня, значит, послезавтра вот эта десятка яиц будет стоить 8 евро. Мне это надо, тем более, скажут они, что вот эти деньги, которые мы будем посылать в Молдову, там разворуют, потому что там коррупция. Там они не решили эту проблему. Поэтому коррупция, например, становится фундаментальной проблемой для нас. Либо мы что-то с этим делаем, либо вопросы могут возникнуть на уровне национальных парламентов. На момент не подписания мы подпишем договор, но ратификацию не пройдем. Потому что в какой-нибудь Бельгии, Голландии скажут: слушайте, о чем? Мы знаем, да, Молдова маленькая страна с большим сердцем, как мы о себе говорим, но мы знаем, что это пандемическая коррупция, там подменила писанные законы и так далее. Да, вы правы, когда говорите, что вот мы за 3 года не то, что там мы не интегрируем там почти ничего, получим просто декларативное согласие на некий политический процесс сближения. А фактически там работа на десятки лет, ну или может быть на 10 лет, понимаете? Ну, и плюс но это все оговаривается. Это все оговаривается в процессе переговоров. Если сейчас важно добиться от Тирасполя политического согласия на то, что мы одна страна, и мы начинаем эту работу. Она будет длиться. Вот это фундаментально важно. А уже фактическое изменение ситуации — это долгий процесс. Завершая сегодня нашу программу, вот последний вопрос вам обоим. Если все-таки процесс урегулирования, скажем так, приднестровского вопроса, будет идти в положительной динамике и будет достигнуто определенное соглашение, на ваш взгляд, это может повлиять на политическую ситуацию в стране, потому что есть гагаузская автономия, и какие-то договоренности с Приднестровьем, как минимум, могут сделать немного другой политический расклад на политическом поле Молдовы, потому что тогда могут заговорить опять вновь о конфедерации, федерации и так далее, и так далее. Я думаю, вопросы конфедерации уже давно не актуальны, да. Расклад это, несомненно, изменит, но, вероятно, будет некий переходный период, когда системы будут интегрироваться. Это не обязательно прямо на следующих выборах мы получим еще 200 тысяч избирателей. То есть, примерно так. Я считаю, что главное препятствие — это как раз политическая ориентация этих граждан. 200 тысяч избирателей, которые сейчас могут голосовать, но и голосуют, но мы видим, как реагирует на это голосование Кишинев, потому что Кишинев думает так, как я думаю, так, как я излагаю сейчас. Если говорить о результатах, то там... Но они проголосовало 12 тысяч из 200 тысяч. Но если мы снимем все преграды, откроем участки на той стороне, почему? Ведь вопрос изменения статуса этой территории. Сейчас юридически эта территория — это оккупированная территория Республики Молдова по решению Конституционного суда 2017 года. Если мы преодолеваем это состояние, это просто территория Республики Молдова, где открываются участки, и каждый человек по шаговой близости идет и голосует. Не надо садиться в автобус, ехать на правый берег и так далее. Тогда ад абсурдум представим себе, что выборы сегодня имели место вот так. Я думаю, что патриотический блок, может быть, не победил, но имел бы такие же результаты, как имел бы гораздо более внушительные результаты, понимаете? Вот тут очень много подводных камней. Мы понимаем сложность и комплексность всего этого, и понимают ее в Кишиневе. Но все равно что-то надо делать. Просто ждать, что это как-то рассосется. Тем более, что конъюнктура благоприятна для того, чтобы двигаться по пути политического регулирования. Между нами и Россией, и Украиной. Вот это фундаментальный фактор. Надо понимать, Украина на стороне добра, на стороне демократии, на стороне Европы. И она не изменит эту позицию еще десятилетия вперед, если вообще когда-либо изменит. И Украина не позволит России физически добраться до Приднестровья. Этого не будет никогда. Поэтому рано или поздно и в Тирасполе поймут, что
в общем... А выхода просто Выхода не будет. нет никакого, да. Поэтому, да, и в Кишиневе должны быть к этому готовы, потому что каждый будет тянуть одеяло на себя, выговаривать какие-то условия выгодные, как они их будут понимать, Кишинев, Тирасполь и так далее. Поэтому это важно, быть к этому готовым. И тот факт, что Кишинев над этим не работает, не радует. Не радует. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня у нас в студии. Напомню, что вы смотрели программу «Молдова. Европейский Союз» на информационном портале LoveMD. Сегодня мы говорили с политическими аналитиками Алексеем Тулбери и Виктором Чебану о заявленной кандидатуре возможного премьер-министра страны после того, как парламент приступит к выполнению своего мандата, а также о том, как складывается ситуация в Приднестровье и как может развиваться в дальнейшем путь интеграции страны и как это может повлиять на европейский путь Республики Молдова. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях и оставляйте ваши комментарии, в том числе ваши предложения о наших дискуссиях или вопросы и темы наших будущих программ. Оставайтесь с LoveMD. Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях и оставляйте ваши комментарии или предложения по нашим гостям и темам программы. Сегодня наш гость Игорь Янак, доктор права, председатель общественной организации «Альтернатива и выбор для Гагаузии». Здравствуйте, Игорь. Сегодня, думаю, что, наверное, важно будет поднять темы о том, что ждет Гагаузию в ближайшее время, потому что после выборов в парламент страны были заявления президента Санду, Игоря Гросу, председателя партии ПАС, по поводу того, какой может быть диалог и взаимоотношения с Гагаузией. И в то же время мы сейчас уже наблюдаем за апелляционным рассмотрением жалобы адвокатов Евгений Гуцул. Первое заседание было минувшую пятницу. Знаем, что судьи, коллегия отклонила ходатайство по поводу того, чтобы Евгению Гуцул отпустили под домашний арест до вынесения окончательного решения. В то же время в Гагаузии с апреля, с момента того, как Евгения Гуцул была взята под домашний арест, Гагаузия находится без главы автономии, что идет вразрез со статьей уложения о том, что в течение 60 дней, если глава Гагаузии не может выполнять свои обязанности, то должна быть инициирована процедура по подтверждению этого факта. Однако депутаты, напомню, 6 августа на своем заседании принимали заявление, в котором они не соглашались с решением суда первой инстанции по Гуцул, и эта процедура не была инициирована. Соответственно, на сегодняшний день Гагаузия находится в достаточно сложном с точки зрения институционального положения, потому что не назначаются выборы в Народное собрание, непонятно, что будет с выборами главы автономии, и в том числе с исполкомом Гагаузии, где некоторые из них находятся в статусе исполняющих обязанности с момента сентября 2023 года, когда Народное собрание утвердило часть исполнительного комитета.
На ваш взгляд, если мы начнем по порядку, с того, что недавно господин Лейчу в одной из наших программ говорил о том, что заявление было политическим. Я имею в виду, что после того, как было вынесено решение суда первой инстанции по Гуцул, и Народное собрание взамен того, чтобы инициировать через суд установление факта невозможности выполнения обязанностей, приняло политическое заявление. Поэтому выборы не были назначены. На сегодняшний день гагаузская автономия с точки зрения главы находится в подвешенном состоянии. На ваш взгляд, должны ли были депутаты руководствоваться политическими мотивами или все-таки должны были взять во внимание уложение автономии? Хотя, в общем-то, говорится, что в уложении четко не прописано о том, кто и должен это сделать и как это должно произойти. Но в то же время Георгий Георгиевич не отрицает момент, что по закону они должны были инициировать эту процедуру. Как быть в той ситуации сейчас, в которой оказалась автономия? Спасибо за вопрос. На самом деле в правовом государстве принцип верховенства права, принцип законности является главным принципом. И вот что касается политической целесообразности, что касается политической мотивации того или иного решения. Могут депутаты руководствоваться в том числе и политической целесообразностью, но в рамках действующего законодательства. Если политическая мотивация идет вразрез с принципом законности, естественно, в этом случае речь идет о незаконных решениях, в этом случае речь идет о незаконных действиях. Хочу напомнить, что в уложении Гагаузии четко и прямо прописаны случаи вакансии должности главы автономии. Что касается невозможности исполнения Башканом Гагаузии своих обязанностей в течение 60 дней, более чем 60 дней, этот факт устанавливается в судебной инстанции, но обращается в судебную инстанцию Народное собрание Гагаузии. И вот что касается бездействия депутатов Народного собрания Гагаузии, к большому сожалению, данное бездействие приводит к определенному тупику в политической жизни АТО Гагаузии. Вот это бездействие привело уже к институциональному кризису. И самое главное, что после 16 ноября получается так, что у нас будет неполное дееспособное и народное собрание. То есть у них будут определенные полномочия, но в рамках определенных ограничений. Поэтому я думаю, что депутаты Народного собрания Гагаузии сами виноваты в сложившейся ситуации. И у нас возникает довольно-таки сложная ситуация и в части выборов Башкана Гагаузии, и в части выборов нового Народного собрания. К большому сожалению, не всегда наши депутаты руководствуются уложением Гагаузии, не всегда руководствуются законами АТО Гагаузии. И вот эта кризисная ситуация, которая есть на сегодняшний день, я больше чем уверен, что будет иметь очень и очень серьезные последствия для Гагаузии. Игорь Владимирович, какой может быть выход из этой сложившейся с правовой точки зрения тупиковой ситуации? Потому что даже если апелляционная палата, к примеру, потому что депутаты, я так понимаю, ждут окончательного решения, которое будет направлено к исполнению, а это вердикт апелляционной инстанции. После этого, даже если будут инициированы выборы главы автономии, то сегодня в автономии нет ЦИКа, и мы знаем, что есть параллельно два дела в судебных инстанциях. Первое — это по законности решения, когда был расформирован постоянно действующий ЦИК, и второе, что Государственная канцелярия обратила в суд и в том числе приостановила действие нынешнего положения избирательного кодекса Гагаузии. Поэтому Центральная избирательная комиссия, наверное, не может создаться ни по решению, если примет Высшая судебная палата, так как нет заседания и хода по второму иску Государственной канцелярии. Что должно быть с правовой точки зрения в таких ситуациях? Соответствующие правовые возможности, если есть определенная кризисная ситуация в АТО Гагаузии, не забываем, что автономно-территориальное образование Гагаузии является составной и неотъемлемой частью Республики Молдова. Кроме того, в унитарных государствах, как правило, действует принцип единства правового поля. И вот в этих условиях соответствующие правовые возможности были заложены еще в 2024 году. Избирательное законодательство Республики Молдова, есть избирательный кодекс АТО Гагаузии, но есть избирательное законодательство Республики Молдова, где предусмотрены в том числе некоторые аспекты, связанные с региональными выборами, включая выборы Башкана Гагаузии и выборы в Народное собрание Гагаузии.
Центральная избирательная комиссия Республики Молдова при совместном, так скажем, участии с Центральным избирательным советом Гагаузии, по законодательству АТО Гагаузии получается Центральная избирательная комиссия Гагаузии, а по законодательству Республики Молдова получается Центральный избирательный совет. Вот Центральный избирательный совет может организовать выборы Башкана Гагаузии и Народного собрания. И самое интересное положение, Центральная избирательная комиссия Республики Молдова вправе назначать дату местных выборов и местного референдума. Возможно, я не исключаю этот вариант, что Центральная избирательная комиссия Республики Молдова назначит выборы Народного собрания, назначит выборы Башкана Гагаузии, но будут проведены выборы на территории АТО Гагаузии Центральным избирательным советом Гагаузии. В соответствии с положениями законодательства Гагаузии и в соответствии с положениями законодательства Республики Молдова. Что касается права избирать и быть избранным, данное право закреплено не только в уложении Гагаузии, но и в Конституции Республики Молдова. И учитывая систему избирательных органов Республики Молдова, которые закреплены в избирательном законодательстве Республики Молдова, Центральный избирательный совет Гагаузии входит в состав избирательных органов Республики Молдова. Кто-то может посчитать, что это внешнее какое-то управление, внешнее вмешательство, но парламент Республики Молдова и другие органы Республики Молдова, если принимают какие-то акты, они принимают акты, действующие на всей территории Республики Молдова, в том числе на территории АТО Гагаузии. А вот что касается избирательного совета Гагаузии, который предусмотрен в избирательном кодексе Республики Молдова. Какова его процедура формирования? Потому что в Гагаузии есть одни положения закона, как формируется Центральная избирательная комиссия. Что предусматривает молдавское законодательство? У нас недавно были проведены выборы в парламент Республики Молдова, и Центральный избирательный совет Гагаузии имел статус окружного избирательного совета. Вот эти люди, которые работали в рамках парламентских выборов, не исключено, что войдут в состав Центрального избирательного совета Гагаузии, и не исключено, что эти члены избирательного органа смогут организовать выборы Народного собрания Гагаузии и выборы Башкана Гагаузии. А не должно ли Народное собрание утвердить этот избирательный совет и известить об этом Центральную избирательную комиссию? Вот в этом и проблема. На сегодняшний день, да, это прерогатива Народного собрания, назначение даты выборов. Что касается формирования избирательных органов, это прерогатива Народного собрания. Но учитывая тот факт, что Народное собрание на сегодняшний день бездействует, я не знаю мотивацию, конечно же, даже если есть политическая мотивация, это все равно противоречит действующему законодательству. И вот если Народное собрание не имеет желания назначать выборы в соответствии с избирательным законодательством, понятное дело, что вышестоящие избирательные органы, это Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, вправе и обязана обеспечить избирательные права граждан. В этом контексте Центральная избирательная комиссия назначит, я так полагаю, назначит дату выборов, региональных выборов. И Центральная избирательная комиссия будет оказывать соответствующую помощь, скорее всего методическую помощь, Центральному избирательному совету Гагаузии. В составе Центрального избирательного совета Гагаузии будут представители Гагаузии, которые участвовали на выборах в парламент Республики Молдова. Вот этот выход является самым оптимальным. Я думаю, что нет безвыходной ситуации. Другое дело, насколько оперативно смогут, допустим, те же самые депутаты Народного собрания Гагаузии принять определенные решения для выхода из этой кризисной ситуации. Если депутаты Народного собрания Гагаузии не захотят это сделать, то есть органы, которые обязаны обеспечить избирательные права граждан. И узурпация государственной власти, узурпация публичной власти на сегодняшний день является тягчайшим преступлением против народа. Поэтому пускай депутаты Народного собрания Гагаузии руководствуются не в первую очередь политической мотивацией, а в первую очередь принципом законности, потому что определенный сигнал со стороны Кишинева уже есть. И я думаю, что горячие головы есть не только в Гагаузии, горячие головы есть и в Кишиневе. Поэтому лучше худой мир, лучше мы сами рано или поздно назначим эти выборы, проведем эти выборы в Народное собрание и выборы Башкана Гагаузии, и тогда мы сможем говорить об автономии. Если сами органы публичной власти Гагаузии
не будут соблюдать уложения Гагаузии, то будет применяться законодательство Республики Молдова. И это не будет внешним вмешательством, потому что Гагаузия это составная часть Молдовы. И здесь, на этой территории, в том же самом уложении указано, обеспечиваются и соблюдаются все конституционные права и свободы. А право избирать и быть избранным является одним из основных политических прав и свобод. А есть ли положение о том, чтобы Центральная избирательная комиссия может организовать, допустим, выборы главы автономии Народного собрания? Не прописано прямо в законодательстве, кто должен будет издать соответствующий акт, и не будет ли это основанием для того, чтобы в дальнейшем через судебные инстанции признать выборы недействительными? Вот до 2024 года, естественно, нельзя было моделировать вот такую ситуацию, до 2024 года. Изучив законодательство, избирательное законодательство Республики Молдова, я пришел к выводу, что вот эти нормы, которые были заложены в избирательное законодательство Республики Молдова, связанные с выборами региональными, выборы Башкана и выборы Народного собрания Гагаузии, они были включены, я думаю, что не случайно. Не исключено, что определенные представители прогнозировали кризисную ситуацию в АТО Гагаузии. Не исключено, что эти нормы были включены в избирательное законодательство Гагаузии для того, чтобы урегулировать все эти вопросы, связанные с институциональным кризисом. И я не думаю, что когда включали эти нормы, включали просто так. Возможно, где-то что-то уже было спрогнозировано. Вся проблема в том, что если Гагаузия на сегодняшний день не сможет самостоятельно назначить выборы, если депутаты Народного собрания Гагаузии откажутся от назначения выборов Башкана Гагаузии, от назначения выборов Народного собрания Гагаузии, это сделают представители Кишинева, и тогда Гагаузия потеряет полностью политическую автономию. Как бы интересно ни звучало, внешнее вмешательство может иметь место тогда, когда имеет место вмешательство со стороны других государств. Что касается государственных органов Республики Молдова, если они захотят обеспечить принцип законности, если они захотят обеспечить конституционные права граждан, то у них есть все и институциональные возможности, и правовые возможности. Я думаю, что найдутся и экономические возможности тоже. Если мы говорим о возможности внешнего управления, да, потому что вот часто сейчас в информационном пространстве звучат подобные заявления, насколько нынешнее законодательство Молдовы, и в том числе Гагаузии, ну, как минимум позволяет говорить о таких моментах, и могут ли быть они с точки зрения закона имплементированы, потому что я не берусь давать юридическую экспертизу, но, в общем-то, так понимаю, что это какое-то такое исключительное право, например, если на территории Гагаузии может быть объявлено чрезвычайное положение, и актом или какой-то комиссией там правительства или центральных органов власти может рассматриваться какие-то такие сценарии, потому что, так понимаю, что нынешнее законодательство вообще даже не предусматривает такой ситуации. Да, что касается назначения определенных должностных лиц со стороны Кишинева, законодательных возможностей нет. Но вот что касается политической целесообразности, депутаты Народного собрания любят исходить из политической целесообразности. Вот если органы публичной власти Республики Молдова будут исходить из политической целесообразности, то может быть и соответствующий сценарий. И звучат эти сценарии как бы не из уст простых граждан, а из уст тех людей, которые сегодня находятся у власти. И, к большому сожалению, с точки зрения закона, это не будет правильное решение. С точки зрения политической целесообразности, возможно, это определенный выход, но конституционно, законно будет, если на территории АТО Гагаузии будут организованы выборы в Народное собрание, выборы Башкана Гагаузии, и сами граждане изберут соответствующие органы. Дело в том, что вот эта политическая автономия, которая была предоставлена в 1994 году, была предоставлена в том числе в контексте возможности избрания органов публичной власти на региональном уровне. Если это право уберут, то получается Гагаузия будет существовать, может быть, де юре как политическая, экономическая автономия, но де-факто политической автономии не будет. Поэтому депутаты сами Народного собрания должны не просто задуматься, а должны оперативно разрешить вот эту ситуацию и должны оперативно назначить и выборы в Народное собрание Гагаузии, и выборы Башкана Гагаузии.
тогда мы сможем сохранить политическую автономию. В обратном случае, естественно, если один раз, допустим, чтобы Кишинев назначал выборы и Кишинев организовывал и проводил выборы, то поверьте мне, что такая практика будет и в дальнейшем. Игорь, если говорить о том, что Народное собрание назначило дату выборов главы автономии и Народного собрания, вот в ситуации, когда Высшая судебная палата, по-моему, в ноябре должна вроде бы назначено заседание, а по иску Госканцелярии вообще приостановлено положение об избрании Центральной избирательной комиссии, и непонятно, когда будет слушание по этому делу. Какой есть юридический выход, чтобы не выйти в рамках закона, чтобы депутаты принимали решение о назначении даты выборов, потому что мы понимаем, что выборы должны быть назначены не менее чем за 90 дней до дня голосования. Соответственно, уже нужно понимать, что должен быть постоянно действующий или орган, который будет технически организовывать и проводить выборы. Выход есть. Назначение членов избирательной комиссии в ВТО Гагаузии – это прерогатива Народного собрания Гагаузии. Народное собрание Гагаузии может вернуться в правовое поле и назначить все-таки членов избирательной комиссии. Но здесь вопрос еще в чем? Дело в том, что такая прерогатива предоставления кандидатов есть не только у депутатов Народного собрания, но и у исполнительного комитета, и у судебных инстанций. Если я не ошибаюсь, последний раз, когда попытались сформировать избирательный орган, исполнительный комитет не предоставил соответствующие кандидатуры, и в том числе судебные инстанции отказались предоставлять соответствующую кандидатуру в связи с тем, что не были соблюдены определенные правовые процедуры, и в том числе в связи с тем, что имеются определенные судебные споры по поводу статуса предыдущих избирательных органов. Ну и не исключено и политическое влияние на решение вопроса. Не исключено. Вот что касается вот этой ситуации, которая сложилась в ВТО Гагаузии. Изначально, я так полагаю, что кто-то захотел продлить себе полномочия, но не учли соответствующие последствия и не учли тот факт, что может иметь место переформатирование определенное, и не учли тот факт, что в Кишиневе давно звучат определенные заявления по поводу ликвидации, полной ликвидации политической автономии. Не самой автономии, а именно политической автономии. И я больше чем уверен, что кто-то, может быть, опирался на определенную международную повестку, да? Кто-то, может быть, опирался на мнение международных определенных институтов, но я думаю, что касается вопросов внутри государства, это прерогатива все-таки внутри государственных органов, потому что принцип суверенитета является одним из важнейших принципов демократического правового государства. Поэтому в этом случае, если возникнет новая практика, эта практика будет жить, поверьте мне, что не один десяток лет, и вернуться в нынешнее, так скажем, положение, в нынешнюю ситуацию с точки зрения правовых возможностей мы не сможем в ближайшее время. И, к сожалению, это будет вина представителей Гагаузии, это будет вина депутатов Народного собрания Гагаузии, которые создали вот эту кризисную ситуацию. Но Кишинев, я думаю, что в любом случае не оставит ситуацию так, чтобы здесь, в Гагаузии, вот этот институциональный кризис продолжался там год, два и так далее. Не будем мы и не должны ждать там год или два или три, пока разберутся по определенным судебным спорам. На то и есть определенные так называемые конституционные гарантии. Если возникает определенная кризисная ситуация, дается возможность парламенту, дается возможность президенту в течение 2 месяцев, максимум в течение 3 месяцев организовывать новые выборы. Игорь, что касается все-таки вернуть к вопросу о ЦИКе, потому что вот вы говорите, что привели пример с попыткой в августе сформировать Центральную избирательную комиссию, но мне кажется, что там все-таки были политические мотивы, как минимум со стороны исполнительной власти, потому что не были представлены кандидаты со стороны исполнительной власти, а Народное собрание все же своих 3 утверждало, а еще 3 был бы кворум, и как минимум этот орган мог бы организовывать выборы. Имеем то, что имеем, как говорится, но вот сейчас в условиях, когда Госканцелярия приостановила действие избирательного кодекса по формированию ЦИКа, возможно ли его формирование даже по той схеме, или должны быть какие-то другие юридические нормы или
привести что-то в соответствие. Например, Народное собрание же имеет у нас хорошую традиционную практику отменять закон тот и принимать новый, которые были обжалованы в суде. Сейчас я даже не буду приводить примеров, потому что обвинят нас потом какой-то ангажированности или против чего-то, но мы можем вспомнить достаточно примеров. Это и референдум 2014 года, и уже приведу пример из Георгиевской ленты, когда собирались ночью и отменяли собственное решение, принимали новое, которое не обжаловано. То есть такая практика в Народном собрании вполне себе эксплуатировалась в нужные для кого-то времена или моменты. Сейчас какой выход может быть из того, чтобы все-таки сформировать ЦИК? Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих. Да, утопающих. В данном случае, если депутаты Народного собрания, не побоюсь этого слова, заварили эту кашу, сами должны разбираться. Есть возможность издать новое положение в части формирования избирательных органов. Есть возможность внести соответствующие изменения. И правовые возможности, они есть всегда. Другое дело, насколько вот эти правовые возможности будут соответствовать в том числе и требованиям действующего законодательства Республики Молдова. Потому что принцип верховенства той же самой Конституции никто не отменял. И в той же самой Конституции не забываем, что статья 54 предусматривает в том числе определенные ограничения. И государство вправе вмешиваться в определенную ситуацию, если есть угроза территориальной безопасности, если есть угроза конституционной безопасности и так далее. Поэтому в этом случае, я думаю, что если депутаты Народного собрания, отрезвление приходит, к сожалению, иногда поздно. Это отрезвление придет, но если вот это отрезвление придет чуть раньше, если депутаты Народного собрания Гагаузии создадут новые правовые возможности и оперативно назначат эти выборы и проведут, то Гагаузия сможет сохранить политическую автономию. Если возможный такой сценарий, если кто-то подготовил сценарий сдачи политической автономии, политических прав автономии, то я не исключаю и этот факт, что вот эти все моменты, искусственные проблемы были созданы специально для того, чтобы в конечном итоге передать, так скажем, соответствующие политические права и свободы Кишиневу. И я не исключаю тот факт, что даже если будут какие-то моменты, даже если будут какие-то решения от центральных органов Республики Молдова, я уверен, что депутаты Народного собрания Гагаузии даже особо возмущаться не будут. А теперь возвращаясь к вопросу о возможности диалога между Кишиневым и Камратом, потому что это тоже важная очень тема, особенно если учитывать, что последние как минимум полтора года диалог полностью практически отсутствовал между региональными структурами власти и центральной властью Республики Молдова. В том числе и региональная власть лишена возможности общаться с международными партнерами. И никто никуда не дел ту изоляцию, в которой оказалась автономия после выборов 23 года главы автономии. И те последние заявления, которые мы слышали после выборов депутатов парламента, это господина Грусу и президента Санду, они были немного разные в контексте, но касались в любом случае одной и той же темы. Это диалогом между Кишиневым и Камратом. Но все-таки хочу повторить один посыл, который высказала госпожа президент, о том, что центральные власти готовы вести диалог с жителями автономии, но и в то же время жители автономии тоже должны принять какие-то меры для того, чтобы сменить политический класс, который был недоговороспособен. И я так понимаю, имелось в виду, что и в том числе дискредитировал себя. На ваш взгляд, если говорить о прогнозах, каковы сегодня реальные шансы для того, чтобы, как минимум, если не говорить о конструктивном диалоге, хотя бы говорить о процессе начала каких-либо контактов? Я думаю, что не только представители Кишинева, но и некоторые представители ВТУ Гагаузии понимают, что диалог должен быть. Диалог должен быть. И мы, кроме того, должны восстановить определенное доверие со стороны международных партнеров. Мы утратили это доверие. И, к сожалению, чтобы восстановить, понадобится определенное время. Понятное дело, что не только сейчас, и до этого представители Кишинева говорили, что они не будут вести диалог с нынешним политическим, так скажем, руководством. И кроме того, что касается
исполнительного комитета, то исполнительный комитет работает сегодня в условиях исполняющих обязанностей, как уже было подмечено, в том числе руководитель исполнительного комитета. Что касается Народного собрания Гагаузии, полномочия уже истекают. И я не думаю, что с нынешним составом Народного собрания будет вести Центр определенный диалог. Возможно, что будут избраны новые руководящие органы, и новые руководящие органы, скорее всего, возможно, согласятся на диалог, потому что в условиях изоляции, в том числе изоляции от международных партнеров, Гагаузия не то, что не может развиваться, Гагаузия даже, возможно, не сможет даже просуществовать, потому что мы зависим. Возьмем тот же самый бюджет этого Гагаузии, экономическую основу, даже на 50-60% мы не можем, да, пополнить бюджет. Зависим от соответствующих дотаций, зависим от соответствующих субсидий со стороны государства, в том числе зависим от инвестиционных определенных проектов, а в условиях политического кризиса, естественно, в условиях вот этих инвестиционных рисков, никто не хочет вкладывать определенные финансовые ресурсы в Гагаузии. Очень многие, я думаю, что уже поняли, что все-таки диалог должен был быть, и диалог нужен, но хочу отметить, что на самом деле глава Гагаузии правильно подметила, что диалог должен быть не только между институтами власти, но и между жителями. То есть определенная взаимосвязь должна быть у государства не только между институтами. Глава государства. Глава государства, да, глава государства. Вы просто сказали глава Гагаузии. Нет, глава государства. Президент Республики Молдова правильно подметила, что диалог должен быть в том числе и с жителями этого Гагаузии. Есть соответствующие возможности у гражданского общества. И самое главное, хочу подчеркнуть, в условиях диалога, естественно, даже если Гагаузия что-то захочет заполучить, Гагаузия что-то должна взамен отдать. И вот что касается настроения людей, я думаю, что многие люди настроены на определенный диалог. Другое дело, найдутся ли в новом составе Народного собрания Гагаузии, найдутся ли в новом исполнительном комитете этого Гагаузии люди, которые готовы будут вести этот диалог. И самая большая проблема, мы об этом редко говорим, но Гагаузия в любом случае находится и будет находиться под влиянием определенного государства. И вот в этих условиях, я думаю, что в любом случае будут попытки дестабилизировать ситуацию. И даже если будет новый состав Народного собрания, даже если будет новый Башкан в Гагаузии, скорее всего попытки повлиять на ситуацию продолжатся. И я очень сомневаюсь, что можно будет наладить определенный диалог в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе это возможно, но за 4 года у меня есть определенные сомнения. А вот возвращаясь к результатам выборов в парламент, потому что есть результаты, которые есть. На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда Гагаузия проголосовала в очередной раз за проигравших. Да? Рассмотрим этот вопрос немного с другой точки зрения. И сегодня мы видим, что блок патриотов, который состоял там из 3 партий на последней 100-метровке, потому что оттуда, напомню, выбыла партия Инима Молдовии, которую возглавляет Ирина Влахи, которая как-то пропала из информационного пространства сразу, потому что мы не видим ни рэпа, ни других заявлений ежедневных. А на прошлой неделе Владимир Воронин заявил о том, что партия коммунистов будет создавать свою фракцию в парламенте. Это означает о том, что он не будет работать в составе блока. И опять получается, что чем руководствовались гагаузы, потому что, если не 100%, то мы могли изначально предполагать, и многие понимали о том, что этот блок в принципе сколочен не по политической идеологии и моментам, то есть были какие-то внешние факторы, которые заставили этих людей просто пойти на выборы в одной упряжке, потому что, очень сложно предположить, что Владимир Николаевич Воронин, не хочу использовать такого слова, знаю его лично, простил Додона и Ирину Влах, потому что они же все-таки, будем помнить их уход из партии коммунистов, и притом и Додон, и Влах это делали в очень неудобное время для партии,
потому что Ирина Влах баллотировалась первый раз в Башканы, когда не прошла с поддержкой партии коммунистов. Потом она решила чуть ли не в последний день, перед тем, как зарегистрироваться в кандидаты Башканы, заявить с трибуны парламента, что она покидает партию коммунистов. А вот и про Игоря Додона вообще как бы и уже что вспоминать, потому что мы помним тест на государственность, который он там проводил Николаю Тимофте. И благодаря Додону и Зинаиде Кричаной Тимофте тогда стал президентом. Какие вопросы задавал Додон Тимофте, пока еще осталось загадкой. Но в любом случае мы помним ход. И сложно было предположить, что такие политические взаимоотношения могут остаться в истории, и что эти люди как бы смогут работать. Да и опыт коммунистов с социалистами в этом созыве парламента показывал, что до последнего они сидели как будто бы в одной фракции, но в итоге Владимиру Николаевичу ничего не мешало на каждом заседании критиковать или что-то нелестное высказывать в адрес коллег по блоку социалистов. Вот что в итоге получила Гагаузия от этого? Потому что понятно, что теперь фракция коммунистов, они понимают, что у них здесь нет электората самостоятельно уже, к сожалению, такова реальность. К сожалению, к радости, не знаю, пусть каждый делает для себя. И, соответственно, эта фракция не будет решать никаких проблем гагаузской автономии. А в блоке, где остался Тарлев и Додон, со стороны Тарлева, по-моему, там он и, по-моему, еще какой-то депутат, то есть их вообще вдвое в блоке. И наверняка они даже не будут вспоминать про Гагаузию. Вот что, по вашему мнению, получили жители автономии? Что теперь делать с этими 83%, которые плюс-минус там, да, ушли в копилку блока патриотов? Я понимаю, что в условиях Молдовы, возможно, что там это около 1%, но неважно, этот 1% позволил им получить какое-то количество мандатов. На самом деле проблема в чем? Мы много раз могли бы заметить, что Гагаузия всегда голосует против, не за какую-то идею, допустим, да, а именно против. Против партии, против лидеров, против президентов и тому подобное. И что получила Гагаузия? Гагаузия получила, к большому сожалению, большой минус в этом деле, потому что, как бы обидно не было, там тоже люди сидят, да, в том же самом парламенте, и у них тоже есть эмоции, и как бы интересно не звучало, принцип взаимности никто не отменял. К сожалению, это показывает еще и уровень политического сознания, уровень политической культуры. Не все граждане понимают, что такое политический плюрализм. Для меня, честно признаться, было шоком, что 80% избирателей проголосовали за определенный политический блок. Я как бы допускаю такую мысль, что кто-то может взять большинство 50-55%, но так, чтобы 80-90% голосовать, как были добрые советские времена, я этот момент, если честно, исключал. Но, оказывается, все возможно на выборах на территории этого Гагаузии. Честно признаться, вот что касается вот этого блока, который набрало 80%, если люди были хотя бы чуть-чуть внимательны, эти люди, когда собирались, каждый приходил со своим флагом, каждый приходил со своей эмблемой, каждый приходил со своей маечкой. И тот, кто внимательно изучал, так скажем, эту ситуацию, понимал изначально, что дай бог хотя бы до выборов, чтобы они были вместе, а то, что после выборов каждый будет самостоятельно в парламенте выдвигать определенные идеи и, естественно, будет зарабатывать определенные баллы для своей партии, это было понятно изначально. Другое дело, вот получается, многие жители Гагаузии даже не смотрели телевизор, даже не смотрели, да, вот как эти люди собираются, есть ли у них какие-то общие идеи, есть ли какие-то общие цели и тому подобное. Имеем то, что имеем на сегодняшний день, но я думаю, что в любом случае, если жители Гагаузии, если представители Гагаузии проявят определенное желание восстановить определенный диалог, если будут действовать в контексте концепции общего блага, то я думаю, что будут определенные
знаки внимания, и со стороны Кишинева будут и определенные инвестиции в АТО Гагаузии. Но для этого граждане, которые проживают на территории АТО Гагаузия, должны понимать, что все-таки Республика Молдова является родиной для всех граждан. И в условиях единства народа возможно обеспечить определенные реальные цели. И очень надеюсь, что когда-то жители Гагаузии поймут, что в Республике Молдова действует теория малых различий. Ничем не отличаются жители, которые проживают здесь на территории АТО Гагаузии, от других жителей, которые проживают на территории Республики Молдова. Вот на улице я больше чем уверен, что никто не сможет показать пальцем и сказать, что вот этот гагауз, этот молдаван, этот русский, этот украинец или этот болгар и так далее. Поэтому в этих условиях граждане, которые проживают на территории АТО Гагаузии, должны осознавать и понимать, что только в условиях единства возможно разрешение каких-либо целей. Если мы будем делить друг друга по определенным национальным квартирам, политической принадлежности, то будет очень и очень сложная ситуация. Вот этот результат, который был заполучен этим блоком, я думаю, что этот результат был не случайный. Возможно, что были и элементы электоральной коррупции, возможно, что имело место влияние со стороны определенных структур, которые находятся за рубежом. И вот что касается вот этой враждебной идеологии, я думаю, что зря многие представители Гагаузии, которые в том числе находятся у власти, зря они выбрали эту идеологию. На сегодняшний день Гагаузия, как автономное территориальное образование, к сожалению, не имеет недостаточно экономических основ. Даже если по большому счету взять, мы, к сожалению, не смогли сохранить на должном уровне развития языка, традиций, культуры, обычаев. И вот в этих условиях, я думаю, что стоит все-таки задуматься, для чего создавалась автономия. И те люди, когда создавали автономию, я думаю, что у них были совсем другие целеполагания. Я думаю, что эти люди не рассматривали Гагаузию как личную собственность, как некоторые делают сейчас это. И больше чем уверен, что в то время, когда создавалась автономия, было чуть больше экономических возможностей, были даже некоторые предприятия, которые находились на балансе Гагаузии. А сегодня я сомневаюсь, что на балансе Гагаузии находятся какие-то коммерческие организации, предприятия, которые бы позволяли зарабатывать финансовый ресурс. Даже в прошлом году многие предприятия, которые обслуживались, да, в рамках бюджетно-налоговой политики на территории АТО Гагаузии, они перешли де юре в другие районы. И, к сожалению, вот эти сложности, которые возникли только в силу того, что представители Гагаузии, представители, которые находятся у власти, сначала принимают решения, а потом думают о соответствующих последствиях или вообще не думают. Игорь, вот завершая сегодняшнюю нашу программу, если говорить о сценариях по развитию дальнейшего хода событий в Гагаузии, какой наиболее вероятен? Это то, что Народное собрание наконец-то сможет взять на себя ответственность и принять решение по поводу выборов депутатов Народного собрания и главы автономии, или все же будет наиболее вероятным сценарий, когда вмешаются центральные органы власти для того, чтобы организовать выборы на территории автономии, в том числе обеспечить переход власти? Честно признаться, я за то, чтобы работало уложение Гагаузии, я за то, чтобы работали законы АТО Гагаузии. Но в условиях кризиса, в условиях кризисной ситуации, я еще раз повторюсь, право избирать и быть избранным – это конституционное право. На территории АТО Гагаузии гарантируются и обеспечиваются все конституционные права и свободы. Если органы центральной публичной власти, то есть представители Кишинева, захотят навести порядок, если они захотят вернуть ситуацию в правовое поле, они это сделают. Правовые возможности закреплены и в избирательном кодексе Республики Молдова, соответствующие правовые возможности закреплены и в Конституции Республики Молдова в контексте обеспечения конституционной безопасности, в контексте обеспечения территориальной целостности и в контексте обеспечения прав и свобод. Государство является гарантом обеспечения прав и свобод, а не отдельный орган. Что касается соответствующих правовых возможностей, правовые возможности закреплены и в Уголовном кодексе Республики Молдова. Буквально 2 года назад в Уголовный кодекс Республики Молдова
включили такие понятия, как антиконституционный субъект, а статья 340 со значком 1 Уголовного кодекса Республики Молдова предусматривает ответственность за сепаратизм, в том числе, что касается подстрекательства к сепаратизму, что касается публикации определенных материалов, связанных с сепаратизмом, за это предусматривается уголовная ответственность. Я думаю, что эти все правовые нормы, которые были включены в действующее законодательство Республики Молдова, были включены в контексте прогнозирования определенной кризисной ситуации в АТО Гагаузии. И самое главное, что здесь в АТО Гагаузии не только сейчас звучат определенные заявления, связанные с антиконституционными заявлениями. И раньше, и 5 лет назад, и 10 лет назад звучали соответствующие заявления. Поэтому возможно, что в Кишиневе нашлись люди, которые решили разрешить вот эту ситуацию, и правовые нормы, которые были включены и в Уголовный кодекс, и в избирательное законодательство Республики Молдова. Я думаю, что некоторые люди, которые авторы писали эти законы, они, скорее всего, писали эти законы под определенный сценарий. И я, если честно, не за то, чтобы здесь объявляли чрезвычайное положение, потому что чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, в том числе прав и свобод личности. Я не за то, чтобы выборы назначались Центральной избирательной комиссией. Я не за то, чтобы применялось избирательное законодательство Республики Молдова. Но если здесь, в Гагаузии, не могут определиться, какие законы должны действовать, будут действовать законы Республики Молдова. И я не раз говорил о том, что если Народное собрание не захочет организовывать выборы, эти выборы будут организованы Центральной избирательной комиссией. И соответствующие правовые аспекты закреплены в избирательном кодексе Республики Молдова. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и были сегодня у нас в студии. Напомню, вы смотрели программу «Фокус». Сегодня мы говорили с доктором права, председателем Общественной ассоциации «Альтернатива и выбор для Гагаузии» Игорем Янако о том, какие могут быть правовые последствия неназначения даты выборов Народного собрания автономии и главы Гагаузии, а также о том, как результаты выборов в парламент, которые прошли 28 сентября, могут повлиять на диалог между Камратом и Кишиневым. Не забывайте подписываться под нашими платформами, а также оставлять ваши комментарии и предложения по темам наших программ, и в том числе обсуждайте активнее те вопросы, которые мы обсуждаем с нашими гостями. Açan görerler yok neyse olmayacak bereket da olmuş izin hani toplama insandan. Bütün semya ölmeye çekedi. Yetiştiremerler taşıma taligalarla, kışın kızaklarla taşımışlar da insan adamınla çiğri kız kardeşini yive da onu keserler yiyerler kız kardeşini. Da izle bu işi açılıyor da
Adamı öyle karı 25 yıl yaptı kapan. İzin ne olsun? Diyeceği söyle 45'te o daha Cenk giderken vermişler hani toplama kimde 2 hektar bir türlü kimde 2 hektardan 5 hektara taziyede ne kadar nesnesi varmış, toprağı varmış. Ama açan 45'ten biri nesne birazcık kalmış insan toplamış hani korkutmuş burası iken da açan görerler yok neyse olmayacak bereket da olmuş izin hani toplama insandan var. Orada bir katta buldum hani bizde bulmuşlar 7 kuyu hani saklı ekenden ama kuyu varmış daha çok. Ama insan görüyor hani neyse bulduğundan sıra koyarlar kapana da kendiler verirler. Kendiler verirler da bütün aile kalıyor ağaç. Toplama da kim? Hep bizim köylüler toplamışlar. Çadırdan upalama için gelmişler, toplamışlar. Buradan kişiler de gezmişler. Şuplarla aramışlar. Bende tekatta var, orada yazılı var. Simya'da 8 kişi, 7 kişi, 6 kişi, 9 kişi. Öyle bütün de bizim benim işin babası. O gelme Kopkuyu'dan 3 uşakla gelmiş. Dadda varmış 3. Aradan da ta olmuş 2. Da hepsi 10 can. Neyse. Da 10 candan sadece 2 neyse 2 yalan söyleyeyim 3 kişi kalırlar. Kayınla ben hem de onlar da как бы сводные kız kardeşler kalırlar. Deri kalanlar hepsi. Babı da dad da hepsi ölmüşler. Ben öyle sayıyorum hani 1200 kişinin dolayında. Ben buldum 1076 ama öyle silah saydığıyla, nesnettiğiyle, silah aradığıyla 1200 kişi. Açan çekirdeği ölme insan bütün simya ölme çekirdeği yetiştiremeyenler taşıma taligalarla, kışın kızaklarla taşımışlar da ben söyledim orada memorialda size. Yani gelirmişler, yıkarmışlar. Даже bu Spragbat söyledi hani o adamı nesnetmişler, almışlar sonra o dirilmiş orada. Onun önünde tabir bir karı. Da o karı soyunduruyorlar, alırlar rubalarını.
Daçan gelir neste ikinciler kızaklan o karı oturuyor güllerin üstünde. Bunlar bir ayarlı kaçarlı. Böyle pek çirkin iş. 47'de açan kasıgın geli. Bak bizde nesteler şimdi bizim yöndürücüler devlette değerli hani kasıgın geldi ama faydası olmadı. Gerçekten faydası olmuş. Açıyarlı neste больницалата bizde köyde ta 350 koyka mesle yaparlı. Kantina işler. Çekederli verme neste sabahleyin bir stakan çay 200 gram ekmek son yüğülende verirler neste bir parça ekmek hem de abet verirler. Da insan yavaş yavaş neste de gelirken ben de bizim baba neste nerede şişmişti ölüm attın demiş da kaksu. Sen gör yani o öyle aldı buldu. Alıyor onu da yavaş dirildi onu. Bizim köyde değil mi var çok kişiler hani açan 47'de çıkıderler verme birazcık ime uşaklar da alırlar deddoma. Var 100 kişiden 100 uşaktan ziyade almışlar deddoma. Da uşaklar kalmışlar dere. İnsan da birazcık dirilmeye başlıyor da öylelikle. Ama sonra daha başka çekede bir hastalık. Da o hastalıktan da nestedi. İnsan çok ölmüş. Şimdi yine yememişler, hissetmemişler. Sonunda çekederle yeme de o ona желудокla işlemiyor da çekederle işte. После следствия bu ağaçlığın. Bizim baba söylerdi, bizim buradan stansiyaya gidermişler, stansiyada birazcık yardım etmiş, nereden kapabilirseler. Beş almadan, Aykar'dan gelermişler, kış diğerinmiş. Nerede batar, düşerdi, orada da kalıyor. İlk yazın onlar birazcık buluyorlar nestede. Pek çok neste insan beş almadan da kabilmiş.
танцам учат? Да, есть. У нас сейчас идет репетиция. Если хотите, чуть-чуть подождете, мы отрепетируем, танцуем для вас танец. Если что-то вам понравится, мы вас чему-то научим. Покажете парочку движений? Покажем, конечно, обязательно. Отлично, я подожду. Нашли опять на то, что вы путаете. И он, и вы, еще больше. То есть я, пожалуйста, мы отходим назад с левой ноги. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И раз, два, 3, 4, раз. Я прошу, пожалуйста, встаньте в две линии. Встаньте, встаньте, без музыки.
слушайте, все было настолько ярко, настолько красочно. Я бы хотела, чтобы вы показали хотя бы пару движений, чтобы, может быть, я чему-то смогла научиться. Ну, конечно, мы вам покажем движение. Мы уже с вами как-то встречались вне плановой обстановки, и ты кое-какие азы уже приняла. Вот хочу, чтобы ты вспомнила позицию ног только. Помню позицию 5. 5. Не это очень прекрасно. Это самая неудобная Я, позиция. смотрите, в этот раз джинсы посвободнее надела, да. смогу сесть. О, только осаночку держи, Вот, когда и- садишься. Вот теперь вот так, ручки перед собой. Вот, теперь садись до конца. Давай, До я конца не помогу. Давай. Ну, ножку, Так, голову всё. поднимай вверх. Это вот- Спинка должна быть ровная, лицо должно смотреть в объектив. Поехали еще раз. Красиво. Опа. Супер, браво. Опа, как могу. Но самая удобная позиция, это не 5, а 6. Вот это так. самая простая, самая любимая всеми танцорами. Самое удобное, я считаю. Да. Но я бы хотел, чтобы вот, допустим, Валентина, покажи одно движение ей. Можно простой самое. Да. Раз, два, три, четыре. Так. Раз, два, 2, 3, 4. 4. Прекрасно. И назад. То же самое. 1, 2 и 3, 4. То же Это самое. получается, я сейчас иду 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Только когда делаешь 3, ножку под себя ставишь. Да. Вот так получается. Нет, смотри сюда. Ага. Вот ножка вперед, а это вот прикладываешь. Вот. Открой ножку, открой. Вот так. О. Совершенно. Так, еще раз. Еще раз, получается. поехали. И 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Супер, мы тебя можем сразу записать. Мы тебя сразу записываем в основной коллектив. В основной состав. Через 2 репетиции ты выходишь на Отлично. сцену. Этот танец, который вы сейчас нам продемонстрировали, о чем этот танец? Это о празднике. Вообще этот танец был придуман на Хидерлес, на праздник цветов. Но, конечно, его можно использовать и на Касым, праздник вина. То есть вместо цветов у нас в корзинках будет виноград, и мы можем танцевать. Этот желтые платки, желтые фартуки символизируют о том, что это весна, это солнце, это яркость, красота, красные губы, красная планка спереди. В общем, все связано с женщинами и все связано с природой. А вообще, сколько нужно для того, чтобы вот такой танец один поставить? Вообще, даже если у нас есть какие-то плановые постановки танцев сейчас, то есть мы в течение года должны выставить 2 новых танца по плану о том, что мы являемся образцовым коллективом. Образцовый коллектив не просто так дается, он дается за какие-то заслуги. То есть мы имеем в репертуаре более 10 танцев уже действующих, которые мы можем на разных концертах танцевать разные танцы. Но и каждый год мы обязаны усовершенствовать свои достижения. Вот в этом году мы имели 2 танца. Мы имели болгарское хоро, имели вот этот новый танец. Уже имеем более 10, значит где-то 11 действующих танцев имеем. В чем вообще заключается секрет хорошо поставленного танца? Ну, секретов здесь, конечно, у каждого хореографа может быть свои секреты. Но так как мы практически работаем без профессионалов, правда, в последнее время с нами работала женщина-хореограф из Болгарии, помогала нам вот этот вот танец ставить. Значит, секретов много. Каждый видит свой танец будущий в мыслях. Я, допустим, вот вижу сейчас мы следующий танец, который будем ставить, он тоже будет гагаузский танец, будет гагаузская сюита. Я его вижу с нашей природой, с нашим южным колоритом. То есть выйдут пастухи, пасти овец, женщины принесут им кушать, вот они пообщаются. Ну, сейчас цивилизация пошла, транзисторы, музыка сейчас есть на поле. Раньше у пастуха был только флуир с собой, чертма по-гагаузски. Он мог. А сейчас время пошло вперед, что мы сможем вместе с нашими женщинами на том же поле станцевать танец. Вот я его вижу вот в таком вот стиле. Как оно на самом деле еще будет, потому что каждый отрезок танца, он еще корректируется потом. Либо добавляется что-то, либо убавляется. У каждого танца есть какой-то смысл. Ну да, Вот. танец без смысла – это не танец. Да, но вот о чем в основном все танцы, которые ставит ваш коллектив, показывают? Ну смотрите,
Мы восстановили несколько танцев, которые мы танцевали еще в юношестве, когда нам было всем по 17, по 18 лет. То есть первый танец, который мы восстановили, он назывался дюзова. Смысл в нем в чем? Если перевести этот дословно слово дюзова, то есть это плавная, ровная мелодия. И этот танец, он не был быстрым танцем, он был плавным, ровным танцем. Вот мы его танцевали. Следующая была гагаузская сюита. Там движения быстрые, ритмичный танец. Характер гагаузский показать именно в том смысле. Вот так, такие вот замыслы. Потом у нас есть танец, мы поставили танец дружбы, называется. Танец дружбы вообще изначально мы его ставили, хотели показать всем о том, что мы, гагаузы, такие же дружелюбные люди, как и все нации. Потому что мы дружим с молдаванами, мы дружим с болгарами, с русскими, со всеми. И в нашем коллективе, он многонациональный коллектив, в нашем коллективе есть 5-6 наций, которые танцуют. И танцуют те же самые танцы. И здесь, в танце дружбы, молдаване начинают танцевать. 4 пары. Заканчивают молдаване, выходят гагаузы, встречаются, обнимаются друг с другом и продолжают дальше все танцевать гагаузский танец. Вот это мы хотели показать о том, что мы очень дружный, веселый народ. Если говорить немного о самом коллективе, сколько человек на данный момент танцуют? На данный момент танцует в нашем коллективе сегодня есть 26 человек. Это поровну, то есть и... Нет, не поровну. Значит, у нас есть 10 мужчин сегодня и есть 16 женщин. Из них есть ключевой коллектив, 8 пар, которые танцуют, допустим, все танцы. Дальше те женщины, которые пришли новенькие к нам, мужчины, которые пришли к нам новенькие, каждый выучил кто-то 1, кто-то 2 танца, кто-то только начинает учить какой-то танец, кто-то уже 3 танцует танца. То есть всех потихонечку пробуем, и каждый показывает хорошие результаты. И вот таким образом... Вообще, каждому танцору, насколько я это понимаю, будучи самым, не танцором, есть индивидуальный подход. Конечно. Как вам удается находить подход вот каждой персоне? Значит, вот как сейчас только что мы вам показали 2 движения. Все с первого раза так и получается. Если этот человек схватил эти 2 движения, значит, это самые простые движения, значит, с него дальше получится. Он слышит музыку, он чувствует ритм, он, значит, поймал эти 2 движения. Это нормально. Если он не поймал, бывает и такое, что одному дается легко, быстро, то есть он может за 3-4 репетиции быстренько схватить этот танец. Все зависит от самого человека, который приходит к нам танцевать. И что заложено в его программе, что он хочет от этого. Просто прийти быть в коллективе или же танцевать. Если танцевать, значит, он трудолюбивый, занимается, и мы ему индивидуально помогаем, потому что мы не ставим человека сразу в ряд и давай. Каждого изначально с первого движения начинаем обучать. Когда он поймал 2-3 движения, ставим на этот отрезок, он чувствует себя плечо с этой стороны, с этой стороны. То есть вот так, с каждым индивидуально. Вы говорили, что вы танцуете болгарские танцы, то есть танец дружбы народов. Чем отличается, вот, как, например, гагаузский танец от болгарского, либо от молдавского? Значит, смотрите, отличается разными, по-разному отличается. В первую очередь, размер музыки. У болгаров совершенно другой ритм, у гагаузов другой ритм. Мы танцуем кадынчу, мы танцуем махрама, то есть 7/16, 9/16. Болгары танцуют 16/7. Это сложнее или это легче? Гораздо сложнее, это совершенно. Мы привыкли, потому что наш менталитет такой, что мы идем на свадьбы, мы идем на праздники, мы везде танцуем наш колорит. Они тоже танцуют свой колорит. Естественно, что каждая нация имеет что-то свое. У молдаван, молдавянская такая зажигательная, у них свой характер танца. У гагаузов свое, у болгаров свое. Но мы вот здесь меняем характер. И если так вот говорить, например, какой легче вам танцевать? Ну, нам, конечно, легче танцевать нашу традиционную кадынчу, махраму, которую мы всю жизнь вот танцуем с детства. Даже вот у меня есть внучок сейчас маленький, я ему беру ручку и подпеваю. И вот он уже смеется. То есть у него уже закладывается. А если бы я, допустим, был бы по нации болгарином образно, я бы ему болгарскую что-то напевал бы, он бы включал бы себе вот это. Ну, так, нам, конечно, по духу, по
ближе гагаузские танцы. Но так как мы танцуем не первый день, мы танцуем абсолютно, для нас в данный момент разницы нет. Что болгарское, мы и греческий танец танцуем, мы польский начали учить танец. Ну вот. И как обстоят дела с польскими и греческими танцами? Чуть-чуть будем желать лучшего, да. Допустим, просто не успеваем за этот период времени, сколько мы занимались. Мы занимались 2 раза в неделю, сейчас занимаемся 3 раза в неделю. По 2 часа нам не хватает этого времени. А не думали как-то увеличивать? Или... Мы думаем увеличить, только это уже должна быть какая-то помощь извне, потому что каждый имеет свою семью, каждый еще работает в народном хозяйстве, каждый из них работает на 1, на 2 работах. И у нас, как бы мы ни хотели увеличить свое присутствие в Доме культуры, физически не можем. Вот эти, и так каждый бросил своих внуков, своих детей, свою работу, приходит сюда, потому что это нам нравится, это наш дух, это наша жизнь здесь. И вот эти 2 часа, 3 часа, сколько мы танцуем, вот это для нас маловато. Но если бы была бы какая-то помощь извне, сказали бы, ребята, а ну-ка оставайтесь здесь, по полдня работайте, мы вам чуть-чуть поможем финансово, я думаю, что мы бы гору перевернули бы. Целый день? Ну, считайте, что если вы там до обеда занимаетесь своим делом, после обеда пришел, с 2 часов и до 5, до 7, до 8 танцуешь, конечно. Как и везде, на всей работе надо уделить внимание, а мы приходим, у нас есть разогревающие упражнения, мы чуть-чуть, потому что мы все уже в возрасте, у нас все косточки такие. Готовите ли вы сейчас какую-то, вот, можно сказать, масштабную программу? Масштабная программа, наверное, будет готовиться на следующий год. На следующий год у нас будет юбилей, 10 лет, как вот этот коллектив был создан. Он был создан в 2012 году, в декабре месяце. Вот сейчас нам как раз исполнилось 9. И думаю, что на следующий год хотим попробовать дать концерт. За все время существования вашего коллектива менялось ли составная часть? Конечно, конечно. Были у нас было 10 пар, мы танцевали. Одни ушли, другие пришли. У нас уже есть 4 человека из коллектива ушли в иной мир. Нам очень печально, очень жалко, что их нету. Они были у основ. Но вот меняемся. И вот здесь есть люди, которые вообще никогда не танцевали. Вот пришли люди, вот хотят. А вот, скажем так, люди, которые тут были с самого начала, они и до основания этого коллектива, они занимались танцами раньше? Танцевали ли в юношестве? Да, Угу. да. У нас основной коллектив, который сейчас даже имеем. Вот я, допустим, танцевал с 75 года по 85 год. Многие танцевали еще раньше. Вот они вдвоем вообще из основания 58 года начали танцевать. Понимаете, просто мы тогда танцевали кто год, кто 2, кто 3, кто замуж вышел, кто женился, в армию уехал, приехал, все, больше не танцует. Уже здесь как такое вертель было, знаете, постоянная текучесть кадров. Это всю жизнь в культуре было, оно и есть. Просто здесь мы сейчас обосновались, потому что мы уже такие мудрые стали, да, вот, никуда уже практически не уезжаем, сидим на месте, и это нам нравится, это наша жизнь. Я себя не мыслю без танцев сегодня. То есть, можно сказать, это уже даже стало не как хобби, а просто как большая часть вашей жизни. Да, основная. да, это не как хобби, можно даже так сказать, что это основная часть моей жизни, да. Если я где-нибудь уеду куда-нибудь, или получается так, что на 2-3 репетициях меня не будет, все, я уже болею, я уже... Начинает все зудеть, хочется все танцевать. Хочется. Вот у нас есть Николай Степанович, он когда 3 репетиции не танцует, приходит и так все время, будем танцевать, у меня пятки чешутся. То есть ваш коллектив поистине можно назвать золотым, раз вы уже Ну, столько его лет многие держитесь. называют и золотым, и легендарным, и золотой фонд, но мы предоставлены сами себе, спасибо. Значит, имея звание образцовое, мы имеем 2 зарплаты. Эти 2 зарплаты мы делим на весь коллектив. Где-то туфли подремонтируют, сапоги подремонтируют, где-то отъехать, приехать чуть-чуть. Нам вот так вот. Спасибо. А выезжаете ли вы в какие-нибудь другие населенные пункты? Конечно, выезжаем. Мы практически во всех населенных пунктах Гагаузии бывали уже не по одному разу, а по целым округам делали. И в Молдавии, и в Кишиневе, и где мы только не выступали. В Кишиневе мы бывали на многих фестивалях.
Здесь по соседству, начиная Вишневка, Качулия, Кантемир танцевали. С этой стороны до самого юга везде, Чешмикёй, Туле, Вулканешты, везде. Дальше пускаем корни. Болгария, Турция, Италия. То есть мы нигде не останавливаемся, мы все время идем и идем вперед. И как люди реагируют, можно сказать, на такой колорит в одном коллективе? Болгарские танцы, молдавские, гагаузские, сейчас учите польские. Ну вот сейчас, этим летом были в Болгарии, были на 2 фестивалях. Один фестиваль, значит, он такой, что на нем очень многие коллективы наши бывали, с Камрата. Но на втором фестивале, город Дупница есть такой город, наш коллектив был впервые из Молдавии, посетили этот фестиваль, именно наш коллектив. До нас никого не было, и пока не знаю, будет ли кто-то после нас на этом фестивале. И оттуда мы привезли сразу же 2 диплома. И в одном дипломе учитывали о том, что мы самый энергичный коллектив на этом фестивале. А там было 50 коллективов именно на втором фестивале. А были ли коллективы, можно сказать, вот с вами одного возраста или были? Практически нет. То есть, получается, вы, можно сказать, были такой один из самых взрослых. Да. Средний возраст нашего коллектива 63 года. У меня на самом деле нет слов просто. Это очень Одни впечатляет. Одни эмоции. Это очень впечатляет. Я хочу сказать вам спасибо большое, что вы предоставили такую возможность немного влиться в ваш коллектив, прочувствовать всю эту энергию, все эти движения. Я вам желаю только успехов и дальнейшего процветания. Кто относится не безразлично к народным танцам, у нас двери всегда открыты. 2-й этаж, кабинет Евелькио Инджелар. Мы приглашаем женщин, мужчин. Будем так говорить, кому за 30 можно к нам. Всегда и бесконечно. принимаю. Кто имеет 70, 80 лет, без проблем. Всех научите, Научим, всех принимаете. если у них желание есть. Да. Всех научим. По крайней мере, научим тому, чего мы знаем. А как там... А есть такое, что и превзойдут, может быть, и лучше будут танцевать. Сегодня это искусство такое, что... Вам еще раз спасибо. И да, я думаю, скорых встреч. Я постараюсь попасть на еще одну вашу репетицию. Пожалуйста, у нас репетиции понедельник, среда, пятница. Так было всю жизнь и сейчас так же. Все, до свидания. До свидания. Меня зовут Крыльчик Лидия, мне 23 года. Я из города Камрат, занимаюсь уже более 4 лет депиляцией и недавно открыла для себя направление моментального загара. Я очень любила именно процедуру депиляции сама как клиент и думала, что это что-то нереальное, недосягаемое. Вот. И потом просто мой тогда еще парень спросил меня, почему ты не занимаешься этим, тебе же так это нравится. Ну, в общем, накопила денег и решила, что вот пора. Так и пришла, просто очень сильно нравилась профессия. А к моментальному загару пришла, листала ленту Reels, увидела красивое видео девушки, красивый контент был, и я думаю, блин, было бы классно попробовать. И вот решилась. В Молдове прям считанное количество мастеров в этой сфере, то есть можно сказать, что нас может человек 5, наверное, на всю Молдову. Решила рискнуть, попробовать в Гагаузии, это прям очень круто. Большой, классный такой отклик был. Я не считаю прям, что
есть какие-то сложности, максимально все комфортно, какая-то такая легкая тревожность по поводу того, что что-то может не получиться, но если ничего не делать, точно не получится. То есть какие-то действия постоянно делаешь. Я веду Инстаграм активно уже 4 года, вот как начала заниматься депиляцией, 4 года я веду Инстаграм, и это мне помогает продвигаться, обо мне знают не только в Камрате, но я думаю, что прям по всей Гагаузии хорошо знают, и также за пределами Гагаузии тоже. Я была уверена, что я никогда в жизни больше не вернусь в бьюти, и что это вообще позорно возвращаться, если ты вдруг ушел с концами. Если ты чувствуешь, что тебе нужно попробовать что-то другое, пробовать обязательно. Если чувствуешь, что то, что ты попробовал, тебе не подходит, у тебя всегда есть возможность делать так, как ты хочешь, не бояться пробовать в разных сферах себя. Были мысли уехать из Гагаузии, я прям пожила 2 месяца в другой стране, я была уверена, что я там останусь, но муж был против, он прям очень хочет здесь жить, ему здесь все нравится, и когда я закрывала один раз студию, просто выгорела, мне не хотелось больше работать, закрыла все и думала, что с концами я продала абсолютно все, ничего не было, и я не думала, что вернусь. Муж открыл мне 2-й раз студию, только чтобы не уезжала, и сказал: давай вот 1 раз попробуешь, если тебе прям вот зайдет, захочешь. Я думала, что закроюсь. Вот 1-й месяц думала, что я закроюсь, потому что, конечно, есть свои обязательства, аренда, нужно сделать классный сервис для клиентов. Вот, короче, есть обязательства, переживаешь, хочется, чтобы было все на классном уровне, сделать так, как не делают другие, и из-за этого, конечно, переживаешь, вдруг что-то не так. Но по итогу с поддержкой родных, плюс, конечно, надо поработать, и все получилось, да. Сейчас нет желания уехать, я потом уезжала 2-й раз и поняла, что пока что не хочется отсюда уезжать. Я не скажу, что я как-то делю страну на какие-то части, то есть вот Гагаузия, и конкретно нет такого. Поэтому просто место, где я родилась, место, где я нашла себя и теряла себя тоже в этом месте, поэтому, грубо говоря, Гагаузия для меня моя жизнь, пока что так. Наконец-то мы узнаем этот рецепт. Да, покажем сейчас. Говорят, у вас тут вкусную каурму готовят. Как раз барана забили, пора разделывать. Мне подсказали, что вы мастер по изготовлению музыкальных инструментов. Я хочу, чтобы вы научили меня тоже. Здесь у вас танцы учат. Покажите парочку движений. Я пришла, чтобы вы рассказали немного про обряд в честь Дня Святого Андрея. Вам спасибо большое и до новых встреч. Спасибо. Здоровья, счастья.
На минувшей неделе Конституционный суд Молдовы утвердил результаты парламентских выборов, состоявшихся 28 сентября. Действующий премьер-министр Дарьян Ричан объявил о намерении покинуть пост, а правящая партия «Действие и солидарность» после формирования нового парламента выдвинет на должность главы правительства Александру Мунтяну. Об этих и других значимых событиях недели далее. 16 октября Конституционный суд официально подтвердил итоги выборов. Результаты парламентских выборов 28 сентября 2025 года подтверждены. Мандаты избранных депутатов признаны действительными, заявила председатель КС Домника Маноли. Таким образом, состав парламента 13-го созыва выглядит так. Партия «Действие и солидарность» ПДС – 55 мандатов, Патриотический блок – 26, блок «Альтернатива» – 8, Наша партия и партия «Демократия дома» по 6 депутатов каждая. Новоизбранный парламент должен собраться на учредительное заседание по созыву президента не позднее, чем через 30 дней после выборов. 13 октября премьер-министр Дарьян Ричан официально объявил о своем уходе. В своем обращении он поблагодарил Майю Санду, депутатов и членов правящей партии за совместную работу, отметив, что ключевые достижения правительства стали возможны благодаря координации и профессионализму сотрудников госструктур, а также поддержке граждан. «Я не буду участвовать в политической жизни, сложу депутатские полномочия после утверждения нового правительства и продолжу профессиональную деятельность, которую оставил несколько лет назад», заявил Ричан. Лидер ПДС Игорь Гросу подтвердил, что после формирования парламента правящая партия выдвинет Александру Мунтяну на пост главы Кабинета министров. По его словам, Мунтяну – профессионал с впечатляющим опытом в экономической, академической и инвестиционной сферах. «Нам нужны такие люди, чтобы продолжить европейский путь Республики Молдова», подчеркнул Гросу. Александру Мунтяну – экономист, преподаватель, предприниматель. Работал в сфере высшего образования, руководстве Национального банка Молдовы и международных организациях, включая Всемирный банк. Он возглавляет французский альянс в Молдове. В 2006 году был награжден орденом Почетного легиона Франции за вклад в развитие культурного и экономического сотрудничества. На этой неделе в Евросоюзе начала работать система электронной регистрации въезда и выезда ЕЕС. Она распространяется на граждан третьих стран, включая Республику Молдова, которая пересекает внешние границы 29 стран Шенгенской зоны для краткосрочных визитов до 90 дней. При первом въезде путешественникам необходимо пройти регистрацию, сдать биометрические данные, сфотографироваться, предоставить отпечатки пальцев и отсканировать паспорт. Система будет внедряться постепенно в течение полугода и полностью заменит ручное проставление штампов в паспортах с 10 апреля 2026 года. В Молдове пилотный запуск проходит на пункте пропуска Костешты. Цель – нововведение усилить безопасность и контроль миграционных потоков. Кроме того, на контрольно-пропускном пункте Скулена с 15 октября введен совместный контроль Молдовы и Румынии. Проверки теперь проводятся вместе, чтобы ускорить прохождение границы. Оформление осуществляется один раз в общем пункте. Это 4-й пункт совместного контроля. Аналогичные механизмы уже действуют на КПП Люшаны Албица, Джурджулешты Галат и Кантемир Фалчу. Между тем, паспорт гражданина Молдовы поднялся на 48 место в мировом рейтинге, позволяя путешествовать без визы или с визой по прибытии в 121 страну. Это на одну позицию выше, чем годом ранее. За последние 10 лет Молдова демонстрирует стабильный рост. Если в 2013 году страна занимала 68 место, то после введения безвизового режима с ЕС в 2014 году поднялась на 46-е. С тех пор показатель варьируется между 45 и 50 местами. Лидером рейтинга остается Сингапур, 193 страны, далее следуют Южная Корея и Япония. Среди европейских лидеров Германия, Италия, Испания, Франция и Швейцария.
Служба экстренных вызовов 112 внедряет систему e-call нового поколения, технологию, автоматически оповещающую спасателей о дорожно-транспортных происшествиях, передавая данные о месте и степени тяжести аварии. Проект направлен на модернизацию инфраструктуры службы и повышение скорости реагирования в критических ситуациях. Сейчас система готова на 60% и проходит этап тестирования и интеграции. По данным службы, внедрение e-call позволит привести национальную систему экстренных вызовов в соответствии с европейскими стандартами. 17 октября пограничная полиция сообщила, что в международном аэропорту имени Иуджена Дога в Кишиневе утром был обнаружен багаж, в котором предположительно может находиться взрывчатое вещество. В связи с этим пассажиров и сотрудников эвакуировали из здания аэропорта. Регистрация на рейсы временно была приостановлена. После проверки было установлено, что в подозрительном багаже нет ничего опасного. Такой была минувшая неделя. Здравствуйте, вы смотрите программу «Свежая голова», в студии Петр Гарч. Сегодня вместе с нашим постоянным экспертом Николаем Георгиевичем Гатишан мы обсудим последние политические события и, конечно же, обсудим итоги парламентских выборов и что они означают для автономии, в каком направлении надо двигаться для того, чтобы выйти из тех кризисов, которые вот окружают Гагаузию последние, можно сказать, даже несколько лет. Николай Георгиевич, рад вас видеть. Я тоже, спасибо. У нас была небольшая пауза, да, последний раз мы записывали программу еще за неделю, по-моему, или за 2 недели до выборов. Итоги парламентских выборов, конечно же, мы обсуждали, они всем известны, партия ПАС остается у власти, да, я думаю, что к большому несчастью властей Гагаузии, которые довольно активно даже во время избирательной кампании выступали и агитировали не голосовать за ПАС. Сейчас я не слышу совсем каких-либо комментариев касаемо итогов выборов со стороны вот первых лиц автономии. Касаемо вот той жесткой риторики, касаемо итогов выбора, на ваш взгляд, что это означает для Гагаузии? Вы имеете в виду риторики со стороны региона по отношению к центру? Да, ну властей Гагаузии. Но имеется в виду, вот, что означает победа ПАС, да, и то, что они получают большинство для автономии, как вы считаете? Ну, Петр, давайте некоторые акценты расставим, да? Выборы как процесс вроде бы завершились, да, но процесс признания итогов выборов еще продолжается. Ну, да. Мы находимся еще, скажем так, в таком перманентном выборном состоянии, да. Что дало? Давай я намечу 2 акцента, Петр. Ну посмотри, на выборы вышло 52%. Это каждый второй. В среднем по Молдове. В среднем по Молдове. Каждый второй, который обладает правом голоса. Почему-то мы все ринулись отображать 52% структур 52%. Кто, кого, за кого.
Но ведь 48% это тоже избиратели, граждане Республики Молдова. Они не вышли на выборы. Это их отношение к действующей власти и к действующей оппозиции. Об этом не надо забывать. Имеется в виду, что из 52% вышедших 50% проголосовало, я не буду касаться десятых, 50% проголосовало за ныне действующую власть. Если перефразировать, то это около 25% всех избирателей Республики Молдова. Если говорить о партии, оппозиционной партии, которая набрала больше всего, около 26-27%, Блок патриотов. Да, блок патриотов, то там ситуация еще интереснее. Это около 12-13%. Это каждый 10-й, каждый 12-й человек из избирателей проголосовал. Если говорить вот этим языком, не с точки зрения, кто вышел на выборы, а с точки зрения всего электорального состава Республики Молдова, то мы должны говорить вот об этом. Это первое. Второе. Ну, не секрет, что структура по отношению к власти в Гагаузии, она не изменилась. Практически процент набора центральными властями в Гагаузии, она почти осталась тем же. Вывод. То, что делалось, кстати, и президент об этом признала, что то, что делалось до сих пор, надо нам абсолютно менять и ехать в Гагаузию и менять ситуацию. Слава Богу, что это уже признается. Но надо сказать, что второе, что для власти те люди, тот электорат, который был представлен в регионе, надо признать, что существенного качественного изменения в электоральной структуре Гагаузии она не изменила. Поэтому здесь есть вопросы. Третий момент, что у нас выход был в среднем, если говорить выход голосования по Гагаузии ниже, то говорят по-разному. Каждый считает это либо победой, либо провалом, да, это 47 или 45% выхода. Я почему-то считаю, что разница между республикой, если выход был 52, да, в среднем по республике, у нас 45, то это 7%. Мне кажется, это тот электорат тех партий, которых сняли с выборов. Я почему-то так думаю, что тот электорат госпожи Лах и тех, которых сняли, скажем так. Есть у каждого электората, есть, наверное, есть такие вот ярые сторонники, которые не признают, кроме своего лидера. Мне почему-то так кажется. Не было прорывных идей, но я думаю, что, завершая, Петр, ответ на этот вопрос, мне кажется, в этом составе парламента будет сложно работать как действующей властью. Голоса, скажем так, безусловно, меньше. Но и мне кажется, состав оппозиционных партий, он, мне кажется, другой, чем был до прошедшие 4 года. Мне кажется, другой, и мне кажется, если и оппозиция, и власть не поймут, что им, кроме как работать на страну в соперничестве, а не в противоречии друг другом, если этого не поймут, вернее, власть и оппозиция, нас, если не сейчас, то, может, через год, через два будут ожидать перевыбор в парламент. Мне почему-то кажется, что сейчас ситуация вот такая вот неопределенная, стойкая и неразрешимая. Выборы показали, что 50/50 практически в Республике Молдова, да, камень на камень, практически вот такая ситуация. К сожалению, пока не удалось действующей власти резко поменять ситуацию. Для власти это очень важно, потому что оппозиция что? Оппозиция, говорят же, мы были в парламенте, что у нас было меньшинство. Ну, понятно, в оппозиции легче. Конечно, их легче. А вот у власти, если даже ничего за 4 года не изменилось, то для власти это существенный вопрос. Ну, многие даже говорят, что когда у вас полная власть на протяжении, допустим, 8 лет, то за этот период вы не можете уже оправдываться, да? Конечно. То есть, все, у вас была полнота власти. Вы затронули заявление президента Молдовы Майи Санду, да, потому что контекст этих заявлений. То есть у нее спросили, как вы планируете выстраивать отношения с Приднестровьем и с Гагаузией. Да, и вот, то есть она, во-первых, первая ее мысль была в том, что по-разному, да, Гагаузии один путь выстраивания отношений, с Приднестровьем чуть другой. Мы, конечно же, нас интересует в первую очередь Гагаузия, да, и то, как госпожа Санду, я зачитаю коротко ее речь.
Нужно ехать в гагаузскую автономию и гораздо серьезнее работать с местными жителями. К сожалению, многие годы местные политики сеяли ненависть к Кишиневу, ненависть к молдаванам, если хотите. И это принесло плоды. Многие гагаузы считают, что мы, Кишинев, хотим зла, что мы не можем мирно сосуществовать, что они могут жить хорошо, только если Молдова будет под контролем России. У этой фразы есть несколько очень важных мыслей. Да. Первое. Майя Санду сказала, что нужно серьезнее работать не с местными политиками, а с местными жителями. Вот это первый момент, который я хотел бы с вами обсудить. Да. На ваш взгляд, это правильный подход? Что в первую очередь именно нужен диалог с жителями, то есть не хватает диалога именно с жителями Гагаузии? Ну, Петр, правильно сделал, мне кажется, вывод госпожа президент, что надо говорить с жителями, не только с официальными представителями власти. Это всегда было, надо говорить полностью со всей палитрой. Вы знаете, вот когда вы сказали, что президент сказал, что надо ехать, у меня почему-то возникло в голове два таких вопроса, если я правильно выражаюсь сейчас. Кому ехать? Два кому? Первое кому? То есть кто из центра должен ехать? Это президент? Это премьер-министр? Или это деятели культуры? Это деятели искусства? Это усиливать связи, контакты между регионом и центром. Это очень важно. Кому ехать? Я оставлю, как ехать. Я оставлю, кому ехать. Другая интерпретация в моем сознании почему-то возникла. Кому это конкретно география? Куда? Кому? И как ехать вы отвечаете на этот вопрос? Сейчас завершу. Ехать в народное собрание, ехать в исполком кому? Или ехать Бамонту, предоставленному для президента. Я насчитал две встречи президента, где с деятелями там культуры или с деятелями там, неправительственного сектора. Неправительственного сектора. Я насчитал в зале около 40-48 человек. И встреча при начале курсов гагаузского языка при университете я насчитал в зале, персонально считал, 98 человек, да? Вот в организованную структуру ехать, заранее подготовленную, или все-таки охватывать в первую очередь трудовые коллективы? И не только президент, а вся мощь государства. Посмотри, Петр, в моем понимании государство не только президент, не только парламент. В регионе работают мощные структуры правительственные, государственные, которые работают, выполняют функцию. Государство живет, оно функционирует, получается зарплата, пенсии, социальные выплаты, полностью все. Эти люди государственные, они должны в первую очередь, находясь на таких должностях, рассказывать, говорить, ратовать за государство, за государственную политику, за очищение его ряду. Хорошо, Николай Георгиевич, как это должно быть? Ну как это должно быть? Я правильно вас понимаю, что вы считаете, что помимо президента, да, допустим, или помимо премьер-министра, есть очень много там усилить контакты. Министр экономического развития, у него свое, он должен там встречаться с... Петр, можно я понял, я быстренько скажу. Я из опыта своего говорю. У нас были периоды в развитии нашей страны, когда каждый министр или минимум премьер или заместитель министра имел часы приема в районах. У нас в Чедрлонге каждый месяц принимал министр какой-либо... Или еще министр приезжал, или его заместитель? Министр, если он не мог, или в случае где-то каких-то моментов приезжал представитель, его первый зам, все вопросы, которые рассматривались, они доносились до правительства. И к ним приходили как рядовые граждане или там примары? Не только рядовые. В первую очередь данный министр встречался, безусловно, с региональной, я назову, или это может быть правильно, может неправильно, но встречался с теми людьми, которые во власти. У власти возникают миллионы вопросов взаимодействия центра и региона. Будь то примар, взаимодействие населенного пункта с региональной власть уже взаимодействие с центром. И решались вопросы как государственные в первую очередь. Потом, безусловно, принимались, если там вопросы жителей, где-то касалось этого приема, обычно после обеда данный человек принимал уже конкретно жителей, не всех, конечно, по крайней мере, заранее просматривался круг вопросов, чтобы охватить как можно больше. Не только министры, приезжали, еще раз говорю, разные деятели культуры, семинары, симпозиумы, совместные, не локально внутри Гагаузии, а мы не оторваны от пространства ни экономического, ни культурного, ни юридического, ни финансового. Мы одна страна. И вот это взаимоотношение власти центральной на местах, власти центру дает самый первый ответ. Как чувствуют люди на местах?
любую ту политику, которая решается в центре. Вот это вот усиление связи, на мой взгляд, важно. И кто это будет представлять? Я думаю, что, наверное, будут и какие-то выводы. Все-таки надо фильтровать, как говорил наш бывший и сейчас настоящий представитель Народного собрания, фильтровать не только базар, но и людей. Есть еще одна интересная мысль, которую Санду заявил, о том, что, к сожалению, многие годы местные политики сеяли ненависть к Кишиневу. Не согласен с этим, в корне. Почему? В корне не согласен с этим. Я отслеживаю этот момент. Иногда я смотрю, некоторые наши политики, депутаты, в том числе Народного собрания, подхватили эту идею и говорят, что вот у нас есть люди, которые всегда сеяли ненависть. Я не могу согласиться с этим, ибо в течение 30-летней истории взаимодействия, жизни, функционирования Гагаузии были периоды, когда абсолютно этого не было, когда было нормальное развитие, нормальное отношение с Кишиневым. То, что есть противоречия, это нормально в состоянии политики. То, что есть какие-то разные точки зрения на одну и ту же проблему региона Гагаузии и центра, так это надо приветствовать. Потому что, мне кажется, противоречие – это путь к движению, путь к истине. Я понял вас. Я извиняюсь, Николай Георгиевич. Просто я немножко с вами не согласен. Ваше право. Попробую аргументировать. Да. Не могу говорить за 90-е годы, да, за 2000-е тоже, потому что я еще тогда учился в школе и как-то не интересовался политикой, да, взаимоотношениями. Вот Ирина Влах второй срок, да, приход к власти Майи Санду, после президентских выборов, после этого мы слышали только упреки, да, у них не было, практически сразу не сложился диалог, именно после 21 года, да? Да. И там было только обвинение, что вот потом 23 год новая волна случилась, да? Но Влах же не регион, это отдельный политик. Согласен, но получается, что когда Дмитрий Константинов часто там заявлял, что вот там Кишинев, и то это случилось после прихода команды Шора. Да, после этого. Когда Ирина Влах, они все-таки имеют определенный вес, и создается вот такой вот информационный шум, да? Петр, вы сказали очень опасную вещь, вот во фразе, она тоже там звучит, мне кажется, у президента, что одни политики сеяли рознь. С Кишинева тоже? С Кишинева тоже были такие ситуации? Я уточню. По отношению к центру, посмотрите, если отдельные политики или отдельная группа людей в регионе у нас, в Гагаузии, решает свои проблемы, сугубо чисто свои локальные, частные проблемы этой группки, с центром, обвиняя конкретных политиков региона, центра, именно Кишинева, это отнюдь не означает, что регион воюет с центром. Это не так. Где вы сказали фразу, там прочитали, что вот к молдаванам. Где? Найдите мне, приведите мне пример хоть одного явления в информационном пространстве, которое можно квалифицировать, что регион идет против молдаван. Я сегодня буквально читаю, как родители благодарят Министерство образования, значит, конкретных персональных лиц за то, что организовали летом, дети бывали в Румынии, значит, с румынским языком связано с какими-то культурными проектами. Я вижу, как благодарственные жители, некоторые, по крайней мере, говорят положительно о том, что да, действительно, качество медицинских услуг в центре, в Кишиневе, намного выше, чем в регионе, и региональной системе образования надо многому еще учиться у центра. Автоматизация, систематизация по отношению к старым методам работы у нас здесь. То есть я нигде не видел ни одного факта, поэтому очень надо быть осторожным с этим вопросом. Говоря о развитии, о возбуждении в сознании людей ненависти к народу молдаван. Это очень сильно сказано, и это надо убрать вообще, даже не обсуждая. А отдельные политики, переходя на язык бескультурия, на язык не конкретного диалога, пускай даже такого оппозиционного такого, да, толкования некоторых вещей, это в политике нормальная вещь. Самое главное, что результат был. Ну, смотрите, хорошо, допустим, вот вы, наверное, видели это видео, где этнофестиваль, по-моему, был в Кишиневе, да? Да, я попал на это видео, да. Виктор Петров. Да. Ведь мы же понимаем, что это была игра на публику, и цель была
задеть Санду, и, к сожалению, к большому сожалению, это удалось частично сделать. Мне попалось, я, кстати, случайно набрел на это видео, я после просмотра этого видео, я в ту ночь не спал. Я говорю серьезно. Мне показалось, что весь мир на меня будет смотреть после этого, все люди, жители, те, которые смотрели эти видео, будут показывать пальцем на любого гагауза, говорить, вот они такие. Так оно, к сожалению так и происходит. Да. Но это абсолютно не так. Уровень-то был другой, цель-то мероприятия была другая. Представить, в том числе, представить на этом фестивале культуру гагаузского народа. Вот чтобы в эту цель донести до всех народов. Молдовы, это богатство Молдовы, да и любого народа. Вот болгарского рядом был болгарский народ, были представители других народов, чтобы показать многообразие, или, по крайней мере, давай так скажем, эгоистично, показать культуру гагаузского народа, было показано, воздержусь от многих вещей. Но это не так, это непозволительно политику. Даже, я не могу назвать это даже политиком. После такого провала, мне кажется, я даже не знаю, как это назвать, людям просто надо уходить с этого, не твое это, как так? Цель была совершенно другая. Другое дело где-то на диспуте, где-то политической площадке. За круглым столом. Там вы, это не то, вы перепутали, товарищ, перепутали место и время. Николай Георгиевич, вот Санду говорит, нам придется выстраивать отношения практически с нуля. Вы согласны, что прям вот почти на нижней точке Петр, мне показалось просто, что вы считаете, что проблема не настолько прям глубокая, что все-таки политики чуть-чуть драматизируют как будто бы ситуацию. Петр, я скажу более резче. Да, они драматизируют, и я сейчас не буду уходить далеко в некоторую философию. Когда человек о чем-то говорит или оценивает какую-то ситуацию, в первую очередь он оценивает со своей точки зрения и со своего опыта жизненного. Когда с нуля, возможно, я понимаю эту фразу так, что госпожа Санду, говоря о начале возрождения отношений с нуля, имеет в виду начало отношения партии ПАС в регионе с нуля. В этом смысле она, возможно, права. В регионе есть инфраструктура, есть институциональная структура, есть люди, есть политики, есть не только сидящие там в залах, а есть на разных уровнях люди, которые позитивно смотрят на развитие всей страны. Еще раз говорю, всей страны. Просто надо понять причину, что происходило в регионе. Почему это причина? Я не согласен с последним вашим доводом, о том, что это каждый житель Гагаузии так и понимает, что вся его будущая жизнь только в взаимосвязи с Россией. Неправильно, надо проанализировать, что же произошло. Я мог бы сказать, конечно, свою точку зрения в двух-трех моментах. Каждый двор в Гагаузии имеет так или иначе, Петр, отношение я извиняюсь, да, Николай Георгиевич. Можете еще раз. Санду имела в виду, что они могут, что многие гагаузы считают, что мы Кишинев хотим зла, что мы не можем мирно сосуществовать, что они могут жить хорошо, только если Молдова будет под контролем России. То есть ее мысль была в том, что они хотят показать, что есть альтернативный путь, то есть что не обязательно для того, чтобы жить счастливо, жить богато или хорошо, держаться за Россию. Петр, можно я скажу 3-4 предложения? Возможно, я не раскрою мысль, но я его хочу сказать. Потому что это очень расширенное. Каждый двор, находящийся на территории Гагаузии, имеет либо непосредственно члена своей семьи на территории России, либо опосредованно, где-то тетя, дядя опосредованно имеет в этой стране, и скажем так, 4 года до этого момента эти люди, которые работали в том числе и за пределами нашей страны, в том числе в России, они легально через государственную систему банковскую переводили деньги на территорию Гагаузии, в том числе кормили матерей, дедушек, бабушек. Я работал в селе, я знаю, как эти переводы играли на этим людям для того, чтобы оплатить все свои услуги. Когда под видом того, что вот эти переводы в том числе и загрязнены некоторыми криминальными финансами, государства Республики Молдова закрыло все щели легального перевода денег, появился господин по имени Шор,
который делец в банковских делах, иначе вы 15 лет не дали бы, да? И он что сделал? Он оседлал этого коня и использовал провоз нелегально на территории Республики Молдова денег, в том числе и денег тех людей, которые абсолютно проживают в другой стране, и они не противники своим родителям или не противники страны. У них лишили возможность снабжать, доставлять эту услугу финансовую своим родителям для оплаты этих услуг. Государству надо было, когда закрывалась эта система, надо было предложить другую, альтернативную услугу. И государству сейчас эту проблему придется решать. Эти жители 450 или 50 тысяч или сколько там на территории этой страны, они все равно являются гражданами нашей страны. Они все равно, если так одним прочерком их вычеркивать из политики, то они все равно оказывают влияние. Они все равно переживают, это переживание передается их родным, которые проживают здесь. Поэтому, когда говорим мы, что Россия такая, Россия это в том числе, это мои, с кем я рос, это мои ученики, в том числе. Такие же, как они же. В этой ситуации может быть обратный эффект у жителей, в данном случае Гагаузии, да? Да. То есть помогите этим людям, помогите не рушить связи с их детьми. Мы, еще раз говорю, пройдет... ситуация на самом деле довольно сложная. Сложная, очень конечно. тяжелая. Я не снимаю тех аргументов, которые говорят с одной стороны, надо бороться с коррумпированными... Безусловно. То, что коррумпированное влияние есть, схемы есть, это никто не отнимает. Но вместе с этими там внутри есть иррациональные взаимоотношения, которых мы не должны огульно говорить. Мы должны решать вопросы, в том числе на межгосударственном уровне. Если на межгосударственном, то хотя бы на региональном уровне. И мне кажется, здесь центр упустил и упускает одну вещь. Ведь регион-то мог играть эту роль позитивную, не связь некоторых людей с криминалитетом, а позитивную роль в налаживании этих связей, у нас же были региональные связи, по очищению этих связей. Ведь люди будут благодарить власти, будут за власть, когда они поймут, что эта власть решает их проблемы, а не создает их Николай проблемы. Георгиевич, но ведь получилось так, что автономию, к сожалению, начали использовать в геополитических играх. Причем очень жестко использовать. Возьмем даже тот же Промсвязьбанк, да, ПСБ. Как это все, первые шаги, вы же помните, как это было, как это воспринималось? Это помощь, социальная помощь пенсионерам и госслужащим. В итоге мы уже видели, да, уже есть и судебные дела, уголовные дела. То есть эта система ПСБ, она в принципе нужна была для того, чтобы вот финансировать вот эти вот все схемы Шора, да? Контраргумент хотите? Пожалуйста, конечно. 2 года назад, когда резко подскочила цена на газ, мы все с вами, вы тоже, и моя семья, все получали компенсации за дорогой газ. Природа денег компенсации газа. Европейский Союз? Конечно. Мы почему-то не рассматриваем, что Европейский Союз, когда финансирует, это объективная причина, газ подскочил везде. Конечно, это трагедия в соседней стране. Это трагедия, кстати, я не могу согласиться, что это трагедия между двумя странами. Это трагедия всей мировой цивилизации. Это мировой цивилизация. Посмотрите, как поляризуются страны. И это надо прекращать. Конечно же, ни в коем случае не поддерживать ту или сторону. Сейчас не до выяснений, кто главнее. Сейчас выяснение прекратите эту междуусобную. Николай Георгиевич, мы немножко... Отвлеклись. Да, на самом деле. Мне кажется, говорим по существу. Нуждается ли Гагаузия в очищении политического класса? Это очень важный вопрос, особенно после парламентских выборов. Почему? Потому что середина ноября истекают сроки полномочий нынешнего состава, да? Ситуация с Башканом 8 октября будет заседание апелляционной палаты. Хорошо, после 8 уже будет точно ясно, да, там, что будет с ГУЦУ далее. Да. То есть мы, в принципе, к концу этого года можем оказаться в ситуации, когда у нас нет ни Башкана. Как будто сейчас не так. Ну да, в принципе. Ну, когда у нас будет почти год. То есть, когда же будет рассвет? Без Башкана, да? Такой... И плюс состав Народного собрания не сможет принимать законы, а сможет только постановления. ЦИК Гагаузии ситуация тоже непонятная абсолютно, да? То есть там идут суды, какой состав будет легитимным, какой будет нелегитимным, абсолютно неясно. И вот в этой ситуации есть очень интересное, кстати, одно заявление. У нас сегодня такое традиционное... рубрика заявления молдавских политиков и экспертов. Эксперт в области безопасности организации Watchdog
Андрей Курарару заявил следующее. О Гагаузии говоря, да, там нужно декриминализировать регион. Вообще дикая ситуация, когда местный парламент не признает решение суда. Это невозможно, это ведет к сепаратизму, это надо прекращать. О чем господин Курарару говорил? Он говорил о решении Народного собрания, в котором они приняли так называемое постановление, в котором заявили, что они не признают решение суда по делу Гуцул. Да? Хотя мы понимаем, что, конечно же, решение суда имеет большую законную силу, чем постановление. Вот вы согласны с таким... С точки зрения Курару? Именно что декриминализировать регион. Я могу согласиться с данным субъектом только в одном. Надо декриминализировать страну. В том числе регион, безусловно. А что, в центре Республики Молдова отсутствуют политические партии или политические силы, которые не признают то или иное решение суда? Просто разница в том, что в Гагаузии политическая автономия, то есть и тут есть народное собрание. Я понимаю подтекст, но в данном случае я не верю, что можно с центра декриминализировать какой-то регион, при этом не подходя к этому вопросу системно, в том числе придется решать судебную систему, надо вносить изменения в закон. Безусловно, центру придется кое-что модернизировать у себя, если придется нам декриминализировать здесь. Поэтому я говорю, декриминализация как о процессе – это государственная политика, и она придется касаться всей системы, как центральных органов власти, так и на местах здесь. Что касается, вы говорили очищение политического класса, да. Вы знаете, Петр, я понимаю, мне кажется, чуть-чуть изменилась моя точка зрения, я понимаю, почему Народное собрание не взяло на себя ответственность назначать выборы сразу к 16 ноября. Ведь все же поняли, после вынесения приговора госпожи Гуцул, все же поняли, что до 8 октября принятие каких-либо решений, даже выборов Народного собрания, даже выборов Народного собрания, оно настолько, во-первых, проблематично с ЦИКами со всеми, но после 8 октября Народное собрание, мне кажется, да, и весь Бамонт, и вся политическая и иная власть Гагаузии, да и Центр понимает, что придется в регионе проводить выборы совместно и Народное собрание, и Башкана. Это однозначно. Я не думаю, что 8 октября вдруг снимут все обвинения с госпожи Гуцул. Конечно, я бы хотел, 8 октября, да. Я бы хотел, конечно, чтобы, по крайней мере, приговор немножко... Даже юридически это почти нереально. Да, юридически нереально, да. Я думаю, конечно, было бы самым лучшим, наверное, перевести обвинение в условный режим, чтобы человек вышел, и как есть моменты, там, дети, и то... Я смотрю, разные точки зрения бытуют в юриспруденции по этому поводу. С точки зрения человеческой кто сидит в тюрьме есть дети. Петр, надо признать, что данный человек, который исполнял обязанности Башкана, после 8 октября уже официально никак не сможет, то есть в Гагаузии официально с 8 октября, я думаю, что это как небо и земля, понятно, что официально Гагаузия останется без Башкана. Вот тогда Народное собрание уже обязано в определенный срок принять решение. Тогда уже других иных ходов не будет. А какое решение, кроме как проведения совместно и Народное собрание, и Башкана? Ну это я понял. Николай Георгиевич, но вы согласны с тем, что Гагаузия нуждается в очищении политического класса? Именно вот эта формулировка. Смотря что под этим понимать. Декриминализация нужна всех структур власти, и в том числе и регион. Данный субъект имеет в виду, он не говорит об этом, но мы должны же об этом рассказать, наверное. Данный субъект, наверное, влияет, говорит нам о том, что все структуры власти в автономном территориальном образовании Гагаузии нужно разрушить связи, поддержку определенной партии, которая носит название ШОР, или фигуры криминальной группировки. Конкретно криминальной группировки. Это иной аспект вносит в его предложение. С этим невозможно не согласиться. Потому что нужно понимать, что в эту связь попали депутаты НСГ, члены исполкома, некоторые примары. Как бы вместо... Ну, знаете, это не то, что попали. Это мы не говорим про людей, которые активисты, да? Да, активист. Относительно вот этих вот списков и примаров, и советников, и начальников управлений, Петр, вы сказали, что делать? Надо ужесточать закон. Надо ужесточать закон, чтобы или у нас работало в меньшей степени. Если эти факты подтвердятся, что данное вливание финансовых конкретно государственных служащих или людей близких подтвердится, эти люди должны не только сразу уйти, их надо уйти с постов, скажу так, да, они должны понести уголовную ответственность вплоть до измены Родины. Я почему-то об этом очень
вы знаете, меня это просто очень раздражает, вот это вот явление вот такое. Люди, которые, находясь в государственной службе, они пользуются финансами криминальными. Это не... Если же вдруг такое не повторится, не то что повторится, не подтвердится, то я думаю, что люди, которые использовали эти списки, они использовали в том числе в электоральных этих самых моментах, тогда они должны... Для давления. Для давления или для оказания какой-то полностью, они должны подтвердить. Либо те, которые подтверждаются, что взяли, надо строго наказывать, либо тех, которые пользуются вот такими вот листочками, размахиваем по везде. Это репутация не только конкретным людям, это репутация региональной власти, это репутация государственных служащих, это репутация страны как таковой. И мы должны знать, что мы поменьше должны об этом говорить, но доводить дело до конца. Помните, мы говорили, мы хотели, чтобы в понедельник, 29 сентября, не останавливался процесс очищения, в том числе и остальное. Надо процесс продолжать. Это процесс вечный, кстати. И в тех странах, которые переходят из одной системы в другую систему, или как мы сейчас находимся вроде бы развиваемся и движемся по траектории, но иногда... мы в какой-то степени тоже в режиме перестройки. В режиме переделывания, скажем, неудачно понятие, может, переделывания страны. Мы все-таки молодое государство. Поэтому молодое государство, да. Это издержки и роста, это понятно. Но нужно четче и жестче это контролировать. С этой точки зрения надо бороться с криминалом во всех ее проявлениях, в особенности сращивания его с государственными структурами. А у нас это случилось. Нельзя все время говорить только на одного указывать. Безусловно, фотография в Тель-Авиве сыграла решающую роль в настрое населения, и его используют как сторонники, так и противники. Вы про фотографии в Израиле, где Дмитрий Константинов, Михаил Влах и Илья Узун встретились с преступником Илоном Шором. Где 3 богатыря это... Есть моменты, которые хочется забыть. Нужно. Но, к сожалению... Для развития нужно. К сожалению, они сыграли и играют до сих пор очень... Лучше, чтобы эти люди потом завтра не мелькали перед нами. Чтобы их образ ушел от нас вообще. Ну, тут, видите, тут вопрос в том, что в целом у молдавского избирателя, я имею в виду всех жителей Молдовы, на самом деле довольно короткая память на политиков. Потому что... понятно, что не у всех. Разве всех запомнишь? Но у нас есть такая проблема, да, потому что если даже взять эти выборы, многие, кто баллотировался, да, то есть мы их знаем не первый год, да, то есть мы прекрасно знаем, кто они, с кем они были, кто у кого деньги брал и кто кого предавал. А есть потенциал, Петр, полная замена элит? Рисунки Молдовы и здесь. Хороший вопрос. Это... И другой вопрос. Власть не хочет подпускать оппозицию в боязни, это что тоже проблема, те будут саботировать внутри. Одно дело саботировать власть на улице, а другое дело находясь внутри власти. Тут еще есть такой момент, что я думаю, что и я, и вы, мы знаем очень много достойных людей, которые могли бы прекрасно работать на это государство. Но политическая система, она настолько... Не хочется, конечно, говорить прогнила. Это довольно такое неприятное слово. Но, в принципе, оно так и есть, что политические процессы, они настолько уязвимы, неприятны для достойных людей, что они себя не видят там, да, это уже мы уходим в такие... Лирику политическую. Да, в лирику, согласен. А как вы считаете, все-таки кто должен проводить выборы в Гагаузии? Вы сказали, я понял вашу мысль, да, вы все-таки придерживаетесь, что выборы нужно провести одновременно в Народное собрание Гагаузии и Башканы, да, там будут определенные нюансы, потому что есть разница в округах, в границах округов, по-моему. Возможно, они незначительные, но, насколько я помню, на выборах в Башканы и на выборах в Народное собрание там округи не совпадают. Петр, очень коротко постараюсь ответить. На ваш взгляд, во-первых, как провести выборы достойно и кто должен делать? Мои опасения, это не только мои, да, что эта система Шора, эта сетка Шора, она настолько глубока в Гагаузии, что нужно определенное время, нужны ресурсы и, конечно же, работа правоохранительных органов
безусловно. И в первую очередь работа именно руководства вот этих всех, то есть политиков гагаузских, замешанных в этом всем, да, то есть кто принимает решения. В этой ситуации вы как считаете, как и кто должен проводить выборы? Петр, ввиду коллизии с Центральным избирательным органом Гагаузии, его так и не сформировали, он находится в подвешенном состоянии, и ввиду открытия окна после 8 октября, то, что произойдет, да, о необходимости уже назначения, по моему ощущению, эти выборы должны проводиться под центральным мониторингом Центральной избирательной комиссии Республики Молдова, но избирательные советы, как он сейчас называется, избирательный округ региональной в Гагаузии, в формировании этого органа, мне кажется, не то, что мне кажется, это в обязательном порядке должна участвовать элита региональная и непосредственно институциональная. И в законе, в избирательном кодексе Молдовы это тоже прописано. И исполком, да, делегируют своих представителей, судебная система, но под руководством, под мониторингом Центральной избирательной комиссии Республики Молдова. Самое главное, почему так? Не потому что доверие, недоверие. Мне кажется, вот эта вот коллизия в округах и судебных, кто должен признавать где что как, если Гагаузия проведет эти выборы только с помощью своей избирательной комиссии и самостоятельно, абсолютно без центра, станет вопрос о легитимности и тому подобное. Здесь это как раз та точка соприкосновения, это первый урок между региональной властью и между центральным органом власти. Доверие и взаимоотношения. Тут обязательно строить доверительные отношения, и хотим или нет, но надо эту комиссию создать, обеспечить ей правовое функционирование, и безусловно потом, да и не только потом, сейчас, данная система по декриминализации, да, у нас сейчас принято много говорить, денацификация, декриминализация, все пошли на «де». Пора говорить, что делать. Давайте про молдавский будем думать, давайте будем про государственному будем думать. Потому что ответственно, что в Народном собрании, что у нас здесь, проживающих в этом регионе, что в центре одна. Выборы должны быть легитимны. Не только судебная власть должна признать эти выборы, но люди после выборов в Народное собрание и Башкана должны быть уверены, что не было подкупа, что данная власть, которая избрана, она будет работать не только внутри здесь, но она будет тесно работать с центром и решать проблемы региона. То есть локально, хотя бы вопросы тех жителей, которые проживают здесь. Ну что мы, маленькие что ли? Какой политик или какая политическая сила может решать вопросы в регионе? Вот я слышу, некоторые политики говорят, нам надо срочно стратегию регионального развития. Слушайте, есть стратегия развития государства. Она есть до 2030 года, 2028. В рамках этих государственных стратегий надо вычленять, выбирать оттуда те моменты, которые касаются нашего регионального, не только Гагаузии. Нужно дальше идти из региональной, той стратегии национальной. Надо проводить региональную политику не только региона, как Гагаузии, который имеет еще политический статус, да, но и что нету региона юг, центр, север, где разные природные условия, разные политические моменты, разные ресурсная база. То есть много. Региональная политика должна идти не только в Гагаузии, она должна идти по всей Молдове. Поэтому, когда мы вычленяем из какой-то сферы, говорим, что вот мы, слушайте, мы — это мы, не только вот мы здесь локально, а мы — это вся страна. Ну, можно иметь, конечно, 10 региональных стратегий, но если ты находишься в корзине у беглого олигарха, то это как бы не сильно. Если некому будет притворять его, то... Николай Георгиевич, я вас благодарю за интересные мысли, интересные идеи, за то, что мы обсудили, может, не так много тем, но сейчас они очень, можно сказать, даже болезненные. Да. И они важны, потому что Молдова все-таки маленькая страна, и каждый житель, на мой взгляд, на вес золота. И, конечно же, нам всем нужно очень много работать, чтобы наша страна развивалась. Не просто требовать от кого-то и ждать, да, что кто-то нам подаст, каждому, да, и сделать нашу жизнь, а просто самим понемногу, но улучшать. Мы напоминаем, что вы смотрели программу «Свежая голова». Сегодня мы обсуждали вместе с Николаем Гетишаном последние результаты парламентских выборов и то, как это отразится на Гагаузии, и как в дальнейшем автономия и Кишинев должны строить отношения. Оставайтесь с нами и до новых встреч!
зовут Мария Варникогла. За 8 дней своего отпуска я планирую объехать на машине всю Гагаузию и собрать необычный альбом под названием «Мой край в лицах». Здесь работает моя хорошая знакомая и лучший гид Гагаузии Вера Гарчу. Верочка, привет! Привет, Маша! Правильно и сделала, что зашла к нам в центр, ведь наш информационный туристический центр – это уникальный путеводитель для знакомства с Гагаузией, с культурой, с традициями, с обычаями, с интересными местами и, конечно же, событиями, которые происходят у нас на юге. А тогда с чего мы начнем наше путешествие? Сегодня мы в Камрате. Камрат – это не только столица Гагаузии, это еще и своеобразные ворота в гагаузскую автономию. Ведь первым делом наши туристы попадают именно сюда. И обязательно рекомендую для посещения визитную карточку нашего города. Это собор Иоанна Предтечи, который находится в Центральном парке. Пожалуй, с него мы и начнем. Начнем. Духовная жизнь дунайских переселенцев играла очень огромную роль. Когда здесь появились первые переселенцы, первым делом они начали строить дома и, конечно же, построили маленькую деревянную церквушку. Но город рос, численность населения здесь возрастала все больше и больше и уже не вмещала количество желающих. И тогда появилась идея в 1840 году строительства здесь огромного собора. Первое упоминание это было в 1840 году, и уже в 1856 году впервые собор заработал. Вы, конечно, можете спросить, почему так долго, потому что в строительстве собора участвовали местные жители. Значит, собор посвящен у нас Иоанна Предтечи. По одной из версий, почему именно Ивану посвящено, потому что здесь у нас был на территории Иван Никитич Инзов, это был попечитель задунайских переселенцев, и постройка, вернее, собор был назван в его честь как дань уважения. Наверное, что касается интересных фактов о нашем соборе, это то, что сейчас на данный момент мы можем встретить в соборе плитку, которая еще была поставлена в 1840 году, она оригинальная, ее привезли из Польши вместе со строителями, которые ее устанавливали. Значит, такого рода плитку мы можем еще встретить, к примеру, в Кишиневе, в Краеведческом музее. Почему? Потому что сооружения были построены в один и тот же период, и тогда это была мода, скажем так. У нас в соборе мы можем встретить современные иконы, достаточно современные. Кстати, не в каждом соборе это есть. Значит, первая икона, посвященная семье Романовых, которые были приписаны к лику святых. И вторая икона – это Чернобыльский Спас. Эта икона, вообще по церковным канонам, ее не должно быть, потому что на ней изображены и живые люди, и мертвые люди. Но из-за того, что большое количество людей умерло от этой аварии чернобыльской, все-таки эту икону приняли, и мы можем ее сегодня у нас увидеть. Но есть еще одна легенда, на самом деле эта история имела место у нас в Камрате. Значит, когда собор закрывали, все иконы были собраны и отправлены на пекарню. Значит, 3 дня подряд пекся хлеб на иконах. Значит, одну икону обронили, местный житель ее взял к себе домой. По стечению времени ему снились странные сны, и он решил поехать в монастырь
и узнать, что происходит. Значит, священнослужитель из монастыря, он сказал, что икона просится обратно. И уже когда собор наш открыли заново как культовое сооружение, в 1989 году икону вернули обратно. И сейчас она считается одной из самых старых икон в нашем соборе. Первое упоминание о городском парке было в 1908 году. Конечно, с тех пор наш парк намного преобразился, и сейчас он похож на городской сад. Сейчас здесь произрастает очень много растительности, которая вообще не свойственна для Буджакской степи. На самом деле каждое растение, оно экзотично для нашего региона. И можно сказать, что весной нас радует даже китайская сакура. И многие туристы, посещая наш парк, говорят о том, что здесь чувствуется какая-то атмосфера одесская, и так и хочется увидеть море. В парке установлен камень основания города Камрат, большой фонтан. И сейчас в виде архитектурной ротунды мы можем увидеть бывший колодец, который питал воду все местное население. На камне основания города пишет 1789 год. На самом деле у нас есть дата чуть раньше, когда турецкий путешественник, проезжая через эту территорию, оставляет надпись о том, что здесь непонятно куда пропадают люди и непонятно откуда появляются. Это связано с тем, что под парком и под самим городом проходят подземные галереи. Последним нашим объектом на сегодня у нас будет ремесленная школа. Многим это здание знакомо, потому что оно являлось резиденцией нашего башкана Гагаузской автономии, и его превратили в ремесленную школу для детей. На данный момент здесь нашли творческую площадку не только дети, но и наши ремесленники. Но, наверное, о более подробной информации нам может рассказать наш ремесленник Ульяна. Здравствуйте. Привет. Меня зовут Мария. Очень приятно, Мария. Добро пожаловать в ремесленную школу. Я пришла учиться к вам гончарному делу. Отлично. Давайте сначала посмотрим нашу школу. Пройдите, пожалуйста, сюда. Ну что, Мария, вот здесь вот у нас есть небольшая экспозиция работ наших учеников. Некоторые из керамики, и мы выставили сусаки. Значит, что можно сказать про нашу школу, что основная цель ее – это возрождение давно забытых ремесел. И именно этим мы все вот эти последние 3 года занимаемся и обучаем детей. Например, гончарства не было около полувека здесь, и мы вместе с детьми возрождаем и обучаемся, и растем вместе с ними, делая работы из лепки и на гончарном круге. И здесь вот в этом помещении это небольшая галерея, где выставлены чуть-чуть немного работ учеников и наших совместных. Мы вместе с детьми здесь не только учимся, мы вместе здесь с детьми и развиваем нашу школу. Допустим, вместе выращиваем сусаки разных сортов для того, чтобы, может быть, в будущем, может в этом году, может на следующий год заниматься выжиганием, как раньше занимался этим сам Петр Влах, наш сусакчи. И даже здесь можно вот увидеть одну из его работ, можно увидеть несколько видов. Почему это здесь я выставила эту уголочек с сусаками? Потому что к нам сюда часто приезжают, вот благодаря Вере, туристы, которые интересуются нашими ремеслами, вообще нашей историей, нами. И им очень интересно видеть, чем мы занимаемся, чего достигли и чем особенны мы здесь. Поэтому вот
чуть-чуть можно будет сразу увидеть, как бы, это как визитная карточка нашей школы. Вот. Итак, девчонки, здесь у нас самое большое помещение, мы его называем залом, и обычно здесь в основном проводим все наши мероприятия, с большим количеством гостей и даже учеников. Вот за вот этим большим столом мы можем принять большое количество гостей, от 20 до 30, например, сразу на мастер-классы, или учеников, большое количество, когда собираемся, мы здесь тоже иногда лепим. Но чаще всего в зале у нас проводятся разные мероприятия. Допустим, в прошлом году мы подытожили год с тем, что делали выставку, конкурс лучших детских поделок из керамики. Поэтому мы в этом зале как бы можем собрать большое количество народу. Ну вот сейчас вот в этом хаосе вы можете увидеть все, что делается на данный момент. Мы одновременно вместе с лепкой и гончарством развиваем и, например, отпечатки из гипса. Вот, допустим, работа готовится к покраске. Здесь за этим столом дети чаще всего отдыхают. И, конечно, здесь есть пространство, куда я могу выставить кое-какие керамические работы, и на обозрение всех гостей и желающих, кто иногда приходит к нам, увидеть, чем мы здесь занимаемся и каким образом здесь все происходит. Здесь у нас вот есть такой вот баннер небольшой, где выставлены самые лучшие моменты за 3 года развития ремесленной школы. И на этих фотографиях можно даже найти себя, допустим, или людей знаменитых, которые приходят к нам. Это художники, скульпторы, политики, и так далее. Вот такие поделки, вот у нас последние работы. Это отпечатки подснежников, и это делают детки. Сейчас мы планируем с ними сделать на 8 марта отпечатки растений для мам. Кстати, вы, если успели заметить, у нас именно и это прослеживается. Каждая работа, она именно характеризует нас как таковых, потому что по кувшину, например, можно сказать, что, конечно, у нас на юге растут винограды, и, естественно, мы с детками их так и декорируем. Мы вместе с учениками прям задумываем композицию. Даже вот эти тюльпаны, они к нам пришли в преддверии вот весны, ведь тюльпаны, они вокруг нас, как бы цветы и все связанное с нами тоже, не только с другими народностями. Поэтому как бы и орнаменты, и символы, все, что мы можем вокруг себя увидеть, мы все запечатлеваем не только на керамике, но и на гипсе. Вот, допустим, на Масленицу мы готовились, мы вместе с детками думали, что общего, один хороший такой символ, который ассоциируется с праздником. И в общей сложности у нас большинство проголосовало за солнце. И мы солнце сделали в виде символа такого закрученной спирали бесконечности. И даже здесь, как историки, я им рассказывала про первую письменность. Эта надпись сделана в виде клинописи на глине. Это было просто неимоверно впечатляюще для детей, когда многие, кто уже прошел эту тему, они узнавали, что это клинопись, а кто не прошел, они прям еще пробовали себя еще на глиняных табличках писать клинописью, способом клинописи. Не зря я говорю, что цель — это возродить давно забытые ремесла. Именно здесь, в этом регионе, именно который характеризует нас как народность. Пройдем дальше. Все-таки давайте посмотрим, каким способом или каким образом гончариться. Проходим. Итак, Маш, вот мы сейчас за гончарным кругом сделаем симметричную работу. И видишь, я даже не называю, будет это кувшин, горшок или еще что-либо, но важно, что за гончарным кругом это будет симметричное, потому что это круг. Что для начала мы делаем? Я, естественно, приготовила примитивные приборы. Это вода, естественно, губка и пару стеков. И сейчас нужно попасть в центр. Если хочешь, можешь сама попробовать. Давай. Вот именно вот этим, вот так вот. Бац, попробуй. Попала или нет? Попала, но я обычно вот так делаю. Да. Этот гончарный круг электрический, бесшумный, можно вот ногой нажимать, я буду помогать и будем набирать скорость, но прежде чем начать, нужно будет заклеить вот здесь вот снизу, чтобы не попала вода под низ. Попробуй, пожалуйста.
Обычно многие гончары это не делают, но для того, чтобы вот большой кусок глины, здесь чуть больше килограмма, не улетел с планшайбы, необходимо, естественно, его тщательно прикрепить, потому что он просто там на честном слове. Поэтому приходится соблюдать все, чтобы вот такие условия. Ну, глина, она сама диктует эти правила. Давай я для начала отцентрую, потому что это первый этап, первая необходимость, что нужно сделать для начала, это отцентровать. Если я не отцентрую, видишь, мои пальчики прыгают, поэтому я не смогу сделать ровную работу, симметричную, потому что будут разваливаться стенки. Поэтому для начала необходимо набирать скорость и поднимать глину наверх. Это называется отминка на планшайбе. То есть вот здесь вот я отминаю этим способом, поднимая глину вверх-вниз и тем самым центрую. То есть глина успокаивается и прекращает болтаться в разные стороны. Я сейчас еще разок сделаю, потом попрошу, чтобы ты попробовала центровать. Каким образом? Смотри, здесь необходимо поставить правильно руки. У меня рука стоит на ноге, то есть я здесь не обязательно должна придавать силу именно вот руками. Я придаю силу прям всем корпусом тела. То есть рука у меня на ноге, и тем самым я всем корпусом давлю на нее, и у меня зафиксированы обе руки. Я держусь за эту глину. И таким образом поднимаю и чуть-чуть опять опускаю, создавая внутри этого комка волны глины. Попробуй. Посмотрим, получится у тебя. Надо сперва намочить руки. В этом деле главное не бояться запачкаться. Не поднимается. Не поднимается? Давай я попробую. Это, естественно, очень сложный процесс, потому что этому нужно учиться хотя бы 2-3 недельки. С чего и начинается обучение у учеников у меня. Они должны обязательно очень тщательно научиться центровать. Без этого навыка дальнейшие условия работы за гончарным кругом практически невозможны, как ты понимаешь. Поэтому центровка — это, можно сказать, один из очень важных и главных этапов в гончарстве. А как понять, что этот этап закончен? Центровка? Да. Сейчас вот я центрую, и ты руками прям почувствуешь, что глина никуда не бежит, не болтается, не шатается. Вот я помогаю даже немножко себе инструментами, потому что, на самом деле сегодня глина не очень. Посмотрим. Попробуй поставить руки и почувствовать, болтается она во все стороны. Нет, только Нет, она практически успокоилась, потому что вначале, когда ты видел, у меня прям пальцы прыгали, вот с этого момента вот как раз-таки и можем продолжить уже формировать изделие. Что вторым этапом? Это нужно продырявить. Вот я вот сейчас покажу тебе, и ты продолжишь. Держимся 2 руками, и вот этими большими пальцами мы будем углубляться. Можно делать так, можно еще, но вот это для новичков самое подходящее. Попробуй теперь ты. Я ставлю тебе воду, потому что здесь именно в этих... У меня там ногти, они, наверное, будут. Ничего страшного. Здесь поднимай. Отлично. Добавляем воду для скольжения. Давай я продолжу. Как тебе? Здорово, когда ты чувствуешь, что ты не контролируешь. То есть оно само, ты всего лишь поддерживаешь руками, но оно само все процесс происходит. Я скажу тебе, что глина — это один из самых не важных, а можно сказать, первозданных материалов, экологически чистый материал, который добывается из недр земли. Давай вместе попробуем. Вот я сейчас практически сделала донышко и стеночки, но теперь нам нужно будет их уменьшать и поднимать наверх. Я предлагаю тебе вместе, я буду с одной стороны, а ты с другой стороны. Мы засунем руку, да, ты просто почувствуй, каким образом поднимается стенка, а ты... задела. Так, сейчас я выровняю. Смотри, я одну руку здесь держишь, одну руку внутри. Вот так. И обязательно все время смачиваем. В этом способе здесь как раз именно важно все время смачивать.
Чтобы руки не цеплялись и было скольжение. Как будто, да. Чтобы было скольжение, да. Все. Вот такой вот Разрезать горшочек. вот этой ленточкой, да? Я могу показать, а ты попробуешь. Вот здесь вот нужно будет... Это вообще гитарная струна, бывшее употребление. Мы, кстати, с музыкальными школами имеем отношение. Вот так вот натянуть, вот этими большими пальцами прижать и тянуть. Попробуй. Намотай. Она безопасная, она практически мягкая. Нажимаем и тянем. Тяни, 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 тяни. Не наверх, на себя, на себя, на себя. Чуть-чуть испортила, наверное, да? Нет, все хорошо. И можно забирать? Да, вот чуть-чуть снимем немножко шликера с рук. Вот так вот. И попробуем его оторвать. Прошу. Ой, здорово. Вот так вот рождаются шедевры. Спасибо. И теперь его можно уже сразу в печь, да? Нет, к сожалению, долгий процесс сушки. Чем больше изделия, тем дольше сохнет. Сохнет от 2 недель до целого месяца. И только потом уже делаем процесс лощения, то есть разглаживаем полностью его изнутри, снаружи, и потом только в печь. И, возможно, он пройдет 3 обжига. Это при температуре 1050 градусов первый обжиг, 24 часа на протяжении суток обжигается, прям буквально плавится металл в печи. Наша печь, она электрическая, у нее поднимается температура до 3000 градусов, а глина вообще наша классная, она обжигается при температуре 1050. Есть глины, которые обжигаются при 800, а есть глины, обжигаются при 1200 или 1800. Но у нас приемлемо. Дальше я сделаю глазуровку, это будет 2-й обжиг, и 3-й обжиг это будет молочение. Будем вместе с детками купать его прям в прямом смысле слова в молоке, и потом снова на обжиг, но уже при температуре 350 градусов. Таким образом мы делаем молочную керамику. В общем, пока он попадет в использование, он пройдет очень долгий период. Да. И ему предстоит месяц пути. Ну, удачи. Ну что, Маша, понравилось у нас? Конечно. Особенно прочувствовать это творение, подержать его в своих руках. Наверное, вы каждый раз это ощущаете, чувство. Да, и не только я, мои ученики тоже каждый день творят что-то прекрасное. Спасибо, Вера, вам за визит, Маша. Была рада знакомству. Приходите к нам еще в гости. Спасибо, нам тоже было очень приятно с вами познакомиться и окунуться в гагаузскую атмосферу еще раз. До свидания. До свидания. Творческих вам ребят. Спасибо. И вам всего хорошего. До свидания. Мы отправляемся в Литву не за красивой картинкой. Мы хотим увидеть, как изменилась жизнь людей, страна которых уже стала членом Европейского Союза. Нас интересует не статистика, а те изменения, которые произошли в малых городах, деревнях, старых заводах и на улицах. И пока в Молдове все остается только обещаниями, в Литве это уже реальность 20 лет. Мы хотим увидеть все своими глазами и рассказать о том, как живет сегодня Литва, не только для тех, кто верит в Европейский Союз, но и тем, кто больше не верит ни во что. Если
Если даже город, потерявший свою атомную станцию, сердце и источник благополучия, смог не исчезнуть, а обрести новое дыхание, значит перемены возможны для любого региона. Висагинас – город на самом краю Литвы. Здесь когда-то запускали ядерные реакторы. Здесь было светло даже в самые темные советские годы. Но все изменилось, когда Литва решила идти в Европу. Одним из жестких условий Европейского Союза стало закрытие Игналинской атомной электростанции. Станция, которая питала не только страну, но и судьбы десятков тысяч людей, остановилась. Казалось, на этом все. Тысячи уволенных, разрушенные планы, конец эпохи. Но это был не конец. Это было начало. Насколько я помню, что все-таки беспокойства были, как этот будет переход происходить, беспокойство, потому что, в принципе, жизнь при работающей атомной станции, она была довольно-таки стабильная, размеренная, с хорошим достатком работники атомной станции жили. И, конечно, одно из условий было вступление в Евросоюз, это закрытие атомной станции. То в городе были разные настроения, потому что эта неизвестность многих пугала, но в целом как бы приняли нормально, потому что это такой шаг вперед. И, в принципе, практика показывает, что закрытие атомной станции повлекло за собой такую позитивную волну. Это привлечение и новых предприятий в городе, и город начал себя находить немножко с другой стороны, потому что он был полностью завязан и зависел от атомной станции. Ну и также процессы закрытия атомной станции, они еще будут идти до 100-го года, поэтому это долгий процесс, и работники до сих пор есть на атомной станции, 1600 работников и на сегодняшний день работает. Поэтому сейчас, я думаю, люди радуются тому, что мы часть Евросоюза. В городе, который должен был исчезнуть, началась новая жизнь. Бывшие инженерные общежития стали гостиницами. Цеха, где гудели турбины, превратились в культурные площадки, экскурсионные маршруты и лектории. Еще была такая надежда, что, может быть, второй блок закроем чуть позже, не в 2009 году. Но были уже договоренности, и это было одним из условий вступления Литвы в Европейский Союз. Конечно, для многих, для людей это было сначала грустно, потому что все равно как детище, которое построили, которое эксплуатировали, в которое было вложено много денег на улучшение безопасности, и действительно и независимые эксперты, экспертизы говорили, что станция находится на хорошем уровне с точки зрения безопасности и можно эксплуатировать. Но с другой стороны, все равно нам большое подспорье вступления в Европейский Союз, и мы договорились, что нам помогает Европейский Союз в финансовом отношении, потому что 86% финансирования – это европейские деньги. То есть без европейской помощи это было бы сложно сделать для нашей небольшой такой страны, и поэтому мы действительно вовремя договорились и получаем эту помощь. Что касается населения, то и взгляды, и работников я имею в виду, то, конечно, и взгляд поменялся, потому что люди не потеряли работу. Конечно, не все, но основная часть была цель сохранить персонал. Ирония в том, что именно закрытие станции сделало Висагинас привлекательным и для туристов, и для студентов, и для режиссеров. Это уже не просто город энергетиков, это город, который учится менять свою судьбу. Отток, конечно, был, потому что когда станция закрылась, естественно, закрылись предприятия, обслуживающие атомную станцию. Было такое, да, первая волна. И это уменьшение натуральное было. Потом стабилизировалось на 20 тысячах, и город, в принципе, и инфраструктура, он рассчитан где-то на 20 тысяч жителей. И сейчас он стабильно держится. И после определенного периода сейчас график показывает уже позитивную тенденцию несколько лет подряд вверх. Все, которые выходцы из Висагинаса, они понемногу начинают возвращаться с Германии, с Англии, где они были на заработках, появляются семьи, и люди начинают возвращаться, потому что все-таки и проживание здесь гораздо дешевле, нежели в той же там Германии или там Англии. Инфраструктура полностью соответствует требованиям европейским, и все сады, все школы у нас реновированы, тоже с европейских денег. Неформальное обучение на высшем уровне, спорт в городе, а это все, что нужно для молодых семей, и поэтому сейчас как раз такая тенденция, что возвращаются в город. Информационный центр атомной электростанции – это не музей прошлого.
Это портал в будущее. VR-очки позволяют пройтись по реакторному залу. Здесь звучат истории тех, кто строил станцию, и тех, кто теперь строит другую реальность, без атома, но с перспективой. Постепенно это количество персонала, конечно, мы снижали, но не было такого резкого отправления людей и оставления без работы, как это сказать так правильно. И в настоящее время люди действительно уже, работники, вовлечены в новые процессы, новые проекты. Снятие с эксплуатации – это что-то было новое для нас, и мы начали с самого начала, и поэтому очень такие большие вызовы. И на сегодняшний день мы единственная станция такого типа, которая делает такой крупный проект. И мы набираем опыт, знания, и своим опытом, знаниями делимся с другими станциями тоже. К нам приезжают, мы ездим, рассказываем о своих успехах, потому что никто этого не делал. Мы это делаем постепенно и идем к тому, что планируем демонтаж даже самих реакторов, то есть тоже этого из РБМК реакторов никто такими проектами не занимался, и поэтому люди, работники заинтересованы, что и может даже гордость такая, что работают на таком предприятии, как называем мы себя пионерами в области снятия с эксплуатации реакторов РБМК. То есть и наше будущее, тоже мы думаем, что наши знания и в будущем понадобятся для других и будут взяты как опыт хороший. Да. Был проект строительства новой атомной станции рядом с нашей, было место, где была площадка для 3-го и 4-го блоков. То есть мы планировали уже, правительство уже планировало и договаривалось с Японией, с реакторами Хитачи. Потом этот проект был как-то отложен. Это был общий проект 3 прибалтийских стран и Польши сначала, Польша потом отделилась. Но теперь многие страны, в том числе Литва, имеют такой план, проект, вызов. Все говорят про модульные реакторы малой мощности, что это теперь более современно и популярно. И надеемся, что, может быть, даже и наша площадка может быть использована для этого. Нашу станцию, конечно, уже все не, как многие говорят, так возродите, может, там что-то достроите, сделайте и запустите заново. То есть этого уже нету. Наша цель теперь нашего персонала, работающего теперь в это время, все безопасно и качественно выполнить эти все демонтажные работы, упорядочение радиоактивных отходов, все сложить в могильники, и уже будущие поколения смогут, думаю, именно реализовать эти планы Литвы по поводу малых реакторов. Мы даже в прошлом году делали такую рекламную кампанию своего предприятия, предлагали приходить к нам работать. На плакате был мальчик 3 лет, и написано, что рабочее место с будущим. То есть наше поколение работников еще сейчас растет, которые потом смогут здесь работать. То есть такая наша визия, такая стратегия. То есть многие думают, что если станция закрыта, не вырабатывает электроэнергию, на этом все закончено. На самом деле нет. Это очень интересные новые проекты именно по созданию новых объектов. Мы не только разрушаем, мы и строим. Это именно могильники, хранилища, все же у нас хранится, мы никуда ничего не увозили. Висагинас не жертва интеграции, он ее доказательство. Доказательство того, что европейская политика – это не только директивы и запреты. Это инвестиции, новые профессии, шанс на перезапуск. Город живет, открывается малое производство, развивается туризм, молодежь возвращается. Пока кто-то ворчит, Европейский Союз нам ничего не дал, Висагинас просто делает свое дело. Уверенно, последовательно, по-умному. Потому что именно благодаря Европе здесь не исчезли улицы, школы, предприятия и главное будущее. А значит, возможно все, даже то, что раньше казалось невозможным. История Висагинаса – лишь часть большой литовской трансформации. Вся страна прошла через такие испытания. И сегодня Литва делится этим опытом с Молдовой, помогая идти тем же путем. За последние 20 лет Литва прошла путь от постсоветского государства с хрупкой экономикой до члена Евросоюза с высоким уровнем цифровизации, конкурентной промышленностью и устойчивыми инструментами.
Этот путь был нелегким, и именно поэтому Литва сегодня не ограничивается формальной поддержкой европейского курса Молдовы. Она делится конкретным опытом, представляет экспертную помощь и остается последовательным союзником на всех уровнях. В Литве хорошо помнят, как важно было чувствовать поддержку западных партнеров на этапе реформ. Поэтому отношение к Молдове – это не просто внешнеполитический интерес, а отражение принципа «передать дальше». Молдова идет тем же путем, потому что сейчас вот план роста, который утвержден в Европейском Союзе, значит, Молдова будет вести переговоры и в то же время делать эти реформы, менять и законы, и стандарты, и это отчасти будет финансироваться Европейским Союзом. Так было и у нас. Есть как бы несколько стадий помощи Европейского Союза. Когда ты далекая страна, тебе там гуманитарная какая-то помощь. Когда ты уже получаешь ассоциацию, тогда больше фондов европейских приходит. Когда ты ведешь переговоры и меняешься, значит, вот как growth plan у вас идет, еще больше помощи. И когда уже страна вступает в Европейский Союз, у нее появляется доступ к европейским фондам, целью которых есть поднять ее до среднего хотя бы уровня в Европейском Союзе, значит, конвергенция, эти фонды конвергенции. И как бы болезненно, значит, всегда надо было поработать, но я не назвал бы этот процесс болезненным, он был очень трудоемким. Значит, каждая сфера, самые трудные, я думаю, сферы, где больше всего работы и пришлось вложить, я думаю, окружающая среда и сельское хозяйство, потому что там больше всего стандартов, больше всего нюансов. И когда страна, в случае Литвы, мы не были тогда богатой страной, и там на чем ты экономишь? Конечно, на стандартах, на среде окружающей. И нас вот это заставляло. А может это я бы так выделил, как самое сложное, но в целом я думаю, что это был скорее прогресс, чем болезненные реформы. И с другой стороны, мы сейчас вот имеем очень хорошую окружающую среду. Литва очень зеленое государство, и мы до 30-го года даже планируем в 100% перейти на зеленую энергетику свою. Если вот бы сейчас, представим, Молдова бы стала членом Европейского Союза, гагузы также утром встали, также выпили чай, кофе, там помыли зубы, ничего бы не изменилось. Просто, может быть, бы не было границы, можно было бы съездить, как чувствовать себя как дома. Я думаю, что даже вот те напряжения, которые, скажем, национальная автономия, такая сплоченность, я думаю, что такого напряжения было бы намного меньше, потому что исчезновение границ, открытие вот страны снимает очень много. Даже для Приднестровья, если Молдова вступает в ЕС, Украина вступает в ЕС, вот все эти разграничения, это, все это бы снялось. И можно было бы концентрироваться на то, что ты умеешь лучше всего делать, или продавать то, что лучше всего получается, брать опыт лучший, тот, который есть по всей Европе. Можно было бы отправить детей учиться, где они хотят, просто развилось бы другое мышление. Я вот, как говорил, эти форма контроля, значит, ты берешься за руки, держишься, ограничиваешься от всех. Я думаю, чтобы это исчезло. Я думаю, что гагузы бы с их ментальностью бы жили намного лучше. Не зря Турция столько лет хочет тоже вступить в Европейский Союз. На дипломатическом уровне литовская сторона проявляет постоянную активность. В последние годы состоялись десятки двусторонних встреч, на которых обсуждались механизмы усиления сотрудничества, в том числе в рамках будущего членства Молдовы в Европейском Союзе. Литва входит в число стран, наиболее активно выступающих за быстрое начало переговоров с Кишиневым и максимально конкретную техническую поддержку этого процесса. Важное направление – помощь в адаптации к стандартам Европейского Союза. Так, сейчас при поддержке литовских специалистов идет реформирование системы государственных закупок в Министерстве финансов Молдовы.
Параллельно развивается партнерство в сферах внутренней безопасности, медицины, сельского хозяйства и окружающей среды. Сегодня, как и всегда, двустороннее сотрудничество с Литвой сосредоточено на очень конкретной области. Демократизация Республики Молдова. Учитывая, что Литва продвинулась дальше и быстрее по этому пути, чем наша страна. То есть сотрудничество сосредоточено на политическом аспекте. Это хорошее управление демократизацией страны, хорошее администрирование Республики Молдова, помощь всеми возможными средствами, чтобы Молдова двигалась по пути демократических реформ с целью создания правового государства, что остается актуальной и приоритетной задачей. Вся помощь, включая значительную финансовую поддержку, была подчинена именно этой главной цели. A fost subordonată, iată, acestui obiectiv major. Lituania asistă Republica Moldova ca să continue calea reformelor. Литва помогает Республике Молдова продолжать путь реформ, насколько этого желала сама Молдова за последние 30 лет. Deci, toate proiectele, dar a fost un număr foarte mare de proiecte de asistență din partea Lituaniei pe această perioadă. Было реализовано около 150 проектов помощи на миллионы евро, и они продолжаются и сегодня. Секторальное сотрудничество охватывает все сферы. В первую очередь окружающая среда, сельское хозяйство, медицина, finanțe, etc. Chiar actualmente se desfășoară un proiect important. Конечно, экономика, финансы и так далее. Achiziții publice, în care este asistată de... Сейчас реализуется важный проект Министерства финансов, связанный с государственными закупками, в котором литовское профильное учреждение помогает нашему министерству адаптироваться к стандартам Европейского Союза. И так по каждому сектору. Во внутренних делах у нас отличное сотрудничество и помощь направлена на укрепление институционального потенциала Министерства внутренних дел. Литовская экономика демонстрирует устойчивый рост. Вступив в Европейский Союз в 2004 году с одними из самых низких экономических показателей в Европейском Союзе, страна за 2 десятилетия добилась роста заработных плат в 6 раз и вышла в топ по темпам развития. Основой этого успеха стали своевременные реформы, ставка на инновации и умение превращать кризисы в точки роста. Финансовые технологии – ответ на кризис 2008 года. Биотехнологии – на пандемию. Оборонная промышленность – реакция на войну в Украине. Сегодня Литва активно развивает инженерные технологии и научные отрасли. Особое внимание уделяется созданию благоприятного регуляторного климата для бизнеса, от стартапов до крупных инвесторов. Новое законодательство позволяет запускать заводы и производство не за 2 года, как было раньше, а за 3-8 месяцев, что делает страну особенно привлекательной для стратегических инвестиций. Я бы начала с 3. Это информационные и коммуникационные технологии, инжиниринг и науки о жизни. Но также мы видим, что в последние годы определенно развиваются финансовые технологии, которые тоже относятся к сфере технологий. И сейчас, за последний год, мы очень сильно продвинулись в оборонной промышленности. Молдова всегда была и будет другом Литвы. И наши президенты провели довольно много встреч, обсуждая, как наши страны могут помогать друг другу. И мы всегда будем сторонниками молдавского пути к членству в Европейском Союзе. Этот вопрос обсуждался и среди стран-членов ЕС, и в контексте того, какие продукты может поставлять Молдова и какие товары, где можно было бы видеть цепочки поставок между нашими странами. Потому что для Европейского Союза, для всех наших стран-членов, мы хотим иметь такой хаб цепочек поставок внутри ЕС, чтобы у нас была экономическая безопасность,
чтобы в целом мы были защищенными, независимыми и конкурентоспособными на глобальном уровне. На фоне европейской интеграции Молдовы Литва рассматривает ее не просто как кандидата на вступление в Европейский Союз, а как партнера в построении внутреннего экономического пространства. Страны ЕС активно обсуждают возможные цепочки поставок, в которых Молдова могла бы стать важным звеном с ориентацией на надежность, независимость и общую конкурентоспособность Европы. Литовская сторона подчеркивает, речь идет не только о политике. Это вопрос стратегической устойчивости самого Европейского Союза. Чем быстрее Молдова будет интегрирована в экономические процессы, тем более защищенной станет вся система. От реформ госзакупок до поставок снаряжения для молдавских структур безопасности. Литовская помощь давно вышла за рамки протокольных заявлений. Это партнерство, в котором четко распределены роли. Одни проходят путь, другие помогают не свернуть. Литва сама прошла этот путь и теперь открывает его для Молдовы. Но европейская интеграция – это не только дипломатия и реформы на бумаге. Это еще и успех маленьких городов, которые умеют превратить природу, культуру и локальные ресурсы в основу современной экономики. В Литве есть небольшой город Аникче, по численности населения сопоставимый с крупнейшим селом Гагаузии Кангазом. Но на этом сходство заканчивается. Пока Кангаз борется за базовую инфраструктуру, Аникче уже давно борется за туриста. И нужно признать, довольно успешно. Аникче – это не просто географическая точка. Это город-курорт, где природный потенциал превратился в экономический ресурс. Леса, река, холмы и чистый воздух здесь не остались фоном, их превратили в бренд. Именно здесь находится единственная в Балтии экотропа, проходящая по верхушкам деревьев. Этот архитектурный инженерный объект уже стал визитной карточкой региона. Тропа уходит в небо на высоту 21 метра и ведет к обзорной башне, откуда открывается панорама на весь природный парк и город. У подножия экотропы спрятан еще один символ – валун Пунтукас. Второй по величине камень в Литве, весом около 265 тонн. Это не просто валун, это культурный и природный объект с мифологией и историей. Город обрамлен сосновыми барами и парками, через которые проложены веломаршруты, туристические тропы, смотровые площадки и беседки. На берегу реки Швентои создана пешеходная набережная, ставшая сердцем Аникче. Здесь люди гуляют, катаются на велосипедах, проводят фестивали. Именно в этих же лесах среди сосен расположен современный санаторий СПА, где туристы проходят оздоровительные процедуры. Он выглядит скорее как 4-звездочный эко-отель, чем как типовой санаторий советского образца. Это и есть европейский подход – лечить не только телом, но и видом из окна. Такая концепция отдыха с природой, но по-современному работает. Туризм здесь живет круглый год. Туристы приезжают как из самой Литвы, так и из-за рубежа. А теперь о том, кто стоит за этим успехом. В советские времена было все по путевкам. Никто не мог приехать тот, кто желает, а кому путевку давали. А сейчас приезжают со всех стран люди, которые хотят посетить наш город, и наши санатории, или дома отдыха и так далее. И частный бизнес, то есть деревенский туризм очень у нас развит. Этого вообще не было в советские времена. Везде были колхозы, где только производство было сельское. А сейчас очень много разных познавательных программ делают люди. И делают такие смешанные. Он занимается и фермерским хозяйством, и этим сельским туризмом. Аникче не просто красивый город, это город, который умеет работать с проектами. Здесь получают гранты, участвуют в программах Европейского Союза и выстраивают сотрудничество с другими странами. Это не происходит само по себе, это результат работы команды и людей, которые умеют оформлять документы, защищать идеи и не бояться бюрократии. Главное найти людей, которые умеют читать документы
умеют готовить проекты и их защищать. Вот это конечно, нужно подготовиться, потому что раньше было плановое хозяйство, а сейчас у нас надо смотреть, какие есть программы, готовить документы в этой программе и участвовать. Это зависит очень много от руководителей самоуправления и от того звена самоуправления, администрации, кто работает в этом инвестиционном проекте. Здесь сравнивают, анализируют и требуют. Если правила мешают, местная власть идет к республиканской и добивается изменений. Потому что Европа – это не только гранты, но и свобода адаптации. Мы говорим, советуем, пишем письма, что надо это поменять, доказываем эти. Сейчас вот, например, с правительством легко работать, потому что мы едем, указываем, что нам утруждает работу. И это даже можно поменять. И очень много зависит от местной власти, то есть республиканской власти, какие проекты, какие условия там вкладываются. Если, скажем, условия наши утруждают, мы смотрим, как в Латвии, как в Польше, и мы говорим нашему руководству республиканскому: вот смотрите, там легче, почему нам труднее, вы сделаем самые местные власти, то есть республиканские, а не европейские. Там много свободы. Анникшай – город с открытыми дверями. Здесь принимают делегации из других стран, обмениваются опытом, показывают, как все устроено. Честно, без прикрас. И да, тут тоже не все идеально. Но то, что сделано, сделано своими руками. И это вызывает уважение. Руководители самоуправлений должны приехать в самоуправление, посмотреть, как что делается. Руководители государства, приезжать и министры, к нам посмотреть, как делается, что сделано и как мы это как все происходит. И принять этот опыт или даже лучше сделать. Но не туризмом единым. В Анникшае работает один из старейших винных заводов Балтии – Анникшае Винос. И если раньше он ассоциировался с крепленным советским напитком, то теперь это современное предприятие с более чем 100 наименованиями продукции. Более 100 продуктов мы производим в нашем ассортименте, как виноградные вина, плодово-ягодные вина, безалкогольные вина, также винные напитки, коктейли и другие продукты. После 2014 года предприятие вложило более 3 миллионов евро инвестиций, обновило оборудование, построило подвалы для хранения и выдержки вина. Гордость компании – модернизированная линия розлива тихих вин, одна из самых передовых стран Балтии. Внедряя новые стандарты, мы будем, как говорится, нужны покупателям Евросоюза, поэтому все вместе стараемся внедрить и запустить новое оборудование, чтобы наши продукты соответствовали регламентам Евросоюза. После 2014 года инвестиции составили более 3 миллионов евро. Если говорить про наши инвестиции, то наша вишенка на торте – это наша линия розлива тихих вин, в которую было инвестировано более 600 тысяч евро. Это одна из модерновых линий в странах Балтии. Следующие наши также инвестиции были эти холодные подвалы, так как мы производим вино, и после производства вина его надо хранить при определенных условиях для того, чтобы оно соответствовало качеству. Сегодня Кангаз – крупнейшее село Молдовы. У него есть потенциал, есть люди, есть земля, но нет главного – прямого доступа к европейским инвестиционным фондам. То, что стало нормой в Анникшае, в Кангазе пока невозможно. Главное быть оптимистом. Пессимист всегда с опущенными руками, оптимист всегда думает, что нам повезет. Мы оптимисты. Нам легче, потому что ты знаешь и уверен, что если пойдешь к этой цели, ты ее достигнешь. Но это не фатально. Это вопрос выбора.
если появится политическая воля и профессиональная команда, если доступ к программам Европейского Союза будет открыт, через 10 лет Конгаз может быть не хуже. Его история может стать не исключением, а продолжением пути, который Аникчай уже прошел. А чтобы эта экономика работала, нужны дороги, транспортные артерии страны. Там, где в Молдове рельсы ржавеют и станции пустеют, в Литве они стали путями в Европу и частью общего рынка. За моей спиной раньше был вокзал в Камрате, который обслуживал пассажиров практически со всего юга Молдовы. Отсюда могли купить билеты не только в ближнее зарубежье, но и за границу. Уже более 15 лет он не обслуживает пассажиров. Здесь нет работающей кассы, нет расписания поездов и нет надежды. Когда-то по этим рельсам уходили поезда в Чадырлунгу, Бессарабку, Кагул и даже за границу. Люди приезжали, уезжали, встречались. Билеты покупались в кассах, а расписание висело под стеклом. Сегодня железная дорога в Молдове существует только в новостях о невыплате зарплат и проблемах с путями и поездами. В лучшем случае возит щебень, в худшем – воспоминания. И да, на некоторых участках еще можно встретить поезд, но чаще не поезд, а тени от них. Можно винить в этом десятилетия коррупции, отсутствие стратегии, вечный транзитный статус или просто молдавскую привычку все откладывать на потом. Но факт остается фактом. Наша железная дорога – это зеркало страны. Старое, треснувшее и покрытое пылью. Но что если бы все пошло иначе? Если бы рельсы зашли не в тупик, а пошли бы по пути развития, модернизации и инвестиций? Давайте посмотрим на тех, у кого был такой же старт, такие же условия. Но они пошли по другому пути. Добро пожаловать в Литву, страну, где железная дорога не умерла, а переродилась, где после вступления в Европейский Союз рельсы стали не балластом, а двигателем экономики. Литовские железные дороги – это национальный оператор, основанный в 1918 году. Сегодня компания управляет более 1900 километрами путей и играет ключевую роль в транспортной системе страны, интегрируясь в европейскую логистическую сеть. ЛТГ участвует в общеевропейских проектах, таких как создание коридора Rail Baltica, получая финансирование из фондов Европейского Союза. В последние десятилетия ЛТГ активно модернизирует инфраструктуру, внедряются электронные билеты, автоматизированные системы управления движением, развиваются экологичные решения. Трансформация началась не с инвестиций, а с анализа деятельности и внедрения принципов управления. Однако при этом мы не останавливали ни один стратегический проект, связанный с развитием инфраструктуры или бизнеса. Naudojami iki šios dienos Lietuvos geležinkeliuose, tai infrastruktūros plėtrai absoliučiai didžiausią dalį sudaro инвестиcijos iš ES структурных фондов. Основными источниками финансирования являются фонды ЕС, государственный бюджет для инфраструктуры, yra panaudojamas nuosavos LTG grupės pajamos, а для коммерческой деятельности собственные доходы группы ЛТГ от перевозки пассажиров и грузов. Per pirmus 2 metus nuo transformacijos pradžios visa kompanija. Уже через 2 года после начала трансформации компания стала прибыльной. И с тех пор мы работаем с прибылью, несмотря на серьезные потрясения. Įvyko Lietuvoje, tai galima paminėti COVID pandemiją, taip pat, kuri, aišku, пандемию COVID-19, которая сильно ударила по пассажирским перевозкам, neišprovokuotas karas Ukrainoje, kuris и войну, развязанную Россией против Украины в 2022 году, которая нарушила наши восточные логистические цепочки. Мы переориентировали нашу стратегию на Запад. Это позволило удержать устойчивость бизнеса. Например, в 2024 году группа ЛТГ заработала более 35 миллионов евро чистой прибыли, часть которой возвращается государству в виде дивидендов. Литовская железная дорога не возродилась в одночасье. Директор по развитию ЛТГ поясняет, именно вступление в Евросоюз дало мощный толчок для перемен.
Строгие европейские стандарты безопасности и сервиса потребовали модернизировать пути и технику, а доступ к фондам ЕС открыл возможность инвестировать в инфраструктуру. Появились новые локомотивы и поезда, повысилась скорость и пунктуальность. Компания отделила пассажирские и грузовые перевозки в отдельные филиалы, сделав управление эффективнее. По словам представителя ЛТГ, теперь Литовская железная дорога – это современный бизнес, который конкурирует на равных с другими европейскими перевозчиками. Dėl geležinkelių veiklos specifikos ir finansavimo modelio keleivių pervežimas visoje Europoje yra subsidijuojamas valstybės ir Europoje yra специальные регламенты. Вся Европа субсидирует пассажирские перевозки, существуют четкие регламенты ЕС. Литва не исключение. 2023 metų pradžios mūsų keliaivių vežimo компания LTG Link. С 2023 года LTG Link имеет долгосрочный контракт на 10 лет с Министерством транспорта. Tiek kokybinius, tiek kiekybinius parametrus, kuriuos turi užtikrinti mūsų dukterinė bendrovė LTG Link. Он определяет как качественные, так и количественные показатели, которые мы обязаны обеспечивать. Ir skirtumą, kurį sudaro mūsų kaštai vykdant tokią veiklą. Разница между доходами от билетов и затратами покрывается субсидиями из бюджета. Это прозрачная и обособленная деятельность. Такова практика ЕС. Не только статистика, но и обычные люди подтверждают перемены. Пассажиры в Литве отмечают, что поезда стали удобнее, чище и ходят по расписанию. Житель Вильнюса рассказывает, что теперь может легко купить билет онлайн и добраться до Каунаса быстрее, чем 10 лет назад. Эти короткие блиц-интервью – живое доказательство того, как ожила железная дорога. Новые поезда пошли даже еще, как бы более можно пользоваться как бы услугами питания. Люди, наверное, повлияли, и потом как бы по требованию людей идет железная дорога на такие уступки, и чтобы люди больше катались и пользовались транспортом. Как бы быстро доезд, можно не пользоваться своим транспортом, а железная дорога очень хорошо и быстро, и качественно. Очень изменилось. Раньше не так было, как сейчас. Удобство, все обслуживание очень отличное. За билетами не надо стоять в очередях, если что, зашел в поезд, в поезде купил. Несколько раз подряд мы едем, год едем с поездом. Это очень хорошо, очень удобно. У нас в Канаде нету таких поездов, как здесь. Очень понравилось, пользуюсь, спасибо. Классный сервис, все хорошо. История Литвы дает надежду и нам. Опыт ЛТГ вдохновляет. Небольшая страна сумела войти в число участников масштабного проекта Rail Baltica. Аналогично и Молдова с Гагаузией могут стать частью важного транспортного коридора между Востоком и Европой. Кроме того, акцент Литвы на экологичности, электрификация, снижение выбросов перекликается с нашей задачей уменьшить загрязнение от старого дизельного подвижного состава. В Молдове железнодорожная инфраструктура тоже нуждается в обновлении. Это хорошо известно, если взглянуть на состояние ветки, соединяющей юг страны с остальными регионами. Подобно Литве в 2000-х, сегодня Молдова может привлечь европейские фонды для развития транспорта. Например, в рамках новых программ Европейского Союза вполне реально добиться финансирования модернизации линий Кишинев-Камрад, закупки энергоэффективных поездов, строительства современных логистических терминалов. Европейские стандарты и инвестиции способны вдохнуть новую жизнь в Молдавскую железную дорогу. И, возможно, тогда в Камрате вновь появятся пассажиры, а поезда будут идти не в тупик, а вперед к развитию, инвестициям и модернизации страны. И, наконец, самое ценное – культура. Европа показала, что поддержка традиций не тормозит развитие, а наоборот вдохновляет и объединяет. Здесь старые усадьбы становятся центрами жизни, а разнообразие культур – источником силы. Всего в 25 километрах от Вильнюса поселок Майшигала. Это не просто историческое место польского меньшинства в Литве, а живой пример того, как Европа может вдохнуть новую жизнь в локальные сообщества. Символ этого обновления – усадьба графов
Ховалд, ставшая центром традиционных ремесел и культуры, носящая имя польского президента Леха Качинского. Этот центр культуры за моей спиной стал примером того, как в населенном пункте, где проживает 2000 человек, за деньги Европейского Союза можно сделать не только дворец культуры, в котором могут быть вовлечены все жители близлежащих районов, но и площадь, которая была построена в память погибшего президента Польши Льва Качинского. Проект был профинансирован из разных источников Европейского Союза. Но за фасадом отремонтированного здания куда более широкая картина. О том, как меняется жизнь всей общины, рассказывает староста Майшагалы. С момента вступления в Евросоюз активизировалась жизнь такого местечка, как Майшагала. За это время было организовано не одна община, в том числе и наша. В 2011 году мы сделали собрание в нашей школе и решили, что нужно организовать общину, чтобы можно было бы воспользоваться теми проектами и тем финансированием, которое предназначено для таких. Только нужно определиться, что мы хотим сделать и на что мы планируем. Организовав эту общину, зарегистрировав его, первым проектом был такой небольшой проект, который направлен на оборудование нашей общины, то есть компьютеры, мебель и так далее. То, что можно было бы организовать и работать. Потом был большой проект, сделан на 200 тысяч литов. Тогда еще мы были в литах, это были в 2011 году большие деньги, он складывался из 3 частей. Первая часть закупка оборудования нужна на проведение концертов или культурных мероприятий в открытой, скажем, не в залах, а вот от открытой местности. Что это значит? Это значит, мы приобрели сцену, палатки, аппаратуру, все, что нужно для концерта. Без самой программы. Это одна часть. Вторая часть была направлена на, скажем, как бы коллектив хозяек, если так можно на русский язык перевести. И там мы за эти деньги купили кухню, где проводили занятия. Профессиональные, в программе было профессиональное занятие по кулинарии. Рыбной, потом мясной, профессиональный приезжал повар. И последнее задание было, как организовать, скажем, как это все организовать прием, как что, где это должно лежать. Это было на хозяйке, так сказать, женщины наши собирались, семьи и так далее. И потом нужно было каждой семье что-то свое представить, испечь там. И, конечно, женщины работали, мужчины пробовали. Это как всегда, но это было очень интересно. Я покажу потом фотографии. Вторая часть. И третья была, значит, как бы так сказать, открытие своих талантов в своей общине, которые не были известны. Что я имею в виду? Скажем, у нас был художник, и есть сейчас художник, работает простым шофером. Только из-за того, что он не попал в институт искусств. Он имеет более 200 картин, и очень они красивые, очень профессионально красивые. И мы его нашли. Мы знали, что он так, что он, значит, картины эти представляет даже на заказ. И здесь, в этом доме, Гувальда, это Гувальда палац, так, мы сделали ему выставку, персональную выставку. Вроде слышали, но никто не знал. Это было вот такое открытие. Майшагала доказала, когда традиции получают поддержку, они становятся не только предметом гордости, но и частью экономики. А дальше Глитишкес. Глитишкес – это элегантная усадьба с историей в несколько веков, восстановленная по европейским стандартам, но ее восстановили не ради отчетной красоты. Здесь архитектура служит не декорацией, а основой для развития современного культурного центра. Это место, где история не стоит на месте, а становится частью современного контекста.
Здесь архитектура служит не для восхищения, а для вдохновения. Еще недавно Глитишкес был заброшен. Сегодня это точка, которая притягивает к себе людей со всей округи. Это еще один пример того, как Европейский Союз инвестирует не только в инфраструктуру, дороги, заводы, но и культуру. Здание снаружи выглядит как с открытки, но внутри галереи, студии, творческие лаборатории. Центр стал частью европейской культурной карты. Как удалось соединить классику с технологиями, рассказывает администратор центра. Культурный центр здесь был и до реновации, с 90-х уже лет, когда уже Литва стала независимой. Действовал только здесь, очень был нужен ремонт. Этот замок, он разрушался понемножку, и были очень плохие условия. А недавно, вот в 2019 году, с инициативы самоуправления нашего района Вильнюсского, был сделан проект, и произошла реновация, обновление этого центра. И вот 2 года назад он был уже открыт для посетителей, также для работников культуры и для библиотеки, которая здесь находится, для экспозиции музея. И теперь мы очень рады тому, что условия очень хорошие теперь и очень красиво у нас. Здесь культура не декор, а инструмент развития. Усадьба не превратилась в музей прошлого, она стала пространством идей. Глитишкес – пример того, как, возвращая здание к жизни, можно вдохнуть новую энергию в целую общину. Глитишкес показал, культура – это не декорация, а инструмент роста. Но следующая остановка – совсем другой ритм. Неменчине – город, где молодежь творит будущее в реальном времени. Именно здесь этнокультурное разнообразие стало не проблемой, а ресурсом. Представители 17 национальностей живут и работают вместе, реализуя десятки проектов с поддержкой Европейского Союза. В этом городе европейские фонды стали основой для настоящего партнерства. Школы, спортзалы, программы для людей с особыми потребностями. Что стоит за таким единством и как все получилось, рассказывает староста Неменчини. Проекты пишут люди. Те люди, которые чувствуют, что надо что-то делать, чтобы это все развивалось не просто там, а чтобы получить какой-то результат. Потому что сделать проект от самой идеи до реализации – это очень долгий путь. Он может и 5, и 7 лет идти. Для этого нужно и терпение, и навыки, и всякие другие. Ну, это было, видно, было много сделано, много сил. Каждая локация – это история успеха. Но не успеха сверху, а успеха людей, которые верят в свой край и получают поддержку, чтобы сделать его лучше. Майшагала, Глитишкес, Неменчини – они говорят на разных языках, но передают одно послание. Будущее начинается с уважения к прошлому и с готовности строить новое. У Гагаузии все это есть. Осталось использовать. Все эти истории сходятся в одном выводе. Литва доказала, перемены возможны. И этот опыт приглашений для Молдовы не ждать, не жаловаться, а действовать.
На минувшей неделе Конституционный суд Молдовы утвердил результаты парламентских выборов, состоявшихся 28 сентября. Действующий премьер-министр Дарьян Ричан объявил о намерении покинуть пост, а правящая партия «Действие и солидарность» после формирования нового парламента выдвинет на должность главы правительства Александру Мунтяну. Об этих и других значимых событиях недели далее. 16 октября Конституционный суд официально подтвердил итоги выборов. Результаты парламентских выборов 28 сентября 2025 года подтверждены. Мандаты избранных депутатов признаны действительными, заявила председатель КС Домника Маноли. Таким образом, состав парламента 13-го созыва выглядит так. Партия «Действие и солидарность» ПДС – 55 мандатов, Патриотический блок – 26, блок «Альтернатива» – 8, Наша партия и партия «Демократия дома» по 6 депутатов каждая. Новоизбранный парламент должен собраться на учредительное заседание по созыву президента не позднее, чем через 30 дней после выборов. 13 октября премьер-министр Дарьян Ричан официально объявил о своем уходе. В своем обращении он поблагодарил Майю Санду, депутатов и членов правящей партии за совместную работу, отметив, что ключевые достижения правительства стали возможны благодаря координации и профессионализму сотрудников госструктур, а также поддержке граждан. «Я не буду участвовать в политической жизни, сложу депутатские полномочия после утверждения нового правительства и продолжу профессиональную деятельность, которую оставил несколько лет назад», заявил Ричан. Лидер ПДС Игорь Гросу подтвердил, что после формирования парламента правящая партия выдвинет Александру Мунтяну на пост главы Кабинета министров. По его словам, Мунтяну – профессионал с впечатляющим опытом в экономической, академической и инвестиционной сферах. «Нам нужны такие люди, чтобы продолжить европейский путь Республики Молдова», подчеркнул Гросу. Александру Мунтяну – экономист, преподаватель, предприниматель. Работал в сфере высшего образования, руководстве Национального банка Молдовы и международных организациях, включая Всемирный банк. Он возглавляет французский альянс в Молдове. В 2006 году был награжден орденом Почетного легиона Франции за вклад в развитие культурного и экономического сотрудничества. На этой неделе в Евросоюзе начала работать система электронной регистрации въезда и выезда ЕЕС. Она распространяется на граждан третьих стран, включая Республику Молдова, которая пересекает внешние границы 29 стран Шенгенской зоны для краткосрочных визитов до 90 дней. При первом въезде путешественникам необходимо пройти регистрацию, сдать биометрические данные, сфотографироваться, предоставить отпечатки пальцев и отсканировать паспорт. Система будет внедряться постепенно в течение полугода и полностью заменит ручное проставление штампов в паспортах с 10 апреля 2026 года. В Молдове пилотный запуск проходит на пункте пропуска Костешты. Цель нововведения – усилить безопасность и контроль миграционных потоков. Кроме того, на контрольно-пропускном пункте Скулена с 15 октября...